Салям алейкум, сайгалы телесердюлермаз. В эфире программа «Бугонь». И я рада представить гостя нашей сегодняшней программы. Это кандидат политических наук, известный крымско-татарский историк Гульнара Ханум Бекирова. Салям алейкум, Гульнара Ханум. Алейкум салям. Гульнара Ханум, как бы вы прокомментировали происходящее сегодня в Крыму? И вообще, какой режим вновь пришел на нашу родную землю? Ну, я думаю, что то, что происходит в Крыму, вообще ничего, кроме ужаса, не может вызывать у нормального, здравомыслящего человека. Потому что события, конечно, в Крыму чудовищные. Конечно, мы все, сказать, что мы угнетены, огорчены, я имею в виду крымских татар, да, происходящим. Ну, прежде всего, конечно, это связано с арестами Наримана Джеляла, человека достаточно популярного, известного в народе, и, конечно, братьев Асана и Азиза Ахтемовых, потому что те методы, которые применили в отношении этих людей, по крайней мере, у меня, как у историка, вызывают очень много вопросов. И, честно говоря, я вот просто стала лучше понимать события 1937-1938 годов в связи вот с этими последними событиями в Крыму, потому что, знаете, когда мы читали, я читала документы 30-х годов, да, конечно, это страшные там какие-то признательные показания и все прочее, но мы же видим теперь, что просто против людей применялись пытки, их пытали многие месяцы. И на протяжении многих-многих месяцев из людей выбивали вот эти самые показания. Сейчас братьев Ахтемовых, можно сказать, пытали буквально сутки. И, конечно, вот эти методы страшные, они вызывают, не то чтобы вопросы, они вызывают страшное возмущение. То есть, по сути, совершенно невиновных людей, а мы знаем этих людей, мы знаем, что это порядочные ребята, благородные отцы семейства, буквально за сутки из них выбили вот эти показания. То есть представляете, какие методы применялись, чтобы вот люди уже не могли сопротивляться. Мы уже знаем, слава богу, эти методы, потому что современные коммуникации позволяют нам узнавать о событиях в Крыму практически синхронно. Это, конечно, плюс этого нынешнего времени. Но, конечно, то, что методы НКВД, нынешнее ФСБ, в такой степени усовершенствовало, усугубило, это, конечно, ужасно, потому что мы видим, в какие жернова попали крымские татары сегодня в Крыму. И что очень важно, на мой взгляд, что и Асан, и Азиз, не хочу никого обидеть, но они обычные рядовые крымские татары. То есть эти события нам показали. Абсолютно любой крымский татарин может в Крыму оказаться в этой ситуации. Он может быть назначен диверсантом, он может быть назначен террористом. Мы же понимаем, где написан этот сценарий. Этот сценарий, надо признать, что действительно очень изобретательный, написан, понятно, ФСБ, и он преподносится таким образом, как будто Украина с помощью крымских татар осуществила этот террористический акт. Я смотрела несколько дней подряд программы Скобеевой, не поленилась. И вот именно таким образом она, этот глашатай, да, определенных структур, представляет события в Крыму. И с презумпцией невиновности, это те понятия, да, которые вообще не приветствуются в современной России. То есть людей уже назначили диверсантами, хотя еще и следствие это толком не велось. То есть есть показания Асана, Азиза, сделанные под пытками. Мы это тоже уже знаем, потому что об этом уже стало нам известно благодаря современным средствам массовой информации и возможностям, которые мы сегодня имеем. Гульнара Ханум, вы вспомнили 1938 год. Давайте поговорим об этом подробно. Почему так происходит с нашей интеллигенцией? Ведь лучших расстреляли.
Ну, во-первых, конечно, раз уж мы коснулись истории, то, конечно, мы должны вспомнить, что в этом году столетие Крымской АССР. И Крымская АССР была основана 18 октября 1921 года. Конечно, многие зрители это знают. В Крыму. И я думаю, ну, сегодня это уже более-менее изучено, достоверно известно, что это случилось благодаря беспрецедентной активности крымско-татарских интеллектуалов в 17-18 году, когда крымские татары, лидеры Нуман Челебиджихан, Джафер Сейдамет, Ахмет Узенбашлы организовали, основали Курултай. И когда стало понятно многим, в том числе и большевикам, которые подавили деятельность Курултая, уничтожили Челебиджихана, когда стало понятно, что все-таки активность, политическая активность крымских татар очень велика, вот эта вот политическая субъектность, кстати, большевики ее учли. Это даже немножко удивительно, да, что они вообще поняли, да, догадались. Но, тем не менее, вот в 1921 году была основана вот эта самая Крымская ССР, в которой государственными языками были крымско-татарский и русский. Я хочу подчеркнуть, что крымско-татарский в Конституции был указан как первый язык, и русский занимал второе значение, хотя крымские татары на тот момент уже не представляли большинства на своей исторической родине. И опять отматывая 150 лет назад, к моменту первой аннексии Крыма России, мы понимаем, почему это произошло. Потому что крымские татары на протяжении вот этого черного столетия, чуть-чуть больше, да, вынужденно покидали свою историческую родину. Это та масштабная трагедия крымско-татарского народа, которая сегодня практически неизвестна в Украине, но которую мы, конечно, крымские татары, все прекрасно знаем, потому что крымские татары вот тот действительно уникальный народ, у которого диаспора больше этнического ядра. Это очень, конечно, большая такая трагедия, я считаю, потому что крымские татары постоянно вынуждены бороться за свое право жить на исторической родине и отстаивать свою идентичность. И мы понимаем, что все равно в диаспорах этнос или нация не может развиваться настолько же глубоко и основательно, вот как на исторической родине. Мы это, конечно, все прекрасно понимаем. Но, тем не менее, мы, конечно, должны сказать спасибо, поблагодарить тех людей, кто не только живет сегодня в Крыму, но и пытается развивать язык, какие-то, просто жить на родине, да, и бороться. И вот за это, конечно, спасибо Нариману Джелялу, который прекрасно понимал, что, скорее всего, рано или поздно его политическая активность приведет вот к тому, к чему привело. Вот давайте о роли Наримана Джеляла в крымско-татарском национальном движении. Неужели путь в национальные лидеры должен проходить через тюрьмы? Увы, видите, как наше национальное движение складывается на протяжении, можно сказать, все-таки вот длительность, да, нашего национального движения я датирую, пусть не 1783 годом, но, по крайней мере, с 1917 года. Конечно, мы можем его датировать. Это, конечно, и деятельность наших активистов Челебиджихана, Джафера Сейдамета, и потом, конечно, уже в местах изгнания в 1944 году, когда 12 лет крымские татары жили в местах спецпоселений, по сути, в резервации, в гетто, где каждый шаг контролировал комендант, но уже с 1956 года, с середины 50-х, берет свое начало национальное движение крымско-татарского народа за возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Я хочу сказать не столько крымским татарам, которые все это знают, но тем нашим зрителям, кто этого не знает, что всегда вторым пунктом требований крымских татар был пункт о восстановлении государственности. Была ли это государственность? На момент 1956 года в документах говорилось, что мы хотели бы восстановить крымскую автономию
в составе Украины. Ну, потому что в 1954 году, в феврале, Крым был передан из состава Российской Федерации в состав Украинской ССР. Но всегда вторым пунктом, я подчеркиваю, пункт о государственности был задекларирован нашими активистами. И, кстати, этот вот как раз пункт и был тем камнем преткновения, который, может быть, в определенной степени и мешал возвращению крымских татар на родину, потому что власти боялись вот этой политической субъектности крымских татар, этого стремления не только на родину, но и стремления к восстановлению государственности, государственных институтов. Но, конечно, когда сегодня некоторые политики говорят, что, дескать, мы ничего об этом не знаем, ну, конечно, это лукавство, потому что во всех партийных документах, по крайней мере, украинских властей, они сегодня опубликованы, этот пункт всегда есть, и всегда власти, в КГБ, украинское КГБ всегда указывало, что, дескать, крымские татары, экстремисты опять там пишут о том, что они хотят восстановить государственность, а уже в конце 80-х, когда крымские татары планировали уже, было решено, что будет Курултай, но тут уже эти записки Комитета государственной безопасности Украины свидетельствовали, что украинское КГБ очень внимательно следило вот за этими шагами. И, кстати, очень большая часть информации была как раз отправлена на имя Леонида Макаровича Кравчука. И там говорилось, что... И там, кстати, были сообщения, в том числе о том, что крымские татары опять что-то там баламутят, хотят восстановить там государственность, какой-то свой там в рамках какого-то исламского государства. Ну, это, впрочем, были, такие же, как сказать помягче, бредни, примерно такие же, вот как сейчас придумывает ФСБ, относительно вот этих диверсий. Вообще, я хочу сказать, я в своей жизни много прочла партийных документов и гэбистских документов. И я хочу сказать, что и правоохранительных органов, я хочу сказать, что изобретательность этих документов и то, насколько они порой противоречат здравому смыслу, это я мягко говорю, насколько они фантасмагоричны вот в этих трактовках действий крымских татар, это просто поразительно. Ну и, к слову, вот этот самый даже, не знаю, как это сказать, вот то, что сейчас происходит, диверсия, так называемая диверсия, да, этот же сценарий тоже, понятно, написан в каких стенах. При всей такой изобретательности этого сценария, конечно, поражает, что в 21 веке мы дожили до того, что, по сути, совершенно невинных людей, а мы их хорошо знаем всех, сделали диверсантами. Это же преступление властей, да? Мы понимаем, что это, если активисты национального движения в 60-х годах, там, хотя бы у них находили какие-то там листовки, вот как мы в октябре мы будем вспоминать процесс, такой легендарный тоже процесс 61 года Энвера Сеферова и Шевкета Абдурахманова. Там, по крайней мере, у этих ребят нашли листовки очень жесткие, которые начинали со слов «Господа коммунисты», а заканчивали со слов «Крым наш, и вы скоро об этом узнаете». И эти люди, Сеферов получил 7 лет, а Абдурахманов 5 лет. И таких ведь пыток не было. Да, по крайней мере, конечно, брежневское время относительно такое благополучное в этом смысле, что хотя бы изображается некое такое судопроизводство, допросы. Вот сколько я общалась с активистами национального движения 60-х, 70-х годов, а я практически делала там передачи, писала о всех практически резонансных политических процессах, никто из активистов не говорил мне, что применялись пытки, что не было судопроизводства. Да, допросы были, но они были такие, что вот как бы было понятно, что все-таки, по крайней мере, вот эта процессуальная часть, она достаточно корректная. Да? И люди получали 3 года, это максимальный срок за инакомыслие. Но то, что сегодня происходит, это, конечно, вот других ассоциаций,
кроме 1937-1938 года, конечно, не вызывает. И мы, конечно, должны вспомнить, что это вообще были, конечно, чудовищные процессы 1937-1938 годов, потому что они коснулись вообще всей крымско-татарской элиты. От первого человека, ну вот мы называем это, ну я называю, историки, кто, ну те немногочисленные, кто этим занимался, такой большой процесс крымских татар, и поскольку он начинался от Самединова, то есть, по сути, первое лицо крымской автономии было арестовано. Дальше практически вся такая партийно-правительственная верхушка и лучшие представители интеллигенции. За их активность. Вот за то, что они были крымские татары, получается, понимаете? И что очень важно, и мне кажется, очень важно сказать и понять нашим зрителям, что если вот кто-то хочет быть таким активным и делать карьеру в тоталитарном государстве, каковым, ну, к сожалению, сегодня является российская, пусть не говорят, что я не предупреждала. Потому что, ну, вот так предупреждает история, что вот Сервер Трубчу, который был в этой тройке в 1937 году, в июле, были тройки, которые подписывали приговоры. То есть он шел на сотрудничество с властью? Он был партийным деятелем, который был, вот, то есть тройки решали судьбу. Вот поступила разнарядка. Там 100 крымских татар, ну, как сказать, репрессировать, ну, то бишь уничтожить. И вот он по упрощенной процедуре. То есть судили по упрощенной процедуре, по сути, по списку, да, там Асан, Осман, Бекирова, Асанова и так далее. Да, вот 100 человек по упрощенке. За один день выносили 100 приговоров. И вот Сервер Трубчу был в числе вот этой тройки, кто подписывал эти приговоры. С июля до, по-моему, октября 1937 года он был в этой тройке и подписывал эти приговоры. 17 апреля 1938 года он был в числе тех, кого расстреляли. Это были и Усейн Баданинский, и Осман Акчокраклы, и видные представители крымско-татарской интеллигенции, но с ними был и Сервер Трубчу. И не надо этого забывать, который подписывал этим людям приговоры. То есть, когда речь идет о жизни в тоталитарном государстве, нужно всегда помнить о том, что сотрудничество это может закончиться очень плачевно и трагично. И, как правило, вот начинает эта машина работать первым делом с тех людей, кто наверху. Вот, это, ну, вот так это работает. И поэтому, когда мы говорим о борьбе, бороться нужно, конечно, за демократию, там, с тоталитарным государством, как это делали наши активисты в советский период. Там, Айше Сейтмуратова, Мустафа Джемилев, Ришат Джемилев. То есть они не отделяли борьбы с авторитарным, ну, тоталитарным советским режимом от борьбы крымских татар. Хотя у нас, конечно, было и такое течение в национальном движении, активисты которого говорили, ну, дескать, давайте не смешивать вот наши проблемы с проблемами демократическими. Дескать, потому что мы только навлечем гнев властей. Ничего подобного. Вот гнев мог навлечь любой. Так же, как это, кстати, происходит и в сегодняшнем Крыму, когда, ну вот буквально людей взяли, что называется, совершенно, ну не хочу сказать случайных. Да, там Асан, наверное, там имел какую-то позицию, он сотрудничал с газетой «Авдет», может быть, что-то писал, но он не являлся ни членом Меджлиса, никаким деятелем Меджлиса. А даже если будет членом Меджлиса, ведь наше крымско-татарское национальное движение, оно всегда выбирало мирные методы, это ведь не характерно. Да, это, кстати, хорошо, что вы об этом вспомнили. Ну, конечно, все наши крымско-татарские зрители это знают, но нас смотрят не только крымские татары, и это очень важная черта крымско-татарского национального движения, что крымские татары всегда исповедовали вот этот принцип толерантного, принцип ненасильственной борьбы за свои права. Диалог с властью, высокая письменная культура, то есть обращение во власть, попытки донести до общественности мирными методами свои требования и чаяния.
Мгм. Гульнара Ханом, сегодня, вы знаете, наблюдая пропагандистские СМИ, вспоминают очень часто крымско-татарскую автономию 20-х годов. К чему она привела? Ну, она привела к тому, что в 1944 году ее ликвидировали, так же, как и, ну, по сути, хотели, конечно, ликвидировать. Если была такая возможность у Сталина, может быть, ликвидировали бы и весь крымско-татарский народ. Но, в общем, его, по сути, лишили Родины, это все знают. И вот так она и закончилась. То есть первые годы, да, мы начали немного говорить о Крымской ССР. Первые годы действительно была попытка, ну вот, заигрывания, да, властей с крымскими татарами. Потом уже, ну вот, датируем, наверное, событиями 28 года, когда был расстрелян, по сути, первое лицо крымской автономии Вели Ибраимов. И это был первый руководитель партийный, с которым обошлись вот столь, ну, я бы сказала, бесцеремонно. Я читала тоже эти документы. В партийных документах было сказано, что инициировать политический процесс без раздувания в печати. И потом, когда, собственно говоря, уже, ну, уже сегодня известны эти там документы, уже видно, что все-таки в печати решили раздуть, а потом было инициировано, опять-таки, большой политический процесс, дело по партии Мелиферка. Ну, опять-таки, эти активисты тоже, в общем, большая часть их была расстреляна, уничтожена, но некоторым удалось выжить. И, ну, дожили, большая часть из них, правда, дожила только до 1938 года, вот, до 17 апреля. И вот как раз вот мы все время должны помнить, и когда вот у нас есть какой-то вопрос, вот я, например, я всегда обращаюсь к истории. И история, ну, мне, не знаю, может быть, потому что я живу в этом, да, это мой такой мир, она мне всегда дает, я считаю, что достаточно правильные ответы, как нужно себя вести. И поэтому, вот если бы мне, например, предложили сотрудничество, если бы я вот была сейчас в Крыму, с какими-то структурами, а, конечно, там были какие-то предложения, пока я была там, то я бы лично отказалась, потому что я понимаю, что ничем хорошим это не закончилось бы. И для многих людей, собственно говоря, сегодня, спустя 7 лет, это, в общем-то, я даже не знаю, кто там остался из тех людей, кого в 2014 году наградили должностями какими-то. Их Да? уже нет, кстати. Их уже, мне кажется, Уже... по-моему, там практически всех отставили. Да? Там кому-то почетная ссылка, кто-то не удел, кто-то еще что-то, у кого-то там пенсия, ну, не знаю. Ну, это уже не мне судить, это их путь. Они свой выбор у нас сделали. есть еще события после 1783 года, и с каждым разом, когда ты сталкиваешься, читаешь, но перспектив нет, мы только видим уничтожение. Кстати, возвращаясь к теме крымско-татарского национального движения, вы знаете, вот мы сейчас все переживаем вот эти 2 недели для всех, я думаю, эти события потрясли всех. И потрясали, а вот эти последние 2 недели очень сильные. Вы знаете, вот сейчас я вспомнила такую личность, как Александр Григорий Матвеевич и его произведение «Факел над Крымом». У меня было желание его перечитать. У нас рядом с крымско-татарским национальным движением всегда были такие люди. А сейчас есть ли такие люди, или мы только видим в Facebook поддержку? Ну, конечно, таких людей, как Григорий Матвеевич Александров, таких людей, как Петр Григорьевич Григоренко, я ну, не могу назвать таких людей, ну, такого масштаба, да, ну, такой жертвенности, А вот я чем бы они сказала. руководствовались? Знаете, вот Григорий Матвеевич, да, вот, казалось бы, крымские татары. Ну, И... во-первых, насколько я могу судить ну, во-первых, во-первых, это, конечно, выдающийся литератор, к сожалению, неоцененный, потому что ну, у него вот так трагично сложилась его судьба. Это интеллигентнейший русский человек из интеллигентной русской семьи. Но он очень рано узнал, что такое Сталин, сталинские лагеря. Но я думаю, что давайте не будем обманываться. Таких людей, как Григорий Матвеевич, история рождает, ну, не каждый день. Во-первых, я его читала неопубликованные романы. Это в высшей степени порядочный человек и талантливый человек. И, конечно, когда он видел эту несправедливость, он не мог молчать. Это, конечно, нонконформист. Это человек, который не мог пройти мимо несправедливости,
даже если она лично его не касалась. И вот этот человек, который жил в центре Москвы, родился вот в этой самой интеллигентной московской семье, он был приговорен к сталинским лагерям за стих антисталинского содержания. Ну, вы это знаете. И потом оказался в Узбекистане, да, ну, соответственно, как неблагонадежный. Всю жизнь прожил с крымскими татарами. И, конечно, когда он общался с крымскими татарами, он не мог, буквально, я по ощущениям моим, вот по тем текстам, которые он писал, я вижу, что он настолько проникся идеей крымских татар, да что там говорить, это опять мое субъективное мнение, но один из лучших рассказов о депортации, вы помните, где героиня, крымская татарка Арзы, и она хоронит ребенка, это же одно из лучших произведений вообще, написанных о депортации крымских татар. Это действительно человек потрясающего таланта, но чтобы это написать, насколько нужно было проникнуть вот в среду крымских татар именно интеллектуально, экзистенциально, если угодно. То есть он сам, по сути, стал крымским татарином. Таких людей, конечно, очень Сегодня мало. таких людей нет. Рядом Петр с нами. Григорьевич Григоренко. А вот сегодня, интересно, Вот сегодня есть ли такие люди? знаете, я на прошлой неделе или дней 10 назад участвовала в мероприятиях, по-моему, москвичей или питерцы. И вот вы знаете, я вот все-таки отмечаю, я не хочу вот прям огульно говорить, что таких людей нет, но вот эти ростки солидарности, которые проводят Евгения Литвинова, вот эта группа, да, Стратегия. «Стратегия 18». Вот мне, конечно, эти люди очень симпатичны, и это действительно люди очень порядочные, благородные. Я вот вчера видела уже у Евгении, вот был плакат в поддержку братьев Ахтемовых и Наримана Джиляла. То есть я вижу, что это искренне. Я вижу, что это, они действительно подвергают себя опасности, эти люди. То есть, конечно, это может быть 20 человек. Они есть. И я думаю, что мы должны быть благодарны этим людям за то, что они делают, будучи, что называется, в этом, я не знаю, в логовище, да, по-другому не могу сказать, в этой, по сути, западне, рискуя жизнью. Конечно, таких людей, как Петр Григорьевич Григоренко, как Григорий Матвеевич, не хочется сравнивать, да, потому что другое время, другие методы. Мы прекрасно понимаем, что в России сегодня практически жить уже невозможно с такими взглядами, с демократическими взглядами. То есть, если ты там критикуешь режим, то практически завтра к тебе могут прийти и придумать тебе какую угодно статью. Причем это будет статья не за то, что ты на самом деле там говорил, а за то, что ты педофил, как Дмитриев, да, за то, что ты там диверсант. Мы же понимаем, что Нариман Джилял никакой не диверсант. Я помню, я познакомилась с Нариманом. Кстати, как вы познакомились с Нариманом Джилялом? Я не помню, какой это был год. Вот это было буквально, как только он начал работать в газете «Авдет». Он закончил только Одесский университет. Я думаю, что это было лет 15 назад. И в «Авдете» такой очень интеллигентный, видно, да, Нариман интеллектуал. Но мы с ним поговорили, я говорю: Нариман, откуда ты? Я закончил политологию, Одесский университет. Он тогда преподавал, по-моему, историю обществоведения в школе и работал в газете «Авдет». Меня, конечно, поразило, что такая порода. Видно, что человек, такой, знаете, действительно интеллектуал, что он учился много, что он хорошо излагает, хорошо пишет. Но я хочу сказать, что вообще это такая очень важная черта нашей интеллигенции, что люди, которые много учились, они, как правило, все-таки не стоят в стороне от общественной жизни, они пишут, они излагают, но даже на том же Фейсбуке меня слово порадовало, не хочу, конечно, употреблять, но что очень многие люди в Крыму настолько живо отозвались, то есть не промолчали, да, на арест Наримана.
И потом, конечно, когда мы общались, Нариман писал очень хорошо. Потом он появился на телеканале АТР. Я вот не помню, вы работали с ним? Работали, «Перекресток» да. была программа, Да. У него была аналитическая программа, он уже был такой гламурный, такой очень, опять-таки, ну вот все, Нариману все было к лицу. Ему и стол, журналистский стол был к лицу, и вот эта роль ведущего, он очень хорошо, ну, мне кажется, он очень хорошо вел, был таким очень хорошим модератором. Потом, ну, это уже, конечно, было для меня немного неожиданно. Потом вот из этого интеллигентного юноши он превратился очень быстро в такого политического деятеля. Меня это тоже немножко удивило. Но вот, говорят, талантливый человек талантлив во всем, да? Тоже как-то он возмужал, как-то он стал очень быстро общественным политическим лидером. Это тоже как-то так меня даже немного удивило, потому что, ну, это не всем дано, так прямо скажем. Но он тоже, в общем, как-то вел себя очень твердо, очень так крепко, что называется, стоял на ногах. И, конечно, когда, ну, честно говоря, когда вот я его иногда видела здесь, я, конечно, ему всегда говорила: Нариман, ну как же так смело ты вот обо всем говоришь, ты не боишься? Он всегда так, ну, знаете, да, так улыбался мило и всегда говорил: да, ничего, Гульнара Ханум, я же ничего такого не говорю, я всего лишь говорю правду. Ну, это действительно так, и мы все это понимаем, что ничего такого естественно, Нариман всего лишь говорил правду, но оказывается, это такая роскошь в условиях сегодняшнего Крыма говорить правду. Вот это, конечно, очень страшная такая история, страшная такая боль для всех нас, потому что крымские татары, я, кстати, это слышала от представителей других этносов на различных круглых столах, мероприятиях, что, видимо, из-за того, что крымские татары были 12 лет в условиях вот этой несвободы, что были в лапах, в объятиях Российской империи, да, как действительно очень угнетенный народ, вот такая вот тяга к свободе, такое свободолюбие, видимо, выработалось. Это уже как национальная черта, как часть национальной идентичности. И для нас это очень важно, как мне кажется, для всех. И поэтому я удивилась, не удивилась, а приятно удивилась, что люди, которые действительно подвергаются опасности, но они не смолчали. Практически вот на Фейсбуке, да, как мы можем еще отслеживать общественное мнение? По эфирам на АТР, на Фейсбуке очень многие люди в Крыму отозвались на арест Наримана, и кто-то повесил аватарки, кто-то написал какие-то слова, и мы понимаем, что они подвергают себя тоже опасности. Но они не могут не говорить правду, потому что мы все знаем этих людей, по крайней мере, уж Наримана. Я готова поручиться за Наримана больше, чем за себя, может быть, да? Потому что я знаю, что он никакой не диверсант. Я знаю, что он, не мог он совершить диверсионный акт, точно так же, как братья Ахтемовы. Еще хотела бы с вами поговорить о наших национальных институтах. Сегодня Меджлис в Российской Федерации считается экстремистской организацией, и не исключено, что завтра будет террористическая организация. Причем мы знаем, что это в мире сегодня признанные организации. Давайте о их роли и важности этих структур. Собственно говоря, мы все должны понимать одну важную черту, и, собственно, это просматривается и по сообщениям средств массовой информации, и по тем же эфирам российским, да, что это, конечно, это персональные аресты, но что в данном случае это в значительной степени удар по Меджлису крымско-татарского народа и шире, это я уже могу утверждать, просмотрев достаточно много российских эфиров, это, конечно, удар по украинскому государству. Потому что как трактуют российские СМИ? Что вот в Крыму произошла диверсия украинского государства,
при участии, которое подослала вот этих самых, подкупила этих украинских диверсантов. Ну, имеется в виду, понятно, крымско-татарских. Ну, кстати, что интересно, в скобеевских эфирах я не слышала, чтобы она говорила, что вот это вот крымские татары, это тоже такая характерная черта этого двоемыслия, потому что, ну, конечно, российские журналисты не могут не знать, что крымские татары сверхмассово представлены среди политических заключенных. Но, как правило, не говорят, что вот арестовали крымского татарина. Почему? Потому что замалчивается от российского зрителя вообще вот эти факты. Ведь если вы сейчас в Россию поедете, пройдете с микрофоном там, или с диктофоном по российским городам, вам никто не скажет, что в Крыму крымские татары арестованы, и никто не назовет имена этих людей. Почему? Потому что так выгодно, потому что выгоднее скрывать, замалчивать. Это как факт депортации. До середины 60-х годов вообще практически не было известно, где находятся крымские татары. В 50-м году я читала журнал «Социалистический вестник». Там автор писал: мы не знаем, где крымские татары, что с ними случилось. То есть буквально вот куда-то пропали крымские татары. И когда я стала читать партийную, ну вообще всю прессу крымскую этого периода, там нет ни одного упоминания, что крымские татары депортированы. То есть когда вот это замалчивание и сокрытие фактов происходит, это ведь тоже не случайно. Это значит, что кому-то это выгодно. А кому выгодно в данном случае, мы это прекрасно понимаем. Гульнара Ханом, вот все процессы, которые происходят даже здесь, да, они внутри АТР, внутри там, Крымского дома. А вам не кажется, что не хватает чего-то глобального? Мне кажется, что мы остались со своей проблемой одни. Ну, есть, конечно, такое ощущение. Вообще есть ощущение, конечно, что Крым отдаляется. Потому что я мониторила СМИ украинские, и из Крыма звонили соотечественники, они говорят, мы смотрим, ведь никого, мы потрясены. Сколько можно показывать уже свою позицию, поддержку? Почему такая реакция? Ну, вообще, я хочу сказать, что я в значительной степени недовольна реакцией украинской общественности и вообще тем, что в Украине настолько мало известно сегодня о крымских татарах. То есть, по сути, единственный вот телеканал, который, ну, может быть, еще ЮА Крым, не знаю, я не могу сказать, потому что я не смотрю его регулярно. Конечно, это АТР. И, ну, понятно, что АТР постоянно переживает какие-то сложности, и это тоже вопрос к украинскому государству. Почему? Единственный рупор, единственный телеканал, который, ну, настолько детально, подробно освещает события в Крыму, постоянно вынужден бороться за существование. Что касается известных там, ну, таких телеканалов, которые смотрят украинцы, то я хочу сказать, что крымская тема представлена, мягко говоря, недостаточно. Ее практически нет. Да, вероятно, я подозреваю, что ее практически нет. И я думаю, что, ну вот у меня на прошлой неделе было мероприятие, и я буквально, ну, рассказывала, да, о событиях в Крыму, и я по удивленным, ну, действительно, сочувственным, очень сочувственным лицам, но это была очень доброжелательная публика, но у них были такие изумленные глаза, как будто я открыла им Америку, ну, что называется, да. То есть они впервые услышали, что в Крыму происходят вот такие, ну, действительно жуткие, чудовищные события, когда хватают невиновных людей, их пытают, выбивают из них нужные показания, арестовывают, и потом, ну, чуть не убивают, вообще-то говоря. И потом представляют их как диверсантов. Ну как, мне кажется, что украинские СМИ должны просто день и ночь об этом говорить. Ну, если Крым действительно украинский, как вот говорят политики украинские, то ну, действительно крымская тема должна присутствовать.
в эфирах, в общественном сознании, но ее нет. Понимаете, какой-нибудь там скандальчик там с участием каких-то там, ну, таких сомнительных звезд, ну, там, в кавычках, да, его раскручивают средства массовой информации со скоростью звука. Но действительно, вот реально очень тяжелое мероприятие. Мы все находимся, ну, в таком угнетенном состоянии, да, вот после ареста этих ребят. И мы же понимаем, что это не, ну, не последнее, да, действие. Об этом вообще почти ничего не известно. Как это возможно? Вот поэтому у меня вопрос к общественности. Постоянно какие-то происходят мероприятия, там раздают. Вот совсем недавно какие-то премии раздавали журналистам. Там лучший журналист, честь и достоинство профессии. Слушайте, ни одного крымско-татарского журналиста в этом списке не было. Наградили какие-то каналы нишевые, региональные. Ну, Региональные каналы наградили. Нишевые. А что, там были крымские-то? Там каких только каналов не было. Но там не было, АТР там не было. Понимаете? Не было там ни Радио Мейдан, ни АТР, ни Ляле. Ну как это понять? Что вот мы настолько, у нас настолько плохие журналисты, да, что нельзя крымско-татарского журналиста, хотя бы одного, номинировать на эту премию? Как это понять? У нас есть люди, которые ходят под уголовными делами. У нас вся редакция здесь в изгнании. Как вообще это можно понять? Такое, ну, как сказать, свинское, я бы сказала, отношение. Такое невнимание, такое отсутствие интереса. Я этого не могу понять, мне это непонятно. Я везде, где мне дают слово, я об этом говорю, что, ну, конечно, Украина должна тоже изменить свое отношение вот к этому. Я смотрю, там телеканал «Милет», помните, эти вот так называемые журналистки, там, которые расхваливали жизнь в Узбекистане, какая там наша родина. И знаете, смотреть. Ну это смешно, конечно, да, но я смотрю, они там все получали премии, там, лучшие журналисты. Да, они получали премии. Есть. Ну то есть даже вот эту политику какого-то поощрения. Какой-то солидарности с крымско-татарской проблемой. Да, Эльмас, я этого, ну, почти не чувствую. Там, конечно, ну, там, украинский ПЕН там, действительно, ну, старается держать руку на пульсе. Какие-то, может быть, структуры, но журналистское сообщество, вот иногда, вот я говорю, ну, я просто недавно перед походом к вам, просто мне вот попалась вот этот вот рейтинг. Лучшие журналисты, там это между собойчик, этот журналистский. И я думаю, ну хорошо, и что? Вот опять, ни одного крымско-татарского журналиста нет. Ни одно, ну даже телеканала АТР, который действительно ну, героически ведет вот эту вот борьбу за Крым, по сути в одиночку, да, тоже нет. Ну как? Где эта солидарность? Где, а вы говорите, Александров, который психушки провел, вот, за участие в национальном движении, крымско-татарском, крымско-татарском, да, он провел там 6 лет, по-моему, психушки, а чтобы все понимали, что психушка это гораздо хуже, ну тогда, когда это было, да, то есть там избивали, там пытали, это страшное испытание для человека, вот советская психиатрическая больница, где нормального человека превращали в больного измученного калеку. Вот это случилось, кстати, с Григорием Матвеевичем Александровым, который, когда он был вот как раз про представительные органы крымских татар, когда он был приглашен действительно как почетный гость на Курултай, второй Курултай крымско-татарского народа, он был среди гостей, и он тогда написал, буквально, может быть, цитату я неправильно скажу, но вот смысл такой, что сегодня я был на Курултае, и там были речи, исполненные благородства. И я подумал, народ-изгнанник, наконец, станет народом-хозяином в Крыму. Вот это практически его, ну, почти цитата. Где такие люди?
Я у вас хочу спросить. Нет таких людей, Я к не сожалению. знаю. Григорий Матвеевич, нет таких людей. Таких людей практически нет. Так как он передал любовь А к его родине. поэма «Факел над Крымом». это да. удивительно, это просто удивительное шедевры, произведение. которые должны быть, кстати, переведены на украинский язык и включены в школьную программу. Такие произведения, да, как «Факел над Крымом», обязательно. И дальше мы задаем уже большой вопрос. Где они? И вот в связи с этим следующий мой вопрос. Вы знаете, вот у нас есть такая любовь к родине, я часто сталкиваюсь с таким вопросом. А что вы так, если вам так тяжело, у вас репрессии, так выезжайте из Крыма. И ну что вы так держите за этот клочок земли? Как объяснить людям вот эту большую любовь к своей земле, к своей родине? И когда рассказываешь, что мы 50 лет боролись за Крым, когда, ну, я очень хорошо помню период Узбекистана, когда мы каждый год жили на чемоданах, и это был последний, мы ждали возвращения. Очень сложно мне рассказывать, и люди не верят, не понимают, и мне говорят, да вам, наверное, плохо жилось в Узбекистане. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Вот как объяснить? Как историк объясните? Ну, как историк я могу И как крымская поразмышлять, татарка да, все-таки, да? Что для крымских татар Вот Крым? для евреев, да, евреи столетиями, да, возвращались на свою землю обетованную. А для нас это земля обетованная. Вот крымские татары, это, ну, сложно, действительно, это очень сложно. Это вот это чувство Родины, ну, сложно объяснить. Почему любой крымский татарин, где бы он ни жил, вот центр его мира — это Крым. Хотя есть действительно более прекрасные страны, там, может быть, какие-то красивые, да, но все равно крымский татарин всегда держит в голове, что он, вот это его родина. И я смотрю и по турецкой, там, диаспоре в Турции, в Соединенных Штатах. Все равно вот этот центр вселенной, центр мира — это Крым. Ну, как это объяснить? Ну, это в генетике, да. Я тоже помню, что мы, ну как я въезжала вот ребенком в этот Крым, как родители рассказывали, да, хотя они там, может быть, не рассказывали о депортации, но, ну, то есть я это всегда знала. Моя родина в Крым, я въезжаю, ну на какую-то землю обетованную, и я хочу здесь жить, я хочу здесь умереть. Ну, это моя родина. Вот как это объяснить людям? Я не знаю, как это объяснить Даже людям. давайте вспомним, все-таки возьмем в пример Муса Мамута. Человек, Да, который все-таки вернулся в Крым. Это наши активисты, которые действительно, ну, жизнь положили на то, чтобы, ну вот как Муса Мамут, чтобы просто жить на своей исторической родине. То есть человек себя сжег. Он себя сжег просто, чтобы, ну вот, ну не просто это было, конечно, это было страшно, но всем стало понятно, да, что такое родина для этого человека. А я помню там Рамис Нетовкин, да, как он, насколько тяжело тоже вот художник, да, его семья возвращалась на родину, и как он за 6 километров он шел в школу, и только потом, когда уже массово вернулись крымские татары, он стал осмысливать. То есть настолько был травматичный вот этот опыт жизни, с одной стороны в Крыму, но с другой стороны вот в этом агрессивном, ну, совке, где крымских татар, помните, не принимали, отвергали, там, или там Идея Муслимова мне рассказывала, там для всех были подарки, только для крымских татар непрописанных детей подарков не было. Вот такой был этот агрессивный советский Крым. Но все равно они благословляли, мы каждый день вот радовались вот к каждому камешку, да. Отец Рамиза Нетовкина там говорил, да, Андрей, это там отдельная история, да, он говорил о том, что мы каждому камешку в Крыму радовались. Вот как это объяснить, когда вот каждый камешек тебе там дорог? Я не знаю, как это объяснить. Это надо чувствовать. Это вот как любовь, да, вот как вот вы объясните эту любовь? Ну, не объяснишь, когда она у тебя либо есть, либо у тебя нет. Вот каждый крымский татарин, вот наши, там, мои какие-то косноязычные размышления, он и так понимает без слов, да, о чем я говорю. А объяснить это очень сложно. Это действительно, это на уровне чувств, на уровне каких-то ощущений. И, конечно, вот эта любовь к родине, и что самое главное, это часть нашей идентичности.
Вот наша Родина — это тот центр мира, вот когда люди поднялись, и многие там в 1967 году, да, когда принят был этот указ, люди за один день собрались и уехали. Мы ни одного дня там, и я помню, что мне отец тоже рассказывал, мы там, я, говорит, ни одного дня не хотела жить там Притом там уже Бухаре. обустроили быт, Там уже у жили. всех, да, И по все. национальному признаку никто не унижал. Все уже практически устроены были хорошо, потому что крымские татары, ну понятно, да, везде строят дом. И каким тяжелым было возвращение на историческую родину. Это же, ну, каждый расскажет свой опыт, каждый может целую книгу написать. Как люди жили в этих землянках, как люди, ну, просто радовались тому, что они на родине. Я помню, как я тоже маленькая была, я думала, Господи, как я хотела бы жить на родине, почему мы там не можем жить? Ну, тоже вот как-то, хотя ни о чем никто не говорил об этом, но мы это знали, что мы крымские татары и наша родина Крым. Как это объяснить людям чувство родины? Я не знаю, у меня таких нет слов. Может быть, есть Джингиз Дакджи, да? Наверное, он лучше меня объяснил. Человек, который с 40-х годов прожил в Англии. И мне кажется, он написал одно из лучших произведений. Вот кто его прочтет, тот, может быть, лучше это поймет. Ну, конечно, он сказал «лучше меня». И там, ну, в его произведениях, воспоминаниях он никогда не вернулся, да, как известно, в Крым после 40-х годов. Но он писал буквально так. Ни один крымский татарин не может прожить вне Крыма. Это наша радость, это наша боль, и это наша Родина. Ну вот я не буквально, но вот примерно так. Это написал человек, который всю свою жизнь прожил вне Крыма. Но он нашел такие слова проникновенные, которые, может быть, могут объяснить вот эту самую ностальгию и любовь к родине всех крымских татар. Вот почитайте, кто еще не прочитал Джингиза Дакджи. Кстати, какие-то его произведения переведены и на украинский язык, и, к счастью, переведены некоторые его произведения на русский язык. Ну, кто хорошо читает на турецком, на крымско-татарском, ну, может прочесть в оригинале. Гульнара Ханом, у нас осталось буквально 4 минуты. У меня будет 2 вопроса. Сегодня вы, может быть, видели письмо о том, что вот крымских татар нужно снова депортировать. И такие настроения ведь есть. И в 2014 году наши соседи говорили, вот я знаю этот случай, он был с моими родственниками, пришли соседи, говорят, перепишите дом, вы все равно, вам тут жизни не будет, перепишите дом на нас. Вот мы как раз говорили здесь о любви к родине, как можно, вот видите, как можно бороться с такими настроениями таких людей, которые сегодня большинство? Да. Ну, вот с этой агрессивной средой я не знаю, как бороться. Понимаете, ну, мне кажется, вот крымские При том, что мы уже татары- показали же себя за 25 лет. Да, ну, понимаете, вот как можно бороться с дураками, с идиотами, с кретинами? Я не знаю, как бороться. Я тоже читала вот это письмо. Я не, ну, надо жить на Это родной может быть земле. тоже страх, то, что они живут сегодня в крымско-татарских домах. Может быть, это такая ну, реакция? Конечно, конечно. Что Это они живут на- комплекс агрессии, он рождается, ну, это психоаналитики хорошо знают. Это как ответ вот на вот то, что эти люди живут в крымско-татарских домах. Они прекрасно понимают, что они живут тоже на земле крымских татар. Они ненавидят крымских татар. Но что И делать? занимаются мифами Крым русский. Занимаются мифотворчеством, они пытаются крымских татар как-то досадить. Ну, не обращать внимания по возможности, если там, где есть уголовное там, судопроизводство. А почему они не привлекаются к ответственности? Ну, а зачем? Ну, зачем, например, Аксенову? Наоборот, это же очень выгодно. Империя разделяет и властвует. Это, ну, вечный принцип «разделяй и властвуй». Как раз он очень-очень нужен сегодняшней Российской Федерации, потому что если бы этот русский в Крыму, этот украинец объединился бы с крымскими татарами, то, может, никакого Аксенова бы, никакого Путина бы не было. А так, конечно, выгодно разделять народы, разделять людей, чтобы они друг на друга, ну вот, такие вот поклепы совершали. И прекрасно, вот этот самый диктатор прекрасно себя чувствует в этих условиях.
И в завершении нашей беседы, буквально минута осталась, чтобы вы пожелали нашим соотечественникам в этой сложной борьбе и, конечно же, семьям Ахтемовых и Наримана Джилял. Урметли достлар, я хочу, чтобы вы понимали, что вы в Крыму не одни, что каждый день, каждый час мы думаем о вас. Мы то, что можем, мы делаем. Ну, можем мы немногое. Но мы можем говорить, мы можем рассказывать о том, что происходит в Крыму. Это не самое последнее дело, потому что все-таки огласка свидетельствует о том, что достаточно вспомнить историю Олега Сенцова. Он уже снимает, помните, он уже снимает который фильм, и он уже давно на свободе. И когда имена людей, которых преследуют, над которыми совершают пытки, становятся известны всему миру, это все-таки облегчает их участь. И я верю, что скоро мы встретимся в свободном Крыму, обнимемся и будем отмечать наши дни рождения, наши праздники вот на нашей родной земле, все вместе. Аминь. Чох сагулмас, Гульнара Ханум, сагулмас за такой интересный эфир и за вашу поддержку. Ну, а мы заканчиваем нашу программу. Гостем нашей программы был известный крымско-татарский историк, кандидат политических наук Гульнара Ханум Бекирова. А наши эфиры продолжат мои коллеги Пути Сатер. Сем Дефне Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлін торынде. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымлы сайылер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чименлерні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Танрыға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradan'ı bilmeyim ben akçın. Defneyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men bundan. Bu mening toprağım. Mening Kırımım.
Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқағат телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен, сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым, сен де келмедің. Тек айлар дегелде, yıllar da geçken. Қарт фақыр бабайым, açılıktan өлген. Сен де қартанайым, 60-та екен, біздерге көз тіккен, сен де келмедің. Артық урве сербест олғанымыз вақыт, епіміз іш көріп, çalışқан вақыт. Ашаған аққымыз ақ олғаны вақыт, ескісін сөйлеген, сен де келмедің. Ешітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Ассаламу алейкум, хайрлы күнлер Сайғылатыр телеканалының телесерджилері бүгін информацион программасына серетесін студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттеки 5 саатны бұл студияда бераберлікте кечірежекмі студиямызға тешриф бұражақ мұсафирлерінен күн девамында юз берген адиселеріні, құсусан Қырым ве Қырым ичерісінде, Қырым етрафында, Украина ичері ве етрафында юз берген хаберлеріні лаф етмеге планлаштырдық. Мен қатырлатам ки бізім яйынларымыз жанды шекел алып барала, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим етелер. О себептен біздерге бедава шекелде телефон аша білесіңіз ве суалеріңізні сеслендіре білесіңіз. 067-63-46-130 бұл біздің Viber номерамыз, яда Skype адресімізнен яйынымызға қошылыңыз atr.tv. Atr телеканалына маневи дестекні біздің YouTube сайфемізге абоне оларақ ифаде етмеге имканыңыз бар. Сізін үшін бұл бір шей олмаса да sadece bir böyle klik yapması lazımdır. Biz için hakikaten büyük bir destektir. Böylelikle ATR telekanalının haberleri, abonecilerinin miktarı çoğlaşkanının ilk saflarda, ilk sıralarda olacak ve diğerlerinin de celp edilmesine yardımcı olacaktır. O sebepten bu cihetten manevi destek bizler için çok mühimdir. Maddi cihetten ise ATR telekanalının saytına abone olarak ifade etmege imkanınız var. Sevgili arkadaşlar, elbette ki biz bilemiz ki işgal etilgen Kırım'da bunu yapmak funksiyaları çok sınırlı olsa da yine de birçoklarımız bir yollar tapıp bizlerge destek verirler. Misal olarak geçenleri işgal etilgen Kırım'dan vatandaşlarımız, Karasu Bazar rayonundan vatandaşlarımız ATR telekanalına desteklerini yolladılar. O sebepten onlara şahsen de canlı yayında teşekkürlerini bildirmege isteyim. ATR telekanalının vaziyetini bilip korup bizlerge destek etken, yardım
etkенлерге. Hem maddi hem manevi cihetten bizim için ikisi de çok önemlidir ve çok değerlidir. O sebepten de bir kere çok sağ olunuz. Biz ise yayınlarımızga başlar ekende sayılı arkadaşlar elbette ki işgal etilgen Kırım'da yüz bergen haberlerinin başlamağa ister edim. Çünkü malum olğanı ki bu 3. ve 4. sentyabr günleri tutulup hapishanege taşlangan bizim semidişlerimizge, yani Eldar Odamanov, Asan Aziz Ahtemov kardeşler, Şevket Useynov ve elbette ki birinci meclis reisimizin birinci muavini Nariman Celal'ın tutulganı o günde belli olmagan yerge alıp ketkenleri ve kayda olganları ile bağlı malumatlar olmağanı sebebinden bizim semiddeşlerimiz FSB dereceli binası yanında toplaşmağa başlaganlar ve o gün Rusya sözde hukuk korçalayıcı organları 58 semiddeşimizni tutup şehrinin Ahmedjit'nin çeşit polis bölgelerine alıp kettiler ve bu koronavirüs pandemiyası şaraitlerinde kurallarga riayet etmegenleri boyunca memuri protokollar tızdı ve şimdi bu memuri protokollar boyunca davalar bakılmakta ve biz bu davaların neticelerini, ketişatlarını ve umumen alganda Kırım'daki şimdi vaziyetini yayınımızga koşulacak misafirlerinin laf edecekmiz. Mana bizim muharirlerimizin aytkanına göre cemaat korçalayıcısı Lütfiye Hanım Zudiyeva biz yaşamız canlı bağda kelinin son selamlar. Lütfiye Hanım, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Cümlemizge Lütfiye Hanım, vaziyet bugün neden ibaret bu günlerde tarif etiniz bizlerge lütfen, çünkü bizim bilgenimizge göre endi birçok mahkemeler ötkerildi semideşlerimizge karşı bu memuri protokollar boyunca sonki neticeler, sonki haberler ve mahkemeler nasıl olup geçti? Bilgenimizge göre bugün gece 13 tane dava bakıldı. Bu 13 tane davadan bir tanesi aslında adam gelmedi. Bu Kurseyit Ağa Abdullayev o asıl mahkemeye gelmedi şu günü. Onsuz bakıldı ve o aslında bilmedi mahkemeye ne vakit olacağını. Endi bu 13 tane dava bakılgan son bilgenimizge göre en azından 200 binden ziyade ştraf cezasını çıkardılar ve inşallah apellasya olacak. Ben eminim apellasya bu kararlarını aynı şekilde kaldıracak. Çünkü bu siyaset bir karardır. Onlar şimdi bütün Kırım Tatarlarga göstermege isteyler ki mına siz toplandınız, bir-birini kol tuttunuz, mına sizge bir ceza. Bu birliginiz için bir cezadır. Biz de inşallah apellasya bakılgan son, eğer bu cezalar aynı şekilde kalsa, biz de inşallah o cevabımızı vereceğiz ve kendide bütün Kırım'da marafon ilan edeceğiz ve elbette bizim adamlarımızı kaldırmayacağız ve bu ştraf cezalarını bu adamlar özleri tölemeyecek. Bütün halkımız 10 ruble kadar para, 1 ruble para kadar toplap inşallah bu adamlarga yardım edeceğiz. Yani kendide bu kaba marafon tekrarlananlığına göre, çünkü bir müddet evvelsi de böyle marafonlar ötkerilgen edi, 10 rublelik işte kopkalarının men akılımda para төлep işlere yapılgandı. Yani kendide ne vakit ilan etile bu marafon? Aslında bu marafon Kırım'da birkaç yıl evvel başlandı. O zaman bizim dostumuz Server Mustafaev da azat edi, da serbest edi ve o zaman Zarema Hanım için Bahçesaray'da yaşayan bir kadın için pek balaban bir ştraf cezasını çıkardılar. O vakit bir adam için yanlışmasam 3 binden ziyade ştraf berilgen edi ve o zaman öyle karar alındı. Biz bu kadını yalnız kaldırmayıp beraber toplanıp bu cezasını төлeyik. Ve birkaç yıllar içinde ne vakit onlar Kırım Tatarlar için ya da başka milletler için, ama bu bir siyasi bir iş olsa, öyle bir karar çıkarılsaydı adamlar toplanıp yardım ettiler ve sağ olsun bizim
halkımız tek Kırım içinde değil, Türkiye'de de, başka memleketlerde de, Kanada, Kiev olsun, Ukrayna olsun, Ukrayna'nın çeşitli yerleri olsun, hepsi koşulup Kırım'a bu paralarını yollap, öyle beraberlikte bu para cezalarını ödeyedik ve ben eminim bu keresi öyle olacak inşallah. Ve apellasyalar geçken son, şimdi apellasyalar da başlanmadı çünkü biz bilgenimizge göre 60'a yakın dava açıldı. Bu da 60 davalardan tek 13 tane dava işi bakıldı. Demek ki onlar hepsi bakılgan son, apellasyaga bu kağıtlar geçken son ve onlar karar çıkarılgan son biz anlayacağız bu marafonunu ilan etemiz mi ya da yok mu? Eğer bu kararlar aynı kalsa biz elbette Kenne'de bütün Kırım'a marafon ilan edeceğiz. Yamina Lütfiye Hanım, şunu soramağa isteyim. 58 kişiye karşı böyle davalar bakıldı. Demek bu davalarının en başta birinci mahkemesi var. O mahkemeye hazırlanma işleri var. Yani advokat cihetinden, korçalayıcı cihetinden. Sonra kadılar, sözde kadılar demek hukum çıkaralar ve onlar o kabahatlayıcı ola ekseriyetten bilgenimizge göre. Sonra bu apellasya işleri var. O da bir müddet ala. Yani bunların hepsini yapmak için işgal etilgen Kırım'da bugün ak korçalayıcılık ve advokatlık resursları yeterli mi? Aslında buna hepsi vatandaşlarımızın haklarını korçalamak için yeterince mi bugün işte vatandaşlık korçalayıcıları mevcut? Çok şükür öyle insanlar var ve ne vakit bu adamlarını tutup başladılar 4. sentyabr günü. O zamandan başlap tek advokatlar değil çünkü onların bilemiz ki işleri pek çok ve diğer siyasi mahpusların işlerinde onlar pek çok vakit ayıralar. Bu sebepten onlardan gayrı onlarga koşuldular cemaattan öyle faal insanlar. Onlar bir-iki bilgi aldılar nasıl mahkemede davranmak gerek, nasıl kağıtlarını vermek gerek. Bir-iki ders aldılar ve onlar şimdi bizim vatandaşlarımızga mahkemelerde yardım ediyorlar. Demek ki her bir insan için öyle bir korçalayıcı var ve bizim insanlarımız hiç hasevet etmesin. Kim onlardan ağır bir vaziyetke kalsa da biz mutlaka onlarga inşallah yardım etmeye tırışacağız. Ya geliniz daha bir kere bunu tekrarlayık. Belki de işte yapmağa istegen fakat nasıl şekilde yollarını tapacak insanlar da bilmeyler. Misal olarak birisi diğerinin hakkını korçalamağa istese sözde mahkemede. Bunun için ne yapmalı? Sadece işte iradesi var. İsteği kele kimge müracaat ete, nasıl yapar, nasıl mesela kim bugün vatandaşlık korçalayıcısı olabilir? Bu yerde elbette iki tane yengil bir yol var. Birinciden bizim advokatlarımızla bağlanmak. Mesela için Emine Hanımova Mileva, Emil Kurbedinov, Lila Gemeci, Hatice Hanım Mamutova, Venera Abdışayeva, onlar hepsi yanında cemaatimiz için belli olan insanlar. Onlarla bağlanıp men de adamlarını korçalamağa isteyim ve öğrenmeye isteyim deyip öyle niyetinden çıksalar onlar mutlaka anlatırlar kayda koşulmağa gerek ve nasıl öğrenmeye. Onlar için mahsus bir grupa yapıldı şimdi ve bu adamlar öğreniyorlar ve daha güçlü, daha mahkemede daha ziyade çalışmak için her gün öseler. İkinci yol mesela için Kırım Birdemligi sayfasına yazıp öz kontaktlarını kaldırıp bir zayavka gibi taşlamak, men de adamlarını korçalamağa isteyim, men de koşulmağa isteyim dese, inşallah bu adamların advokatlar özleri mutlaka bağlanırlar ve onlar da inşallah bu cemaat hayırlı işine koşulurlar inşallah. İnşallah. Ya Lütfiye Hanım da şunu soracaktım, işte yüz bergen sonki 2-3-4 hafta içerisinde hadiseler çerçevesinde böyle bir sualim var. Malum olğanı gibi işte Kırım'da sonki 7 yıl içerisinde yüz bergen hadiseler, yüz bergen
bu deşetli çeşit türlü tintuvler, taramalar ve ilahre ve bularının hepsi içerisinde bugünlere endi tutulgan Milli Meclis Reisimizin birinci muavini Nariman Cilal bulunaydı. Yani bu vaziyette takip eteydi, anda bulunaydı çeşit vatandaşlarımızın işte görüşmeler ve ilahre. Yani anlayacağınız ve simedeşlerimizin de bilgenine göre yani tamamıyla böyle Kırım'ın sesi olgan insanlar sırasında edi ve olmağa da devam etti. Fakat endi hapishanede siz de çeşit türlü tintufler olsa bir şeyler olsa anda bulunmaktasınız. Bularını takip etesiniz. Buna Nariman Cilal'ın yokluğu, şimdi yokluğu nasıl hissetile mi? Elbette Nariman ağanen biz kaç kere mahkemeler yanında görüştük. Bayağı görüşüler, online görüşüler beraber geçirdik, anda görüşeydik. Ve o vakit Kırım hakkında, Kırım siyasi mahpuslarının hakkında, onların vaziyetleri hakkında anlatmak tırışaydı. Ve şahsi benim için Nariman öyle bir insan, halkımızın çeşit türlü insanlarını birleştirmek ve beraber Kırım azatlığı için kuruşmak öyle niyetinden yürüyen bir insan idi. Elbette onun yoksuzluğu şimdi pek duyula çünkü aslında halkımızda öyle bizlerini birleştirmeye ve halkımızı güçleştirmeye öyle insanlar asıl ki şimdi çok değil. Bazı vakitlarda adamlar haytam bölmeye bir imkan bir sebep kıdıralar. Nariman haytam türlü insanlarını birleştirmeye tırışaydı ve bu sebepten ben eminim o bu işini devam edecek. Hapishanede olsa da gene de halkını birlikte çağıracak inşallah ve men pek heyecanlandım. Kaçan onun birinci mektuplarını okudum ve bu mektuplarda o tek öz hakkında yazmaydı, tek öz hakkında kasevet etmeydi. Ana o Ахтемов kardeşler için pek kasevet etiydi, Hasan ve Aziz. Diğer siyasi mahpuslar için kasevet etiydi ve halkımızga anlataydı. Hapishanelerde bugün menden gayrı yüzlerden bizim insanlarımız buluna ve bizim maksadımız tek bir insan azatlığı için değil, bütün halkımız azatlığı için, onun geleceği için kuruşmak. Ve elbette öyle insanlar bizim aramızda çokça olsa daha yaxşı olur inşallah. Çok sağ olunuz Lütfiye Hanım. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için Allah yardımcınız olsun. Lütfiye Zudiyeva vatandaşlık korçalayıcısı bizle canlı bağda. Fakat bana muharrirlerini kaydetkenine göre bizle telefon bağı var eken. Kursiyet Ağa Abdullayev bizle şimdi canlı bağda Milli Hareket iştirakçımız, hatta veteranımız dep aytmağa mümkün. Çünkü ona malum olğanı gibi o da 4 sentyabr günü FSB idarecilik binası yanında bulungan edi ve onu da sözde polis xadimleri alıp kettiler ve memuri protokoluna karşı tızdılar ve bugün ona da para cezası hukumu çıkarıldı. Kursiyet Ağa, selamun aleyküm, merhabanız. Alo. Да. Kursiyet Ağa, selamun aleyküm. Sizge de bugün işte para jüremesi degen böyle ceza kararı çıkan. Nasıl kabul ettiniz bu kararını? Nasıl izah verir ediniz? Aleyküm selam. Российский дурдомда ben nasıl karar vereyim? 4. çısla men çıkan edim ballarının bu FSB'nin aldığına. Lekin o ballarını hepsini avtobusga oturtkanda men başka bir arabada oturaydım, vazetip oturaydık şirketlerden. Sonra onlarını alıp gitti, bizge endi kapattılar yol. Dediler bekleyin, şimdi araba gelecek, daha bir kere sizin de alıp gideceğiniz. Alıp gittiler, protokol tüzdüler. Protokolda yazdılar. 14'üne mahkeme olacak deyip 14'üne sabahleyin gelsem mahkemeye
Soruşturdum, dediler senin protokolun da yok, daha belgisiz. Ben yazdım ariza, belli olgan ne, kaçan belli olacak, bana haber ettiniz, надлежащий dep verdim. Onlar aldılar o arizanı. Ben kayıttım evge. Ben yok olganda onlar geçirgenler mahkemenin 25 bin üstüne koyganlar para yüklegenler. Yani sizin haberinizde olmadı mahkeme davası geçirilgenine? Yok, haberimde olmadı. Ne o dörtüne geldim. Lakin olmayacağım ne bir haber vermediler bana. Ondan sonra bugün vardım, aldım nene постановлениесін okuyayım 25 bin. Bana degenler haber надлежащий verilgen, lakin o mahkemeye gelmegen dep yazar. No, men bargan edim endi o'zim qo'rshalayim deb ana varizada yazdım, keldim deb men olganim oman bildirdim. Lekin mahkeme memsiz oldu. Ana отягчающие обстоятельства eken ne üçün mahkemeye gelmegenim. No, облегчающих ne yok eken olar ne yapmayın, ben pensioner olganım. Ben dedim yani Putin 10 bin pensiyona koşup verdi, 25 bin kaytarıp alayatır şimdi. Nereye gelebilmiyorsun? Kurtiyet ağa, şimdi bu işgalcilerin böyle para cöremelere kararlarını çıkarganın yansiz ki bu böyle milli harekette bulungan insanlarga korkmayıp işte çıkıp FSB idareciligi yanında diğer semeddeşlerimizden kayda bulunganını talep etken insanlarga böyle para cezalarını çıkarıp korkutabileceklerini mi düşünüyorlar? Yani siyaset stratejik böyle korunuş ne diyorlar sizce? Başka neleri yok olar. Olar korkuzmaya tırışalar, bizim kalktan kalkan paranı onu kaytarmaya çalışıyorlar. Hem de kozlarını korkutalar. Başka nesi görmeyeyim. Ya sizce bu para cöremeleri hakikaten bu korkutabilir mi? Anlamadım. Sizince bu gibi para cöremeleri, bilmem bu gibi başka hareketler halkını korkutabilir mi? Yok, kalk şimdi ana onarılmış toplay bileler, kayda kete kim nasıl şraflar uğralar kimge hepsi toplana. Gene de kalkımızga ağırlık etedi. Yakşı da milli hareketimiz bana bu taraftan pek yakşı yapkan neleri. Ya Kurtiyet ağa, sizin fikrinizce davamız için, milli hareketimiz için bu gibi şaraitlerde halkın davranışları ve hareketleri neden ibaret olmalı? Çünkü biz görüyoruz ki baskılar ne yazık ki çok şiddetleştirildi ve Kırım Tatar siyasetçileri ve endi Milli Meclis'e karşı böyle açık şekilde büyük bundan da evvel de var elbette ki ama şimdi daha böyle çok şekilde çok baskılı bir şekilde yapılmaya başladı. İşgalcilerin hareketleri daha kuvvetli ve daha represif bir şekilde çevrilmeye başladı. Yani buna cevap olarak sizin fikrinizce bizim hareketlerimiz neden ibaret olmalı? Kırım'da olsun, Ukrayna ana kıtasında olsun ya da bütün dünya Kırım Tatarlarını alacak olsak. Şimdi bağlı o kenede Milli Meclis'le bağlı. Onlar gösterecek olanlar terörist organizasyaya dep gösterecek olanlar. Lakin bir yerde aytılmay mahkemelerde общественная организация o meclis dep yazılar. Даже nelerin постановлениelerini doğru çıkarmaylar olar. Çünkü cemaat ola baka lakin Milli Meclis kurum
etmeyeli. Son halkımız milli harekette bugün. Var içimizde brekeniyet ezemekler. Olar bu Rusya kegeni yakşı depnettanlar. Kalganı bugün sayılarlarda gösteriyor. Çok sağ olunuz Kurtseyit ağa. Bizle bağlanğanız için ve sonki sualim şimdi bu çıkarılan kararını şikayet edeceksiniz mi? Alo? Alo? Yok, üzüldü galiba bağımız Kurtseyit Abdullayev Milli Hareket iştirakçısı bizle canlı bayağıda edi ama yüksek ihtimal şikayet edecektir. Aynen diğer bizim semideşlerimizge, kardeşlerimizge çıkarılgan hükümler gibi. Misal olarak bugün da bir nevbetteki vatandaşımız Abdullah İbrahimovga karşı da mahkeme davası bakıldı ve advokat Rustem Bey Kamilov bizle şimdi canlı bağda. Rustem ağa, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Merhaba. Rustem Bey, tarif etiniz bizlerge lütfen tafsiyatlı. Bugün sizin yemeğinizde bulungan Abdullah İbrahimov'un mahkemesi nasıl ötkerildi? Başta Kurtseyit ağa hakkında aytayım. Buyurunuz, sebet. Men gördüm. Bağınız nemet bölündü. Şikayet vereceğimiz kala şimdi bugün определение suda alındı. Kurtseyit ağa aldı. İnşallah onu vereceğimiz şikayet nesine. По Ибрагимову Абдулле, что сегодня было? Суд на 9 часов в Верховном суде Крыма. Абдулла не смог добраться вовремя из-за плохой погоды и очень больших пробок в Симферополь на въезде. Он не мог заехать, 40 или 50 минут он в пробках ехал. Поэтому он опоздал, соответственно. Когда мы попали в здание суда, естественно, пришли в зал, обратились к секретарю. Секретарь зашла и узнала у судьи, и вышла, сказала, что судья рассмотрел в отсутствие Абдуллы апелляционную жалобу Эдема Семидляева, вот, и оставил все без изменения. То есть Абдулла, значит, получается, был законно арестован, согласно суду первой инстанции. Евпаторийский городской суд выносил это определение. Вот. Таким образом, он отбыл этот срок. Мы считаем, что это незаконный срок. Отбывание этого срока было незаконным, потому что в апелляционной жалобе Эдем Семидляев очень подробно обосновал, в чем заключается неправомерность привлечения Абдуллы Ибрагимова к административной ответственности. Также указал на статьи Европейского суда, в частности 6, 7, 10 статья Конвенции по правам человека. И мы хотели это поддержать, естественно, я для этого и прибыл как защитник, чтобы его поддержать. Однако этого не случилось, и в наше отсутствие судья засилил, так скажем, решение первой инстанции. Таким образом, нам, в принципе, этого достаточно для того, чтобы этот кейс был еще одним в довесок к тому, что уже есть для Европейского суда по правам человека, естественно, и для других международных инстанций, где мы скажем о том, что вот таким, в такой грубой и нелицеприятной форме попираются права человека, не давая ему ни права на защиту, ни права на свободу выражения мнения своего, ни право какого-то другой мысли даже, я так скажу. Yani sizin fikrinizce onlar mahsus mu yani bekleteler ve sizden evvel işte mahkeme davasını tez geçirip tez karar alalar. Yani mantık ne diye sizce? Я думаю, что это есть в этом закономерность некая, и это умышленно делается. Почему? Потому что по Ситумерову, который ваш коллега, вот, была когда административное дело в Бахчисарайском суде, также прошла апелляция. Ситумер не успел добраться, и они рассмотрели в его отсутствие. То есть это удобно очень. Не приходят в зал суда буквально в течение 3 минут. Нету, все. Приняли решение, и, как говорится,
умыли руки. Я Вот таким нормаль образом... девлетте, нормаль шарайтлерде насыл олмалы? Яни келмесе, демек ки кечирелер башка күнге, яда башка саатке махкемен ойлем? Конечно, однозначно это должно быть именно так, потому что человек должен прийти, поддержать свою жалобу. Возможно, у него есть какие-то другие ходатайства, которые он может заявить в этом заседании, а ему этого не дали сделать, получается. То есть вот, пожалуйста, налицо нарушение права на защиту. Ему отказали в переводчике Абдуле в первой инстанции, также и здесь. То есть все легко и просто. Одним росчерком пера, как говорится, человека сделали виновным в том, того, что он не совершал. Вот таким образом и проходит основная масса судов, именно административных и пусть уголовных даже будет, знаем об этом все. Рустем Бейдашын сұрajak едім мына бірқач күн евелсі Эльдар Одамановның, яғни 3-ші мен yanlışmasam сентябрь күні евінден қачырылған ве соңра іште құқық қорғаушы органларына итаатлық етмегені себебінден 15 күнге мен yanlışmasam описқанға ташланылған ватандашымыздың кені қайда олғаны или бағлы мәліматлар олмағаны хаберіні алдық. Шымды бірде-бір хаберлер енді пейда oldu mu? Сіздің мәліматларыңыз бар ма? ИВСТ оны тапмағанлар Лейле ханымның білдіргеніне көре, шымды қайда? Шында Эльдара Адаманова нашли. Естественно, мы вечером, днем другой адвокат по поручению Лили Гимиджи посетил ИВС для того, чтобы найти Эльдара. Однако ему сказали, что его нет там. Естественно, мы начали бить тревогу, и вечером мы с Лили приехали в изолятор временного содержания на бульваре Франкова 44, и нам сказали, что он там. Вот. И, естественно, сказали о сроке, когда он выходит. Он вышел вчера, где-то в 16:55, это около 5 часов, так же, как и Ахтемов Асан. Я, может быть, попутал. Вот. В общем, Эльдар Адаманов сейчас находится дома, все с ним в порядке, здоровье в норме. Вот. Естественно, Лиля с ним встречалась для того, чтобы оговорить, так скажем, тактические действия и стратегическое видение всего дальнейшие планы, так скажем, вот таким образом. Все в порядке, со здоровьем все нормально. Рустем Бей, мына Эльдар Одамановның ве онен біраберда Шевкет Усейновның тутулғанлары геже. Бұ давалар Нариман Джелал, Асан Азиз Ахтемовлар даваларына яғни бір келген бір әрекет едімі, я бағлы едімі бұ давалар, я да yok, насыл түшінес? Насколько понятно из действий сотрудников правоохранительных органов, скорее всего, хотели сделать одним делом, возможно. Вот. Но в силу того, что, видимо, у людей были какие-то, может быть, весомые, там, я не знаю, алиби или еще что-то, они перестали их просто, как скажем, может быть, и пытать даже, да. Вот. Поэтому... И вот таким образом легализовали, так скажем, похищение этих людей из дома. То есть, как они объяснили, вышел из здания ФСБ, мы его отпустили, но он нарушил, не подчинился сотруднику полиции, из-за этого его наказали, посадили на 15 суток. То есть, это легко вот так вот придумать, похитить человека и, как сказать, сделать, якобы он не подчинился. А почему не подчинился? Не предъявил паспорт. Так, ребята, извините, вы паспорт забрали, сотрудники ФСБ, а как он предъявит полиции паспорт, если у него его нету на руках? Он им это объясняет? Нет. То есть здесь было все спланировано, да, то есть это, так скажем, такая спланированная акция, и, естественно, они, наверное, я так думаю, хотели выбивать какие-то показания или еще что-то. Но это будет видно уже из дальнейшего, так скажем, изучения материалов дела, и адвокаты, я думаю, поведают о том, что есть и что можно, да, так скажем.
Рустем Бей, да, шуны сұрайжақ едім, мына малым олғаны кебі сонки еді, ында мына 8 ел олажақ, бұл сенелер ичерісінде чешет түрлі махкеме давалары бақылайыны сызлер дегер адвокатлар қанунсыз жа тұтылған семейдешеріміздің ақларыны қорчаламақ өңелешінде çok fazla hareketler yapasınız ve bu hareketler içerisinde mahkeme binalarında ötkürülgen işte tedbirler, destek etmeye kelgen insanlar sırasında daim tutulgan Milli Meclis Reisimizin birinci muavini Nariman Bey Celal da var edi. Men eminim sizin de onun münasebetleriniz çok yakındır. Çünkü o da sizlerle beraber bu mahkeme davalarında daim iştirak edip destekler göstergen edi. Yani şimdi bu gibi aynı Hasan ve Aziz Ahtemov kardeşler faal olganları gibi. Şimdi onların tutulganları sizin fikrinizce nasıl tesir etti ya da edecek bu faaliyetlerge ne kadar is etili şimdi onların cemaat içerisinde yokluğu? Ну, так скажем, очень народ негодует. Естественно, люди возмущены тем беспределом, который творят правоохранительные органы, прикрывая свои какие-то действия, да, нехорошие, так скажем. Вот, естественно, есть возмущение, и вы знаете, уже я сегодня, кажется, и говорил это, Хурсит Ага, мы разговаривали, когда он пришел к нам в офис, мы пообщались с ним на эту тему. Люди начали уже собирать, так скажем, деньги на то, чтобы оплачивать штрафы, которые выносят суды. Вот. И получается, вот это показывает четкую ясную картину того, какие чувства у людей, какие, так скажем, настроения у людей, какие мысли у людей. Да? То есть это все, вот это пусть покажет, и пусть власти должны это увидеть. Потому что подобного рода действия — это беспредел полный. Да? То есть похищать людей, держать их в здании на протяжении 1,5 суток, не допуская адвокатов по соглашению, это, я не знаю, это уже какие грани надо переходить, это что такое, да, то есть любой здравомыслящий человек задастся этим вопросом. Вот, поэтому народ в негодовании, естественно, народ в недоумении, естественно, и люди понимать начинают, конечно же, что сегодня пришли за теми ребятами, которые соблюдают, так скажем, которых обвиняют в Хизбут Тахрир и так далее, вот, участие, пришли к тем, которые, можно сказать, не соблюдают, но, например, Милиш Трах, Эткен, да, Нариман Джилял, пускай будет, или другие ребята. И все понимают, что люди понимают тот момент, что могут прийти к любому человеку и сделать, я не знаю, состряпать какое-то дело, сшить белыми нитками его и отправить в суд. То есть вот эта мысль, я думаю, она вот в людях есть, и все понимают, что надо все-таки быть вместе, надо барликол махакерек, да, вот, и не давать, так скажем, друг друга в обиду, да, то есть поддерживать кто как может. Да. Вот это сегодня важно, и это люди начали понимать, и слава Аллаху, что они это вот сегодня и озвучивают, и вот выражение, так скажем, когда приносят эти средства или спрашивают у нас, чем мы можем помочь. Естественно, вот это оно показывает настроение людей. Çok sağ olunuz Rüstem Bey. Bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için büyükten teşekkürler. Rüstem Kamilov advokat bizle canlı bağda edi. Sağla arkadaşlar, men Rus tilini keçem çünkü nevbeteki siyasetşinasnen biz Rus-Ukrayn tilinde laf edecekmiz. Malum olğanı gibi Birleşken Milletler'nin Baş Asambleyasının 76. sessiyası şimdi başlanıla ve Ukrayna tarafından alıngan haberlerge göre Birleşken Milletler'nin Baş Asambleyasının sessiyasında Kırım meselesi faal bir şekilde muzakere edilecek. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». Во время визита в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций президент Украины Зеленский консолидирует международную поддержку для противодействия российской агрессии. Красной нитью участия президента в Генеральной Ассамблее ООН и переговоров на всех уровнях будет тема оккупированного Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем вместе вот цитату.
Це дуже принципово. По-перше, ми успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер 1 для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити більшу залученість ООН до питань Криму. Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою – консолідувати ще більшу підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російської агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією COVID-19. Также глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что представители Организации Объединенных Наций проигнорировали инаугурационный саммит Крымской платформы по политическим мотивам. В связи с этим он обвинил организацию в защите интересов России, нарушающей международное право. Вот его цитата. Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру і безпеки. Коли ми бачимо участь таких організацій, як Рада Європи, як НАТО, як ГУАМ у саміті Кримської платформи, а ООН свідомо цей захід ігнорує, то це говорить нам і про стан справ у самій організації, і про розуміння ним своєї ролі і місії у світі. Це неправильне розуміння, яке ми будемо міняти, тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав. Політолог Андрій Кучер зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Да. Пане Андрей, сейчас мы вместе с вами услышали 2 цитаты министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, а до этого вы слышали нашу беседу с адвокатом Рустемом Камилевым из временно оккупированного полуострова, который в подробностях рассказал нам о тех нарушениях прав человека, которые чинятся сегодня в Крыму оккупационными властями. И вот Кулеба говорит о том, что в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций красной нитью будет тема Крыма, которая будет обсуждаться на всех уровнях. И при этом он говорит о том, что беседа с представителями ООН, а именно с генсеком Антонио Гутерришем, будет непростой. Как это понимать? Абсолютно прямо понимать, потому что все достаточно понятно. По-моему, Украина ведет достаточно сильную позицию по отношению к Крыму. Единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы такая риторика звучала намного раньше о Крыме, о необходимости поднятия этого вопроса на международном уровне, консолидация международных актеров вокруг этого вопроса. Но, як то кажуть, маємо те, що маємо. Но в любом случае мы можем отметить тот факт, что сам Кулеба и Зеленский в унисон работают. Они действительно определили четко позицию Украины. Кроме того, эта позиция, по моему мнению, достаточно прозрачна и продиктована международным правом. Кроме того, мы же четко слышим все чаще месседжи о том, что помимо деоккупации Крыма нужно еще работать в направлении усиления санкций против России, потому что все-таки международная спільнота должна все-таки сказать четко, кто виноват в оккупации Крыма, назвать Россию агрессором, если на то пошло, и, конечно же, соответственно, вводить соответствующие заходы, потому что просто так в Украине мало что может получиться, если, скажем, международные актеры не будут нам в этом помогать. И действительно, ООН в своем виде, в том, котором есть сейчас, по моему мнению, она действительно дискредитирует вопрос мира и те принципы, на которых строилась вообще ООН. Поэтому, скажем, просто вот то, что не появились на Крымской платформе, да, представители ООН, это одна история. Но мы четко понимаем, что теперь мы можем смело утверждать, что ООН — это конкретно о политике, это конкретно об интересах отдельных стран. И, к сожалению, если мы будем по другую сторону, то вот будем сталкиваться с такой несправедливостью, к сожалению. Уже давно понятно, что назрел вопрос реформирования Организации Объединенных Наций. Но как вы считаете, что может стать триггером для этого? К примеру, последние события на территории оккупированного полуострова, тема Крыма, Донбасса, может стать триггером реформирования ООН и Совета Безопасности ООН, где, в частности, имеет право вето такая страна-агрессор, как Россия? Абсолютно может быть, что действительно вопрос Крыма и востока Украины станет таким действительно стартом для реорганизации ООН.
но сказать со стопроцентной вероятностью невозможно, потому что все-таки, опять же, повторюсь, ООН — это про политику. А значит, только лидеры, которые сейчас занимают ведущие позиции в ООН, могут как-то повлиять на ситуацию. Раз это не меняется, этот процесс и подход, значит, всех устраивает то, что происходит в ООН. Но опять же, мы должны четко понимать, что никто вместо нас бороться за Крым и Донбасс не будет. Мы можем максимум просто объединить вот тех людей, которые разделяют позицию Украины, вернее, страны, извините, объединить страны вокруг нашей позиции и таким образом просто лоббировать свой интерес. Но вместо нас этого никто не сделает. Поэтому да, ООН, к сожалению, сейчас это политическая структура, которая лоббирует конкретные страны, но все равно это от нас, скажем, не уйдет эта повестка дня, и мы все равно должны продолжать бороться. Тем более, что, опять же, повторюсь, и вы это подтверждаете, что в Крыму идет полное нарушение прав громадян Украины, и поэтому это непозволительно. И он должно вмешиваться в эту ситуацию, должна как-то регулировать процессы, которые там происходят, потому что это касается судеб людей. И поэтому, конечно, возмущение очень большое в этом смысле, хотя я лично смотрю очень оптимистично на крымскую платформу. Мне нравится, что власть достаточно жестко позиционирует Украину и в борьбе с Россией и деоккупацией Крыма. И поэтому я думаю, что все у нас будет хорошо. Пане Андрей, вот многие политические деятели, аналитики, которые находятся в оппозиции нынешнего украинского руководства, говорят о том, что вот такая риторика, которую мы слышим в последнее время из уст Зеленского, Резникова, Кулебы, она наоборот может навредить нашим и так непростым отношениям с Европейским Союзом, западными странами, в частности, Соединенными Штатами Америки. Вот вы с такой позицией согласны или же нет? Все-таки мы таким образом проявляем свою субъектность. Я не согласен с тем, что мы можем навредить такой риторикой. Да, конечно, это дипломатия. Здесь любая фраза с определенной эмоциональностью может расцениваться как угроза или там срыв каких-то переговоров важных, или просто навредить отношениям с другими мировыми странами. Но в целом, еще раз повторюсь, что, по моему мнению, у нашей страны должна быть сильная позиция. Лишь демонстрация сильной позиции, уверенности, лишь демонстрация в том, что у нас есть видение, как деоккупировать Крым, может привести к каким-то шагам. Просто сидеть, отмалчиваться — это явно не про нас. Кроме того, мы сейчас, если говорим о Европе, то давайте посмотрим, кто был на Крымской платформе, а кого не было. Так вот, те страны, в том числе ведущие страны европейские, как Германия, в том числе, да, это показатель того, что все-таки есть определенное течение договоренности с страной-агрессором, которые не позволяют напрямую вот на мировой арене заявить о том, что Россия оккупировала. И поэтому говорить четко, что вот все страны в Европе наши партнеры или наши враги, такого сказать нельзя. Но мы должны четко определить для себя приоритеты и действовать исключительно в рамках национальных интересов. А Крым — это однозначно национальный интерес Украины. Давайте попробуем смоделировать. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, Зеленский едет туда, выступает с трибуны ООН, говорит непременно о ситуации на территории оккупированного полуострова и вспоминает о тех последних репрессиях, которые там были и, в частности, задержание первого заместителя председателя Меджлиса крымского народа Наримана Джеляла. А что дальше? Вот какой реакции мы ждем? Что должно произойти после этого? Какие конкретные действия мы ожидаем? Возможно, будет принята какая-то дополнительная резолюция по Крыму. Скорее всего, что может сделать сейчас в данных условиях ООН. Но каких-то, скажем, действительно существенных шагов я лично не жду. Потому что, опять же, повторюсь, по позиции ООН и по тем шагам, которые ООН делает по отношению к деоккупации Крыма, можно четко сказать, что никаких существенных смелых шагов мы не увидим. Будет, конечно, это очередная платформа, это очередная возможность заявить про Крым на весь мир, но чего-то существенного я лично не ожидаю. Тем более, что, скорее всего, нужно правильно подходить к этому мероприятию и скорее страны агитировать для того, чтобы они участвовали в Крымской платформе, для того,
чтобы они приезжали к нам сюда, как было до этого старт Крымской платформы, и здесь, на территории Украины, непосредственно говорили о шагах. Не просто о декларативных каких-то вещах, а конкретных шагах. Потому что мы прекрасно понимаем, как мировое сообщество умеет замалчивать некоторые факты, в том числе, которые проходят на Донбассе, в том числе правонарушения в Крыму, в том числе голосование за депутатов Госдумы. Поэтому все вот эти факты, они давным-давно известны. Но мировое сообщество иногда просто любит закрыть на эти глаза. Извините, что я с такой риторикой достаточно Да, но критичной, проблема в том, что вот думаю, именно что это такое реально. замалчивание ряда проблем, оно дает карт-бланш агрессору идти дальше. Вот и как раз вот эта площадка ООН для того, чтобы Зеленский смог на весь мир еще раз об этом сказать, напомнить об этом. Но, повторюсь, по моему мнению, не стоит ничего ждать грандиозного. Все-таки правильней будет мировое сообщество привозить к нам сюда, на Крымскую платформу, и проводить вот эти переговоры в Украине. Ну вот, кстати, вы затронули тему выборов в Государственную Думу России. И сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Петер Стана заявил, что выборы в России происходили с многочисленными нарушениями, и Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму. Но речь не идет о непризнании выборов в Госдуму на территории Российской Федерации. А я напомню, что на прошлой неделе Европарламент принял доклад, в котором призвал Европейский Союз не признавать выборы в целом в Государственную Думу России. Не осмелились? Как это прокомментировали бы? Вы знаете, вот тут это же сюр, вот когда мы говорим выборы в России, это же на данный момент звучит как сюр, ну правда. То есть какие могут быть выборы? Давайте посмотрим на результаты. Единороссы взяли там чуть ли не конституционное большинство. Традиционно коммунисты, вторая партия. Ну, это, конечно, очень для нас сейчас смотрится дико. Но, тем не менее, опять же, повторюсь, для меня демократические выборы в России — это что-то вон выходящее. Поэтому можно ожидать чего угодно, но поддержка 101%, я думаю, и так скажет за себя. А вот то, что в Крыму не признают выборы, по-моему, это правильно, это логично. Украинская сторона давным-давно декларировала то, что никогда не признает парламентские выборы в Крыму по отношению к Госдуме. Поэтому вполне все логично. Если мы говорим о том, для чего это нужно, мы же понимаем, что России нужно формализовать вот эти выборы. Поэтому да, мы понимаем, для чего это нужно, но тут вопрос в другом. Почему все же не признают, то есть признают выборы на территории Российской Федерации? Ведь до этого говорили о том, что есть очень много позиций, по которым можно и не признавать эти выборы. Это и начиная паспортизация Донбасса и привлечение жителей ОРДЛО незаконным способом на выборы в Государственную Думу, 12 поездов и там свыше 100, если я не ошибаюсь, автобусов отправили в Ростов-на-Дону, чтобы жители ОРДЛО голосовали на этих выборах. Это уже может стать поводом не признавать эти выборы в Государственную Думу, потому что это незаконно. Просто кто это зафиксирует? Кто будет заниматься этими вопросами? Если на территорию России не были допущены международные наблюдатели, то вы же понимаете, что достав из Беларуси какого-нибудь журналиста или там активиста и сказать, что это международный наблюдатель, и все, и таким образом де юре, де факто можно действительно признавать выборы, состоявшиеся в России. Поэтому все будет достаточно тонко организовано. Нету, скажем, оснований, полноценных оснований для того, чтобы по всей России не признать эти выборы. Крым — более сложная ситуация, поэтому, конечно, и Донбасс в том числе. Но никто не сможет, вот, скажем, аннулировать выборы или не признать выборы в России. Я имею в виду международные структуры. А вот Крым — это намного проще вместе с Донбассом. В любом случае, я никак абсолютно не верю в демократические выборы в России. Поэтому мы, конечно, можем ждать, когда кто-то признает или не признает выборы в России, но факт остается фактом, что все-таки никто результаты выборов не отменит. Поэтому единороссы однозначно будут иметь большинство. Пане Андрею, вот такой еще вопрос. Как вы думаете, вот эта вынужденная паспортизация ОРДЛО и привлечение жителей ОРДЛО на выборы в Государственную Думу и так далее, может ли свидетельствовать о том, что Россия готовит операцию по инкорпорации Донбасса в Россию?
Я не уверен, что России в принципе есть планы, скажем, как-то легализировать свои отношения с Донбассом в плане там ввести ее в какую-то единицу административную, либо распределять бюджет официально. Вряд ли это получится, вряд ли это нужно России. России больше это не выгодно, чем выгодно. Но на выборы, конечно, да. Ведь по сути, давайте посмотрим, что получилось с Донбассом. Да? По сути, это карусель, это старая технология нарушения выборов, когда людей из других областей подвозят для того, чтобы они голосовали. Поэтому, по сути, это вот такой достаточно масштабный кидок со стороны государства, когда она просто подвезла других субъектов, и те проголосовали. Поэтому если государство махинатор, если государство врет, то, наверное, уже стоит ставить под сомнение результаты этих выборов. Но в любом случае я не вижу, что России выгодно, скажем, интегрировать Донбасс к себе на материковую часть. Поэтому я думаю, что будут ситуативно использовать Донбасс, вот как на выборах. Возможно, что-то тянуть экономически оттуда, тот же самый уголь, руды и так далее. Но не более того, потому что России больше не выгоден Донбасс, чем выгоден в составе своей федерации. А какая стратегическая цель, на ваш взгляд, у России сейчас? Если посмотреть на то, что происходит за последние несколько месяцев, начиная с Белоруссии, заявление Лукашенко, который говорит, что на белорусско-украинской границе он планирует разместить российские зенитно-ракетные комплексы. Если мы говорим о Донбассе, это обострение ситуации и отказ России продлевать мандат миссии ОБСЕ на востоке Украины. Это вот вынужденная паспортизация, о которой мы сейчас говорим. Это масштабное учение на территории оккупированного полуострова. Это постоянные срывы переговоров в трехсторонней контактной группе в Минске. Вот куда это все ведет? Ведет все достаточно, по моему мнению, прогнозировано с точки зрения поступков Путина. Потому что, будем откровенны, ему выгодно, чтобы Украина находилась в окружении триггеров. Вот Донбасс — это один из тех триггеров, который, скажем, тянет из Украины финансовые ресурсы, человеческие ресурсы. Кроме того, он, конечно же, сильно обескравливает само население Украины. Поэтому, конечно, Россия в этом заинтересована. Как и заинтересована в том, чтобы появилась вот такая Беларусь, скажем, условно террористическое государство на территории Европы, которое в любой момент по приказу Путина сможет совершить какой-то непонятный маневр. Как то там пропустить беженцев через границу Европы, или же подвести войска к границе с Украиной для того, чтобы опять же стать таким триггером для Украины. Поэтому все достаточно прогнозировано. Путин действует, скажем, ситуативно. Сейчас он берет, усиливает накал на Донбассе. Он видит, что ничего не подходит, он берет и то же самое производит с Беларусью. Поэтому, конечно, он постоянно ищет какие-то варианты для того, чтобы давить на Украину. Північний потік-2, опять же, его запуск — это еще один аргумент у Путина в руках для того, чтобы давить теперь не только на Украину, но и на Европу в целом. Когда Европа это поймет, когда будут первые последствия вот такой опасной игры Путина с потоком, я думаю, что Европа быстренько протрезвеет и начнутся совсем другие шаги. Поэтому стратегически я вижу так, что Путин — это, по сути, главный террорист, и его задача — терроризировать всех вокруг. Будет ли это часть чьей-то страны, будет ли это газовая труба, это он уже ориентируется по ситуации. Вот, по моему мнению, это вот и вся логика Путина-террориста, по моему мнению. Да, и вот вы затронули тему Северного потока-2, и здесь не могу не задать следующий вопрос. Как вы думаете, вот это искусственно созданное сейчас, как мы видим, искусственно созданный дефицит газа на территории Европейского Союза, и этот шантаж поднять, когда цены просто скачут, поднимаются и так далее. А вот к чему он может привести? Может ли Европейский Союз, к примеру, отказаться от норм третьего энергопакета? Вполне может быть, уже об этом говорили, и эксперты отмечали, что все-таки, да, поток будет запущен, это факт. Но как Европа себя поведет дальше, вот это главный вопрос. И в этой ситуации Украина также должна демонстрировать свою позицию. Потому что одно дело, когда мы говорим про
скажем, как нам будут компенсировать потери, связанные с Южным потоком. Другое дело, что мы должны политически обозначать, что Россия действительно шантажирует Европу, что Европе нужно быть осторожнее с этим, что Украина может сделать для энергобезопасности в Европе. Да, это звучит очень амбициозно, но мы тоже должны давать ответ на этот вопрос. Кроме того, у Украины сейчас есть уникальный шанс, по сути, сделать кейс мирового масштаба по отношению к энергетической безопасности. Это и альтернативные источники энергии и так далее. То есть вот этот весь кризис, он дает нам определенные возможности. Потому что 3-5 лет еще у нас есть возможность для того, чтобы стать энергонезависимыми и демонстрировать миру успешный кейс. И я считаю, это круто, надо над этим работать. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсаловну, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Андрей Кучер, политолог, был с нами на прямом зв'язку. А мы с вами не прощаемся, сейчас прерываемся буквально на 5 минут, а после вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Для нас важна ваша поддержка. Если для вас это ничего, один простой клик, а для нас это и вправду большая, огромная помощь. А также не забывайте подписываться на сайт телеканала АТР и на наш Patreon. Вы станете частью большой крымско-татарской семьи, и это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Коршкенчи. Қартлық іч sevmeyim. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір şey келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке ұчачағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей yılanдай ağzын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейім мен. Душман олса жаныма халық, валлай, достыйым мен. Шаштым артық, білмейім мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер, авалар, көзім илек көрамайым, кімлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге шықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын ясланам черенлері. Дuygularımны топлайым, көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka er bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça, uça. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradanım,
Allah'ım, sen dokuzsuz min var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 55 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Мы работаем в прямом эфире, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Для вас один клик – это, возможно, ничего, а для нас это огромная помощь и поддержка. Ну и, наконец, поддержать также телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш сайт atr.ua и на наш Patreon, адрес которого вы видите сейчас на ваших экранах. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Дмитро Воронков, політолог, керівник інтернет-спільноти України в ЄС, кандидат в народний депутат України у 2019 році. Вітаю вас, пане Дмитро. Здравствуйте. Я наш эфир предлагаю начать со следующих новостей. Во время визита в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Зеленский консолидирует международную поддержку для противодействия российской агрессии. Красной нитью участие президента в Генеральной Ассамблее и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот его цитата. Це дуже принципово. По-перше, ми успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер 1 для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити більшу залученість ООН до питань Криму. Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою – консолідувати ще більшу підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російської агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією COVID-19. Также Кулеба заявил, что представители ООН проигнорировали участие в инаугурационном саммите Крымской платформы по политическим мотивам, и в связи с этим он обвинил организацию в защите интересов России, которая нарушает, собственно, международное право. Вот его цитата. Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру і безпеки. Коли ми бачимо участь таких організацій, як Рада Європи, як НАТО, як ГУАМ у саміті Кримської платформи, а ООН свідомо цей захід ігнорує, то це говорить нам і про стан справ у самій організації, і про розуміння ним своєї ролі і місії у світі. Це неправильне розуміння, яке ми будемо міняти, тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав.
Пане Дмитро, ну, можно сказать, что глава украинского внешнеполитического ведомства уже добрался и до ООН, потому что до этого говорили и про Европейский Союз, и про НАТО, что доверия, к сожалению, к словам о поддержке и обеспокоенности у Украины и у Киева уже нет. И вот сейчас Кулеба говорит о том, что ООН проигнорировала инаугурационный саммит Крымской платформы, и что свидетельствует о том, что она защищает, возможно, в какой-то степени интересы России. А по праву так говорить? Справедливо? Ну, однозначно, что какое-то российское лобби там присутствует, это безусловно. Я бы, кстати, напомнил, что даже вот если брать Меркель перед запуском первого саммита, я думаю, она не случайно приехала за день до открытия саммита. То есть я думаю, что определенные какие-то на высшем уровне разговоры и, скажем так, обсуждение повестки дня, вот примерно, которое предстояло на Крымской платформе, все-таки было. Ну и опять же, я уже не раз говорил, что сама система ООН, на мой взгляд, она требует реформирования, ее устав, то есть она не является уже эффективной структурой. Тем более, если мы возьмем, допустим, Совет Безопасности ООН, то Россия там как является постоянным членом. И для того, чтобы принимать какие-то решения обязательные, то для этого нужно согласие, голос каждого постоянного, всех 5 постоянных членов организации. Да. Естественно, Россия против себя голосовать не будет. Конечно. И получается, она элементарно может блокировать любые инициативы ООН. Поэтому тут нужно все-таки, я думаю, начинать с того, что нужно пересматривать саму вот эту механизм. А есть такие механизмы лишения России права вето? Нет. Из-за того, что она является постоянным членом, то она может только воздержаться или она может этим правом воспользоваться, правом вето. Если говорить не те декларации, не те резолюции, которые принимает ООН, ну, не в рамках, я имею в виду, Совбеза, то они же юридически они не являются обязательными к выполнению. Рекомендательные, да. Да, они носят рекомендательный характер, поэтому, честно говоря, я не вижу ООН как какой-то инструмент, который мог бы повлиять на процесс деоккупации. То есть как инструмент влияния на Россию он достаточно слабый, причем, как я уже говорю, что там ряд есть западных стран, которые все-таки вот, у которых сильное российское лобби внутри. Пане Дмитро, я предлагаю підключити к нашій бесіді Віталія Сташука, народного депутата України 8-го скликання. Він зараз нас чує. Пане Виталию, витаем вас. Селям алейкум. Доброго дня. Да. Сегодня мы видим, как страна-агрессор, Россия, ее представители находятся в вот таких международных организациях, как Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы, Организация Объединенных Наций. Вот только что мы с гостем говорили о том, что она имеет право вето в Совете Безопасности и ООН, и при этом она ведет себя как террористическое государство. Достаточно просто посмотреть на то, что произошло недавно на территории временно оккупированного полуострова с содержанием первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа и других наших соотечественников. Почему так происходит? И есть ли сегодня действительно механизмы у мирового сообщества, цивилизационного мира каким-то образом вернуть Россию в международное правовое поле? Ви знаєте, це вже не нова дискусія, яка стосується того, наскільки нині міжнародні організації спроможні виконувати задекларовані ними завдання. І в цьому плані ситуація в ООН не є винятком. На жаль, ми маємо ситуацію, коли країна, постійний член Ради безпеки ООН, по суті, є агресором, окупантом. І це унеможливлює використання ООН як гаранту захисту територіальної цілісності країни, яка стала жертвою агресії. Але це не означає, що треба повністю ігнорувати цю міжнародну організацію як платформа, як місце, де, можливо, потрібно і необхідно озвучувати свою позицію. ООН своє значення зберігає, на моє переконання. І тому дуже важливо, щоб позиція України була доведена, донесена, почута. І треба використовувати всі ті можливості, які є на сьогодні, незважаючи на їх обмежений вплив на такі країни, як Росія. А які це можливості? Розкройте, пожалуйста. А я вам скажу, що, звичайно, більше це питання того, що називають інформаційне протистояння, тому що, на жаль, для світу, для нас, для українців, для кримських татар ситуація зрозуміла, ясна, а для багатьох людей, мешканців інших країн все не так однозначно. Їм видається, що не так все просто в Криму. Є
точка зору, яка всіляко стимулюється Росією про те, що ніякої окупації нібито немає. Тому бути важливою стороною в цьому інформаційному протистоянні це так само важливо. І залишати такий майданчик, як ООН, тільки для того, щоб Росія там просувала своє бачення, свої наративи, неприпустимо ні з яких обставин. Вот Кулеба говорит о том, что в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, переговоров и выступления красной нитью для участия президента и на этих переговорах будет тема Крыма. Также Кулеба говорит о том, что у них будет непростой разговор с генсеком ООН Антонио Гутерришем. Что это означает? Я думаю, що останні події, скажімо, починаючи від арештів активістів Меджлісу, про які ви вже згадували, ну і завершуючи тим, що в Росії називають виборами в Государственну Думу, теж заходи, які відбулись і на території тимчасово окупованого Криму, я думаю, що дуже правильно буде, якщо президент і наші дипломати піднімуть питання про невизнання нової Російської Державної Думи, сформованої за рахунок такого голосування. Я не готовий переконувати всіх, що ми досягнемо такого 100% для нас результату, але роботу цю потрібно проводити, і будь-яка позиція, яка відсовує нас від роботи на цьому полі, вона грає на користь Росії. У Росії одне з завдань – це максимально швидко легалізувати, легітимізувати цю окупацію, яка існує на сьогодні в Криму. І наше завдання всілякими способами цьому протистояти. Генеральна асамблея ООН – це те місце, де ці завдання можуть бути вирішені. Дякую вам дуже, пане Віталію. Чухсално, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Віталій Сташук, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Давайте попробуем смоделировать. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Президент Украины выступает с трибуны ООН, непременно вспоминает и говорит о том, что происходит на территории оккупированного Крыма и Донбасса. А что дальше? Вот каких конкретных, возможно, действий мы сможем увидеть в результате этого спича, в результате этих переговоров? Или же это останется вот только на уровне декларативном? Ну, на данный момент я бы не ожидал, что прям будет какой-то прогресс. Скорее всего, мы увидим очередную какую-то резолюцию, которая будет подчеркивать вот эту поддержку международную территориальной целостности Украины. И максимум, наверное, возможно, будет какой-то конкретика какая-то появится в рамках декларации, которая была подписана на Крымском саммите, на Крымской платформе. То есть, в частности, я имею в виду речь о защите Азово-Черноморского региона, там, совместного патрулирования, что, кстати, абсолютно правильная инициатива, потому что Россия в целях там, шантажа, но вполне может как рычаг использовать, блокировать передвижение судоходства украинского, там, коммерческих каких-то рейсов. Вот, наверное, больше я бы не ожидал какого-то более сильного прогресса. И что касается Крыма, то я думаю, что это, к сожалению, абсолютно верно. Я считаю, что нужно эту тему поднимать, она должна быть все время на повестке дня. Но стоит признать, что очень много времени упущено на самом деле. И на какое-то время у нас в информационном пространстве, в общем, тема Крыма, она была как-то замята. Почему Россия и, скажем так, взбесилась, когда появилась эта идея саммита Крымской платформы, потому что они поняли, что Крым снова возвращается в информационное поле. В Кремле наверняка ожидали, что это так можно спустить на тормозах со временем, и эта тема просто сама по себе погибнет. Но при этом Кулеба прав в том плане, что представителей Организации Объединенных Наций на Крымской платформе не было. А как вы думаете, почему? Действительно ли здесь есть элемент защиты интересов России? Я думаю, что если учитывать совместный коммерческий интерес по Северному потоку между Берлином и Москвой, однозначно он есть, и мы должны учитывать, что какое политическое влияние имеет Меркель в Европе. То есть, поэтому я думаю, что прежде всего вот вокруг этой темы все крутится, потому что, скажем так, никто не хочет особо ссориться с Россией.
Вот, ну, и делается это через, в общем, через Берлин, как посредника, имеющего сильное влияние в Европе, в европейских странах. Ну, разве вот такая политика умиротворения, скажем, агрессора не открывает ли ящик Пандоры? Не дает ли карт-бланш Путину идти дальше? Не вдохновляет ли на еще более агрессивные действия? Как пример можно вспомнить Грузию, 2008 год, когда Запад отреагировал довольно инфантильно, как говорят многие политические аналитики, и это, собственно, дало карт-бланш Путину идти дальше и в 2014 году оккупировать Крым и начать войну на востоке Украины. Вот такая нынешняя политика умиротворения не может ли заставить Россию и вдохновить Россию пойти дальше? Ну, я бы сказал, что такая политика уже давно его вдохновила. Потому что вот стоит признать такие факты, что длительное время санкционный режим против России со стороны Запада, он не усиливается. То есть это можно считать в каком-то плане его своего рода победой, потому что он остановил вот это наращивание этой санкционного давления. Поэтому, и опять же, хороший пример — Северный поток, против которого очень многие сопротивлялись, да, но все равно этот треугольник, я имею в виду США, Берлин и Россия, они нашли консенсус, и он продавил все равно эту идею. То есть, поэтому, получается, все эти шаги, они пока что успехом для него увенчались, естественно, это все вдохновляет. Поэтому, ну, я опять же, я не говорю о каком-то военном там интервенции какой-то, нет. Я имею в виду вот больше дипломатические какие-то хитрости, какие-то вот такие вот проекты коммерческие, экономические. В этом плане, да. И, к сожалению, он абсолютно никак, скажем так, не игнорит любые вот эти вот наши инициативы, так же, как и первичные санкции. Поэтому видно, что там в себе уверены, и я так понимаю, что политика рассчитана взять на измор, что рано или поздно все от этого конфликта устанут. От него и так уже устали, но и поэтому приходится подкидывать дров, да, и такие мероприятия, как вот эти псевдовыборы в Крыму, они, в общем, являются этими дровами и возвращают на поверхность вот это все обсуждение. Ну, к выборам мы еще вернемся. Я предлагаю сейчас подключить к нашему ефіру Марію Авдеєву, директора дослідження Європейської експертної асоціації, експерта з інформаційної безпеки. Пані Марія, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас. Рада бачити. Пани Мария, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что красной нитью участия президента в Генеральной Ассамблее ООН и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма, и что беседа с генсеком ООН Антонио Гутерришем будет довольно непростой. Как нам это понимать? Что это означает? Я хочу сказать, что успешно очень прошла Крымская платформа для Украины. Это признали все участники, и было представительство на очень высоком уровне. И опасения были такие, когда после ее завершения, о том, что это было таким мероприятием одного дня для того, чтобы такая хорошая очень пиар-компания, рекламная акция, и вот как она будет продолжаться. И тогда многие говорили о том, что ее необходимо продолжать, необходимо те вопросы, которые были подняты, дальше артикулировать для того, чтобы сделать Крымскую платформу такой площадкой, на основании которой будет развиваться в первую очередь вопрос, касающийся того, что деоккупации Крыма и деоккупации Донбасса. И вот те вопросы, которые были подняты на Крымской платформе, это вопрос правами человека, вопрос возвращения украинского контроля над Крымом, вопросы безопасности. Мне кажется, что участие Зеленского в саммите ООН, в Ассамблее, и то, что будет возможность снова поднять эти вопросы на очень высокий уровень, это очень хорошая площадка и очень хорошая возможность для того, чтобы Крымская платформа не стала событием одного дня, а то, чтобы она дальше продолжала жить, и то, чтобы дальше те вопросы, которые там обсуждались, они поддерживались и артикулировались. И, конечно, здесь будет и экспертная поддержка, то есть если это поднимет президент на самом высоком уровне, то эксперты будет намного проще продвигать те вопросы, которые нужны и важны для Украины. Да, но, безусловно, декларация и артикуляция того, что происходит на территории Крыма на таком высоком уровне, очень важна с информационной точки зрения, но в какие конкретные действия со стороны наших западных партнеров и, в частности, ООН может это вылиться? Может ли?
ООН — это такая международная площадка. Тут ваши предыдущие спикеры об этом много говорили. Это большое, в общем, там присутствуют все государства, и они могут постоянно говорить о том, какие вопросы для них нужны. Для Украины очень важно то, что украинский вопрос будет первым в этой повестке. Вы, наверное, это обсуждали раньше в студии, что Россия трижды пыталась этот вопрос снять с повестки. Вопрос как раз оккупированных территорий. И российская дезинформация в течение всего этого времени, с момента оккупации Крыма в 2014 году, направлена на то, чтобы разделить вопрос Донбасса и Крыма. И там два основных таких нарратива. Первый нарратив по Донбассу о том, что это якобы гражданская война, и мы не имеем к этому отношения. При этом другой рукой раздаются там российские паспорта, и участвуют в голосовании жители Донецка и Луганска. А с другой стороны продвигается нарратив о том, что Крым — это решенный вопрос, мы больше к нему не возвращаемся, это дело уже закончено, и вообще здесь нечего обсуждать. И вот для того, чтобы показать всем, что здесь есть что обсуждать, что это вопрос совершенно не закрытый, и Украина вернет рано или поздно контроль над территорией Крыма, и нужны как раз какие площадки для того, чтобы постоянно об этом говорить. И голосование в ООН, которое было, то есть которое состоялось по включению вопроса Украины как раз в повестку, оно об этом и говорит, что это важно, потому что всего 11 стран проголосовали против. Это ожидаемые страны, в том числе там Беларусь и Армения, которые, в принципе, и не могли проголосовать по-другому. Но в целом это показывает, то есть Украина имеет международную поддержку, и мы постоянно будем этот вопрос артикулировать, и в ходе уже личных встреч, двухсторонних отношений будут решаться конкретные вопросы, в том числе, вот я, например, вижу очень большую перспективу по сотрудничеству для Украины в области безопасности с Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, то есть те странами, которые знают, что такое российская оккупация, российская агрессия, и которые могут вместе выстраивать общую политику безопасности. Как раз Латвия и Литва там, кажется, присутствуют на самом высоком уровне. То есть, возможно, какое-то создание какой-то новой коалиции? У нас уже есть формат Люблинского треугольника, то есть, возможно, это в формате Люблинского треугольника дальше продвижение вопросов по противодействию гибридным угрозам, по противодействию агрессии в области безопасности. Возможно, это какие-то двухсторонние отношения. Вы видите, что сейчас происходит в Польше. То есть Польша на себе как раз чувствуют вот эти гибридные вызовы, которые Россия через Беларусь на нее, то есть конкретные акты агрессии, вот то, что вчера, например, произошло с телами, которые были найдены на границе, это далеко не первая, не последняя ситуация, там будет развиваться эта вся история. Поэтому те страны, которые непосредственно граничат с Россией, конечно, они для нас самые ближайшие партнеры должны быть, и мы должны с ними точечно и в общем, целенаправленно развивать отношения. Но ведь с другой стороны, понятно, что те страны, которые вы озвучили выше, Польша, страны Восточной Европы, они знают на себе и на своем горьком опыте, что такое Россия, и почувствовали российский сапог у себя на территории. Но если мы говорим об Организации Объединенных Наций, которая после Второй мировой войны была создана для защиты мира и безопасности, то, что сейчас происходит, и вот исключительно высказывание недовольства, слова поддержки и так далее, не дискредитирует ли эту организацию как ту, которая должна, в принципе, защищать мир и безопасность? Вопрос о том, насколько он орган, который может на что-то влиять и реально принимать какие-то решения, которые гарантируют безопасность, уже стоит давно. И, скорее всего, ООН этого статуса больше не имеет. Но, с другой стороны, такие международные организации, их роль очень важна в том, что это, как я уже говорила, площадка для выражения мнения, донесения своего мнения до каждой страны-члена. И страны-члены, они там голосуют, и они выражают свое отношение также посредством голосования. И если страна проголосовала за то, что вопрос Украины включен в повестку, то мы должны это использовать, и мы должны украинскую повестку максимально доставить точечно и максимально всем показать, какие конкретно для этих стран угроза той ситуации, которая сейчас в Украине, и от того, каким образом безопасность Украины может повысить и безопасность других стран Европы и вообще в мире. Да, а как бы вы это объяснили?
Вот какие аргументы бы вы привели нашим западным партнерам в вопросе безопасности? Ну, Украина с 2014 года выполняет такую своеобразную функцию защиты других европейских стран. Россия постоянно говорит о том, что это территория ее приоритетного влияния, и Путин хочет сохранить свой контроль над территорией Украины. И если Украина сдастся, если Украина перестанет сопротивляться, следующими будут другие страны. И Польша, например, очень хорошо это понимает. И Польша говорит о том, что выстраивание отношений с Украиной постоянных и выстраивание дружественных отношений и совместное противодействие российской угрозе — это коренной, то есть основополагающий национальный интерес Польши. Поэтому страны Европы, Западной Европы, так скажем, старой Европы, которые считают возможно, что они находятся в безопасности, вот они очень четко должны понять, что они не находятся в безопасности. И после того, как, если вдруг случится, что Россия каким-то образом продвинется в Украине, перейдет к другим границам, к западным границам, то следующими жертвами российской агрессии станут они. И здесь надо показывать на конкретных примерах, постоянно о них говорить. То есть европейцы очень хорошо понимают конкретные факты. То есть вот приводить, у нас большая работа, я знаю, ведется на уровне Министерства реинтеграции и других министерств по сбору конкретных фактов. Вот конкретные факты надо показывать и демонстрировать на конкретных случаях, в чем была агрессия России, как она выражалась и каким образом это угрожает странам Европы. США, Британия это и так прекрасно понимают. Вы все помните последний проход Дефендера возле Крыма, чем он закончился, обстрелами вокруг или там вслед. Но в любом случае мы стояли фактически на пороге вооруженного противостояния в Черном море. Вот сейчас в Украине завтра стартуют новые учения. И там будет 11 стран-членов НАТО, объединенные зусилля. Каким образом Россия будет на эти учения реагировать? Будут ли там какие-то возникать ситуации провокационные? Ну, посмотрим. То есть и это тоже совпадает по времени как раз с Генассамблеей. Дякую вам дуже, пані Мария. Чухсагу, что нашли время и подключились к нам в эфир. Мария Авдеева была с нами на прямой связи, директор досліджень Європейської експертної асоціації, експерт з інформаційної безпеки. Пане Дмитро, вы упоминали выборы в Государственную Думу РФ. Я предлагаю продолжить, остановиться на этой теме и продолжить обсуждение. Выборы в России происходили с многочисленными нарушениями. Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму. Об этом на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стану. Он сказал следующее, цитирую: «ЕС верит в важность свободных и честных выборов, где бы они ни происходили. В течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, без признанных международных наблюдателей. Мы приняли к сведению информацию надежных источников, которые сообщили о ряде серьезных нарушениях во время голосования. Перед выборами оказывалось большое давление на оппозицию, гражданское общество, активистов, правозащитников. Все это делают, чтобы заставить молчать любые голоса с критикой». Также в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление России о якобы международных наблюдателей, которые участвуют в незаконных выборах в Государственную Думу РФ на оккупированных территориях. Давайте послушаем цитату МИДа. Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків міжнародними спостерігачами на виборах в Криму. Іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. Жодних підстав ставити під сумнів консолідовану міжнародну позицію щодо Криму немає. Розглядаємо приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу. Вони нікого не представляють, окрім себе. Ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес. Также представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович отметил, что ответственность местных жителей Крыма и Донбасса за участие в выборах в Госдуму, проходивших последние 3 дня, будет зависеть от уровня их вовлеченности в эти выборы. Вот его цитата.
Тут не треба всіх одним миром мазати, тут треба дивитися в кожній окремій ситуації. Є люди, які змушені це робити, щоб не залишитися без роботи. Ті ж самі бюджетники, яких ставлять на окупованих територіях в дуже жорстке становище. Не голосуєш, ти без роботи, а можливо, тебе ще будуть переслідувати. Є люди, які добровільно взяли і пішли. Я повністю впевнений, що прості люди не постраждають. Постраждають у першу чергу ті, хто ухвалювали відповідні рішення і виступали пособниками окупантів, тобто брали активну і свідому участь в організації антиукраїнської діяльності, порушення українського та міжнародного законодавств і сприяли діяльності окупанта. Также представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что российская политика в отношении Донбасса не предусматривает интеграции оккупированных территорий к России. Вот его цитата. Можна вже вводити новий термін «гібридна анексія». Якщо до цього часу ми використовували слово «окупація», то зараз це гібридна анексія, оскільки дійсно вже повністю залучаються і в економічний, і в політичний процеси мешканці цих територій. Действительно, можем ли мы говорить о том, что паспортизация, которую осуществляет Россия на востоке Украины, может привести к инкорпорации этой территории в ее состав? Я думаю, что если бы такие планы в Кремле были, то наряду с Крымом Донбасс уже давно был бы в составе России. Угу. На самом Всем деле... это не нужно? Абсолютно. Я думаю, Кремлю это не нужно, если Крым понятно по каким причинам, да, то Донбасс не нужен, тем более уже в таком состоянии, с разрушенной экономикой и так далее. Там очень нужно много вкладывать, чтобы все устанавливать. Нынешний статус-кво устраивает Россию, на ваш взгляд? Он ей в таком виде Донбасс ей нужен, потому что это Донбасс используется как раз как ниточка, за которую можно дергать, пытаться давить как-то на Киев, на украинскую политику и на позицию и решения украинских властей. То есть в составе, что касается самой выдачи паспортов, то я бы отметил две вещи. Ну, во-первых, с учетом того, что были выборы в Думу, да, и рейтинг «Единой России», он, в общем-то, с каждым годом все ниже и ниже, поэтому есть необходимость, скажем так, в дополнительном электоральном ресурсе, послушном, который будет голосовать так, как нужно. Естественно, проводить вот такую политику наиболее удобно как раз оккупированной территории, то есть на Донбассе. И второй нюанс. Кремлю нужно как-то поддерживать вот той части населения, которые, в общем, являются пророссийские, которые считают, что они будут в России и так далее. Им нужно выдерживать вот эту идеологию и давать людям надежду. И вот в виде паспортов, и что они принимают участие якобы в выборах, российских выборах, создает тем жителям, которые, в общем, являются пророссийски настроены, надежду, что они все-таки, как Крым, рано или поздно войдут в состав России. То есть это обманка, на мой взгляд, которую просто успешно использует Кремль. Ну а стратегически Кремль может произвести такую операцию по инкорпорации и сказать, что ну вот там же наши граждане, россияне, может, мы будем их защищать? Также может, как впрочем, как в и с статье Крымом. Путина было прописано. Абсолютно легко. И, понимаете, здесь получается такой небольшой правовой аспект есть, что касается паспортизация в Крыму, например, она усложнила процесс, автоматически усложняет процесс его деоккупации, даже если, вот, скажем так, Россия не будет сопротивляться. Потому что теперь там юридически живут как бы уже гражданины России, потому что они с паспортами России. И плюс еще много россиян переехало уже туда жить, как бы вот в сам Крым. То есть смысл как раз вот создать эту иллюзорную присутствие иллюзорной нации, как россиян, как нации на их территории. Демографическую ситуацию они пытаются заменить. Да, плюс идеологическая же работа идет, и все. И то же самое и с Донбассом. То есть при желании это, конечно, уже давно сделали. Но опять же, я же подчеркиваю, что им это не нужно, и сейчас, я бы сказал, уже это даже поздно, потому что тогда, в общем, Россия просто признает, что она имеет какое-то присутствие, влияние на самом оккупированном Донбассе. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Игоря Эйдмана, российского публициста и социолога. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Игорю, витаем вас. Салям алейкум, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Как вы считаете, почему для России было настолько важным вести жителей ОРДЛО на выборы в Государственную Думу? Там они задействовали 12 поездов, свыше 100 автобусов и так далее. Это что, для подъема рейтинга Единой России или же более далеко какие-то идущие планы в виде, например, аннексии, инкорпорации Донбасса в состав РФ? Я думаю, тут есть и то, и другое. Есть и как чисто практическая задача, побольше с их помощью накидать голосов в пользу Единой России. И есть и такая пропагандистская задача продемонстрировать всему миру, и прежде всего россиянам, что, значит, и, конечно же, жителям вот этих пиратских так называемых республик, то есть оккупированных территорий, продемонстрировать жителям оккупированных территорий, что они часть большой России, что они, значит, не сами по себе, а как бы такие, по сути, россияне, участники большой российской политики, которые участвуют в том числе и в выборах, да, в определении государственной власти в России. Так что я думаю, и тот, и другой фактор имел место. Но вот вы наверняка следите пристально за социологической ситуацией на выборах в Государственную Думу РФ. Как в этом году сложилась явка? Ну, вообще, выборы в РФ — это день сурка. Каждый раз и каждый год примерно одно и то же. Все оппозиционеры говорят, что никаких выборов не будет, все будет фальсифицировано, и Единая Россия все равно нарисует большинство, но потом в большинстве все-таки пытаются как-то участвовать в выборах или, по крайней мере, влиять на их исход. И в конце концов все равно ничего из этого не получается. А получается только то, что опять Единая Россия рисует абсолютное большинство, и ровно то же самое и произошло сейчас. Особой интриги даже не было. Интрига была только в крупных городах, где власти просто прибегли к абсолютно таким бандитским методам фальсификации. Например, в Москве, где были по мажоритарным округам, ждали представители такой, скажем, конечно, оппозиции громко сказано, но, скажем, такие не очень удобные для Единой России кандидаты, то они в результате побеждали, победили в офлайн голосовании. Но у властей было припрятано такое супероружие, которое они в ночью задействовали, так называемое дистанционное электронное голосование, которые они просто элементарно нарисовали в пользу кандидатов Единой России. И ни один оппозиционный кандидат не прошел в результате. Прошли сплошные единороссы, сплошные ставленники власти, те, на кого власть ставила. Да? А все кандидаты так называемого умного голосования, это проект Навального и его друзей, все они в результате вот этой фальсификации ночной, они все потеряли шансы быть избранными, хотя до этого шли первыми, пока считали только офлайн голоса. В общем, ничего нового. Абсолютно, да. А вот еще что хотел спросить. На прошлой неделе Европейский парламент принял довольно жесткий доклад с призывом не признавать результаты выборов в Государственную Думу РФ. И там в этом докладе они режим России называют стагнирующей авторитарной клептократией. Вот насколько, на ваш взгляд, этот доклад действительно жесткий и сильный? И как вы думаете, будет ли все-таки Европейский парламент не признавать эти результаты выборов? Что это может значить? Нет, это все как бы хорошо, это красивые слова. Я думаю, что Европарламент примет резолюции соответствующие с примерно теми же словами. Но на выходе это мало что изменит. Потому что, к сожалению, не Европарламент определяет политику государств, которые входят в Евросоюз, а прежде всего национальные лидеры, да, и какие-то структуры Евросоюза исполнительные. То есть это не значит, что они примут такую резолюцию, и власти, например, Германии или Франции перестанут воспринимать российскую власть как законную, перестанут вести с ней переговоры, перестанут с ней о чем-то договариваться, перестанут какие-то свои проекты строить, типа газа Северного потока, Газпрома. Все это как бы не значит ничего, кроме морального суждения. И вот дальше морального суждения, боюсь, и в этот раз власти Евросоюза, страны Евросоюза не пойдут. Ну, если проследить хронологию событий за последний месяц-два, то мы видим, что
на избирательные участки не пустили независимых представителей международных структур. Мы видим, что Россия отказывается продлевать мандат миссии ОБСЕ на востоке Украины. Мы видим такие заявления Александра Лукашенко, который говорит о том, что на украино-белорусских границах будет размещать зенитно-ракетные комплексы РФ С-400 «Триумф» и будет закупать у России вооружение на сумму 1 миллиард долларов. Мы видим обострение ситуации на востоке Украины, учения масштабные в Крыму и так далее. Вот к чему бы это все, к чему это все ведет, и вместе с этим постоянные срывы всех переговоров в трехсторонней контактной группе в Минске. Какова стратегическая цель, на ваш взгляд, России сегодня? Ну, как бы, я думаю, что такой стратегической цели у российских властей как таковой нет. Есть, это просто стратегическая цель, она предполагает, да, что люди, которые выдвигают, это некие разумные люди, которые видят будущее, понимают последствия своих действий, а власти в России от них не такие разумные люди, и никаких у них таких четко определенных стратегических целей нет. У них есть некие мечтания, имперские бредни и фантазии с одной стороны, и есть такие фобии, прежде всего антиамериканизм, антизападничество, антиевропейство. И как бы, с одной стороны, боятся реально, прежде всего, американцев, но и Запада в целом, как считают их некой чужеродной средой, врагами, которые мечтают, значит, снять или свергнуть, да, путинскую комарилию. Что, к сожалению, не так, да. Хорошо бы, не так, но не так. Вот. И с одной стороны. С другой стороны, они вот мечтают о неком имперском реванше, о том, Путин, по крайней мере, о том, что он войдет в историю России, как там Екатерина II, про которую он говорил, что она там собирательница земель была. Вот что-то в этом роде, да. И, в общем, все эти фантазии и бредни, это, конечно, не стратегические цели, выверенные и четко определенные, но, тем не менее, они реально управляют действиями российских властей, их судорожными попытками, да, что-то такое доказать Западу, как-то так на него наехать и попытаться какими-то силовыми методами заставить себя уважать. Тут еще помимо этих как бы фантазий, да, есть еще и практика, такая практика питерской подворотни или практика лихих 90-х в Питере, бандитского Петербурга, которая привычна для Путина и его компании. Они с этой точки зрения, с точки зрения их опыта, да, тогдашнего, только люди уважают только силу, и только насилием можно чего-то добиться, а не переговорами, не компромиссами. Вот они и пытаются всюду демонстрировать какую-то свою такую брутальность, бить первыми, о чем говорил сам Путин. Вот. То есть вот все это, в общем-то, легко объяснимо с этой точки зрения. Но при этом мы видим, как западные страны все-таки ведут политику умиротворения агрессора. Разве они не видят того, что вы сейчас сказали выше? Да, дело в том, что у них нету, как они считают, альтернативы. Понимаете, ситуация в чем заключается? В том, что существует некое государство, да, которое занимает 1/6 часть суши, там сейчас чуть поменьше, может, 1/7, ну неважно, огромное государство с ядерным оружием. У него в этом государстве власти там преступники, бандиты. Это все знают. Но так как никто понятно, воевать с этим государством никто не собирается. В отличие от этого, может, Путину кажется, что его там собираются свергать или что с Россией собирается воевать, но никто реально на Западе это просто невозможно, потому что они не по этим гайкам, не по военной, не. Это они, вот у них другие жизненные принципы и практики. Для них там жизнь человека — это приоритет, и никто рисковать не будет жизнями тысячи людей на войне ради каких-то геополитических, самых справедливых или политических целей. Поэтому раз воевать с ними нельзя, и деться никуда-то государство не может, значит, рассуждают западные лидеры, с ним как-то надо договариваться, как-то минимизировать тот вред и ту угрозу, которую это вот государство, захваченное бандитами, представляет для всего мира, в том числе для окружающих. И вот в рамках этой задачи, как минимизировать этот вред, они и действуют. Как они пытаются делать? Как-то заболтать, значит, Путина, вызвать его на какие-то переговоры, что-то ему немножко его увещевать, чтобы он там отвел войска, например, и чтобы он не шел на какие-то большие, на резкие обострения военных действий против Украины, например. Вот они в рамках вот этих, как они считают, реалистических целей себя и ведут. В рамках целей, как, значит, свергнуть Путина, они себя не ведут, потому что они просто не занимаются такими вещами. Как я уже сказал, это только в фантазии российских КГБшников они могут заниматься. А уж тем более не
воевать не собирается. Ну, в этом контексте мне вспоминается только одна цитата Уинстона Черчилля, который говорил о том, что нельзя договариваться с тигром, когда твоя голова находится у него в пасти. Ну да, логично, как бы с Гитлером же тоже была такая же ситуация. Тоже с ним пытались как-то договариваться, его еще немного успокаивать, забалтывать и так далее. Тоже же понимали западные лидеры, что он человек вполне неадекватный. Вот. Но эта тактика не сработала, и в какой-то момент западные лидеры сказали, ну все, деваться уже некуда после нападения Гитлера на Польшу. Теперь будем с ним воевать. Вот как бы я надеюсь, что Путин своим авантюризмом не доведет ситуацию до такого состояния, что приведет мир к большой войне. Все-таки он, с моей точки зрения, конечно, поосторожнее Гитлера. Вот, Гитлер быстро запрягал и быстро ехал. А Путин, он такой довольно медленный чувак, а лет ему уже много, и уже как бы стучится в дверь не то, что уж старость, а дряхлость. И поэтому я надеюсь, все-таки он не доведет до какой-то новой большой войны. Но надеяться на то, что Запад его как-то сдержит, тоже я бы не стал, к сожалению. Дякую вам дуже, пане Игорю Чухсагуловну. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Игорь Эйдман, российский публицист и социолог, был с нами на прямой связи. Россию не устраивают Минские соглашения, и она требует от украинской власти принятия нового закона. Об этом заявил представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш. Давайте его послушаем. Буквально днями на ТКГ Гризлов заявив про те, що їх вже не влаштовує закон про особливий статус. Вони вважають, що він застарів, хоча саме там записані всі вимоги Мінська. Вони хочуть, щоб ми, погоджуючись і консультуючись із ними, ухвалили фактично новий закон. Вони хочуть план дій, який вони напрацювали, щоб Верховна Рада своєю постановою його затвердила і на виконання цієї постанови ухвалювала закони, які знову ж таки вони хочуть. Ну, естественно, украинская сторона не пойдет на те предложения террористов в рамках трехсторонней контактной группы в Минске. Это полностью противоречит нашим национальным интересам, но и, с другой стороны, это погружает в полную стагнацию Минские соглашения. Как долго мы будем играть в этот процесс? Вы знаете, я думаю, что как раз к стагнации, собственно, Кремль стремится. В этом и суть. То есть они закинули новую идею, которую они понимают, что она будет не приветствоваться в Украине, потом она будет долго обсуждаться и так далее, и так далее. То есть все это процесс затягивания, как на мой взгляд. Я уже говорил, что мне кажется, что вся политика по Донбассу построена, она построена на политике измора, что рано или поздно, что нам придется уже идти на все эти условия Кремля. Поэтому я бы не рассматривал это как как какую-то серьезную инновацию, вернее, серьезную инициативу. Опять же, в Кремле сказали, что если Украина выйдет из Минских соглашений, это будет путь никуда. То есть хитрость этой стратегии заключается в том, что Россия как бы и призывает, чтобы мы не выходили из Минска. При этом прекрасно понимает всю бесперспективность, понимает отчетливо, что мы находимся в такой патовой ситуации, и она еще больше усложняет этот процесс своими новыми какими-то инициативами, как про закон про особливый статус. Сегодня Сергей Наев, командующий Объединенных сил ВСУ и генерал-лейтенант, заявил, что Россия в любое для нее удобное время может перейти в наступление на юге Украины, но на сегодня признаков наступления в ближайшее время пока нет, сказал он. Давайте послушаем его цитату вместе. Основна мета таких провокацій – це демонстрація сили, безкарності та зухвалості. При цьому зазначеними діями противник намагається мотивувати військове командування операції Об'єднаних сил дати гідну відповідь з одночасною фіксацією порушень з нашого боку. Віталій Шведов, радник голови Луганської облдержадміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації в 2015-2016 роках. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас, салям алейкум. Да. Как вы в целом оцениваете вероятность на полномасштабное вторжение вооруженных сил России в Украину в ближайшей перспективе? Насколько это реально? Знаєте, я взагалі вважаю, що 14-15 рік
мабуть, це були найкращі їх роки, коли вони ще могли скористатися дезорганізацією України. На сьогоднішній день, навіть при там усіх плюсах України, там збройними силами, там структурою, з економікою, я вважаю, що Росія до широкомасштабних бойових дій просто не готова сьогодні. І ви знаєте, дуже часто нас там лякають, що у разі, якщо будуть майдани в Україні, то це однозначно буде там трагедія в Україні, бо Росія скористається. Я вважаю, що ситуація в Росії набагато краща, ніж в Україні. І тому я вважаю, що пряма загроза Україні, вона як такова відсутня. Оце може статися майданом для Москви. В конце августа мы все помним, как в районе проведения операции Объединенных сил обострилась ситуация, и в частности произошел обстрел гражданского сектора Авдеевки. Вот что это было, и видите ли вы тенденцию дальнейшей эскалации на востоке Украины? Вот этими действиями, на ваш взгляд, какие цели преследует Россия? Ви знаєте, це було завжди, це лише подача медійно змінюється. Фактично, по лінії розмежування постійно на протязі усього там періоду об'явленого там перемиря велися бойові дії, і обстріли йшли різні калібри, але це було постійно майже кожного дня. Але просто не все заходило у зведення офіційне. Бо я вам скажу так, що в мене навіть чути, я у Лисичанську живу на цій південній частині міста, і в мене навіть чути ці всі обстріли, розумієте? Але я не бачу їх у зведенні офіційному. Тому я вважаю просто це, по-перше, з одного боку продемонструвати свою волю з боку Росії, з іншого боку помоніторити реакцію України. І це головна ціль – помоніторити реакцію України. Оскільки там 82-гі міномети, там стрілецька зброя, вона використовується постійно. А більш великі калібри, вони рідше використовуються. І коли великі, зовсім великі калібри, то це якраз бажання помоніторити, розумієте? А як Україна буде реагувати? А чи готова, а чи не готова? Тому це просто провокація з метою моніторингу ситуації, і не більше. Пане Виталию, объясните, пожалуйста, нам ситуацию с условиями ведения ответного огня украинскими военными в районе проведения операции Объединенных сил. Когда они имеют такую возможность стрелять в ответ после такой провокации? Кто дает эту команду? Кто это решает? Как это происходит? Знаєте, раніше це була чітка команда там приймати рішення на місці. Да? Це я вважаю, було 14, 15, 16 роки, коли рішення приймалося на місці командирами і бійцями. І я вважаю, ця ситуація найбільш правильна. Але з Мінським процесом навіть ввели штрафні санкції відносно бійців, відносно зворотнього вогню. І більш того, я вам скажу, що не знаю, наскільки це правда, але бо я не військовий, я спілкуюся лише з військовими, то я навіть чув від військових, що навіть є премія там в розмірі 7 тисяч гривень за те, щоб військові не відкривали вогонь у відповідь, розумієте? Тобто я не беруся стверджувати, що це 200% інформація, але так кажуть самі бійці, розумієте? І це я вважаю просто сором, коли бойцю кажуть, що твоє життя під загрозою, але ти не маєш права відповідати. За це ми дамо цю місяцю 7 тисяч гривень, розумієте? Оце така позиція і державна політика. Вот вы сказали про переговоры, про Минский процесс, про нормандский формат. Вот в Украине, в Киеве руководство говорит о том, что у нас там режим тишины, который нужно... Вы пропадаете, я вас не чую. Алло, слышите? Да. Вот вы сказали про Минский процесс, про нормандский формат. Руководства Украины говорит о том, что мы пытаемся, придерживаемся режима тишины, к этих договоренностей и так далее. Вот на ваш взгляд, сейчас в нынешних условиях, в нынешней реальности, можно ли в рамках нормандского ли, минского ли процесса добиться урегулирования войны на востоке Украины? Или же освобождение Донбасса, деоккупация наших территорий – это исключительно вопрос, который лежит в военной плоскости? Ви знаєте, я вважаю, що це такий комплексний підхід повинен бути. І дипломатичний, і політичний,
і військовий. І військовий, мабуть, переважно. Чому? Тому що з того часу, як Росія об'явила про проведення виборів і підтягнули туди мешканців непідконтрольної території, роздавши паспорти і все інше, фактично Росія легітимізує своє знаходження на тій території. І я вважаю, що найкращий варіант, взагалі Мінськ – це тупіковий варіант, його не потрібно було взагалі розпочинати. Я вважаю, що Україна більше програла від Мінська, аніж чогось отримала. Нормандський формат, він фактично Мінськ не змінює. Це той самий Мінськ, але просто інший майданчик. Потрібно змінювати підходи і принципи врегулювання. Я вважаю, що у нас є чудовий Будапештський меморандум. Якщо є гаранти, великі країни, то вони мають забезпечити контроль нашого кордону, а всі питання всередині країни ми вирішимо самостійно. І тут уже якраз включається і військовий формат, і політичний формат, і дипломатичний формат. Дякую вам дуже, пане Виталию. Чохсагун, что нашли время и подключились к нам в эфир, ответили на наш вопрос. Віталій Шведов, радник голови Луганської облдержадміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації в 2015-2016 роках. Пане Дмитро, что скажете относительно заявлений Наева, который говорит о том, что Россия в любой момент может начать полномасштабное вторжение в нашу страну? Действительно ли это так? Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что такой сценарий возможен. Россия определенно, я думаю, что какие-то планы по провокациям есть, и, возможно, я бы не исключал, что именно с этим связан отказ в продлении миссии ОБСЕ, для того, чтобы, в общем, можно было эти провокации осуществлять. Но, опять же, через призму народного ополчения. То есть лично Россия, я очень сомневаюсь, что она будет светиться и так далее. Во-первых, она отрицает свое там присутствие, во-вторых, и так, имея международный имидж агрессора, так подставляться, это должны быть очень серьезные причины для таких действий. Возможно, такой бы причиной могло бы быть, а может и нет, звучали такие идеи о размещении баз НАТО на территории Украины. Вот это, кстати, на самом деле очень, на мой взгляд, правильная инициатива. Это бы уже давало какие-то гарантии безопасности. Но примечательно то, что в Кремле почему-то считают, что мы не можем на территории собственной страны делать, как мы считаем нужным. То есть они категорически заявляли... А нам нужно на это обращать внимание, на то, что заявляют в Кремле? Вообще нам не нужно, но нужно думать о последствиях. То есть я так понимаю, что как минимум мы увидим тогда хорошее обострение на Донбассе. Я не думаю, что там прям интервенция военная прям в глобальном масштабном смысле, но, допустим, расширить то, о чем мечтают сепаратисты, расширить территорию свою Донецкой и Луганской области до административных границ, как это было примерно, то есть расширить до этих границ области, вполне попытка может быть. Поэтому тут нужно просто, конечно, мы должны сами думать о будущем, сами должны принимать какие-то шаги, но нужно оценивать риски, безусловно. То есть... А какова вероятность того, что западные партнеры в этом плане нас поддержат? Потому что вот политическое руководство Украины говорит о острой необходимости предоставления Украине военного оружия, в частности, американских зенитно-ракетных комплексов «Патриот», в особенности на фоне тех событий, которые происходят на Востоке, обострения, и на фоне того, что вот мы слышали недавнее заявление о том, что Россия готовит инфраструктуру под размещение ядерного оружия уже на территории оккупированного полуострова. Вот насколько в свете всех этих событий вероятно то, что Америка предоставит Украине «Патриоты»? Я думаю, что это вполне возможно, тем более, что мы знаем, что военная помощь увеличена в бюджете на 2022 год, по-моему, на 300 до 300 миллионов. Да. И вот хороший момент вы сказали насчет ядерного потенциала, Крыма. Я думаю, что в планах Путина такие мысли есть, и такой план есть, тем более, что стратегически это логично и выгодно, как государство, я имею в виду России. И тут хотелось бы добавить, отметить, что как раз в качестве инструментов влияния на Запад, чтобы нас поддерживал и противодействовал этой российской агрессии, нужно как раз искать правильные месседжи, правильные аргументы. И вот как раз
нужно подчеркивать риски того, что на полуострове появится ядерное оружие. И на это обязательно среагируют как минимум США, на это обязательно среагирует Великобритания, то есть на это уже будет реакция серьезная. Поэтому я хотел сказать, что вот, нужно именно находить такие инструменты, такие месседжи доносить, которые Западу будут говорить о том, почему им будет плохо. Не жаловаться, почему нам плохо, а почему им может быть плохо, если дальше ничего не предпринимать. И мне кажется, что вот вокруг этой темы можно было хорошую какую-то информационную кампанию начинать, тем более, что рано или поздно, я думаю, там появится ядерное оружие. Официально, неофициально, может, это будет и так далее, но я думаю, что такие планы есть. С военной точки зрения, это как бы в этом есть сенс. Вот многие аналитики говорят о том, что в связи с соперничеством, скажем так, и между Соединенными Штатами Америки и Китаем Украина отходит на задний план. Это так, по-вашему? Ну, Украина, конечно, сейчас их США волнует меньше, да, противостояние действительно есть, плюс на фоне усиления китайского влияния создается же новый военный союз между Австралией, США и Великобританией. Да. То есть, безусловно, это говорит о том, что их этот момент волнует больше. Скажем так, Украина, наверное, мне кажется, что в понимании Штатов, вот они как-то мониторят ситуацию. Если особо ничего не изменилось, то как идет на самотек. И они занимаются более глобальными, для них более важными вопросами, такими как вот с Китаем, тем более, что когда Пекин, да, эта история с Шанхаем, ну, то есть, по большому счету, они подмяли под себя этот финансовый, ну, то есть, достаточно серьезный такой финансовый город, я имею в виду, где много проводилось операций, там, с ценными бумагами и так далее. То есть, и, естественно, вот это укрепило позиции Китая в на международной арене. И, естественно, это не нравится Штатам. А как вы думаете, Соединенные Штаты Америки не переоценивают Китай? Я тут, наверное, им виднее, у них же есть какие-то там разведданные и так далее. Я думаю, что основания для этого есть. Китай, экономика у Китая постоянно растет. Плюс... Китай серьезнее противник для Соединенных Штатов Америки, чем Россия сейчас? Я думаю, что тут больше волнует не военный потенциал Китая, а именно экономическое соперничество. Потому что Китай имеет все перспективы стать вместо США сверхдержавой номер один. То есть здесь здоровая идет геополитическая конкуренция за статус сверхдержавы, которая, в принципе, является главной, да, лидером. Вот, поэтому вполне оправданно. И, ну, естественно, в ракурсе любого противостояния, любых конфликтов, конечно, нужно учитывать и военный, и оборонный потенциал. Поэтому и создается вот этот новый союз для контроля в этом регионе, в Тихом океане, ну, против Китая. Раз уж мы затронули эту тему, давайте тогда на ней остановимся и подробнее обсудим с следующим экспертом, который подключится к нам в эфир, Олександром Краєвим, експерт-американіст Ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Олександр, вітаємо вас. Салям алейкум. Так, добрый день, валейкум ассалям. Да. На днях стало известно, что Франция отзывает своих послов США и Австралии для консультаций в знак протеста против оборонительного соглашения, которое заключили две страны совместно с Великобританией, которое уже назвали AUKUS, да, если я не ошибаюсь. Расскажите, пожалуйста, нам, пане Александра, что произошло? Что это такое, что это за соглашение и почему сути, оно вызвало такую реакцию Франции? Алло, слышите? Угу. Да, пожалуйста. Да-да-да, слышу. У французов, по сути, есть одна главная претензия. Они с австралийцами несколько лет прорабатывали большой договор по созданию подводного флота. Франция должна была поставить Австралии до нескольких десятков, по некоторым данным, а по другим данным около десятка, под субмарин на атомном топливе, ну, атомных подводных субмарин, как их называют, которые не должны были располагать ядерным потенциалом, но которые бы действительно сделали из Австралии мощного регионального игрока. И проблема для французов заключается в том, что фактически на этом контракте, который сейчас разорван, они потеряли больше 30 миллиардов долларов. По некоторым данным, ну, скажем, BBC говорит 30 миллиардов, другие источники говорят около 70.
То есть для Франции это не только потеря, скажем, то, что союзники без нее договорились о важном стратегическом соглашении. Для нее это абсолютно ощутимые финансовые потери. И потому действительно можно понять, почему французское правительство так реагирует. Мгм. То есть можем ли мы сказать, вот как говорят многие аналитики, что Байден сейчас все свои силы перекинул на Китай, а вот остальные все вопросы это такие второстепенные, он в принципе от Дональда Трампа в этом плане ничем не отличается, Европейский Союз для него уже не интересен, и все он уже делегировал Германии, вот чтобы Германия этим всем занималась, а его все силы будут направлены на противостояние с Китаем. Как вы считаете? В этом плане Байден действительно не отличается от других американских президентов с конца холодной войны. Они все так или иначе пытались бороться с Китаем, просто разными методами. И в этом плане я не думаю, что Байден, скажем, покинул Европу. Или я не думаю, что Байден, скажем, отказался от других направлений внешней политики. Просто все эти направления фактически были сведены к противостоянию с Китаем. Мы видим, что отношения с Россией воспринимаются как недопущение сближения Москвы с Пекином. Мы видим, что отношения с Европейским Союзом, и особенно с Восточной Европой, воспринимаются как недопущение Китая на европейский рынок и на сотрудничество с Евросоюзом. То есть фактически это не изменение только лишь на Китай, это подстройка всей внешней политики на противостояние Китаю. Угу. И где в этой всей истории Украина, наша ситуация, как, на ваш взгляд, это все, что происходит сейчас между Соединенными Штатами Америки и Францией, которая, кстати, входит в состав нормандского формата, может отразиться на нашей ситуации на Украине? Для Украины это просто такой себе, я бы сказал, призыв определиться. То есть мы чудесно помним, как наша власть пыталась заигрывать с китайской тематикой, пыталась показать Соединенным Штатам, что мы можем найти еще где-то союзников, что мы можем вроде как развиваться и в восточном векторе. Этот весь вопрос должен нам показать, что мы должны определиться, какой нарратив нас устраивает, какое сотрудничество для нас окей. И мы должны понять, какое место мы занимаем в стратегии каждой из сторон. То есть и у Китая есть региональная стратегия Восточной Европы, и Соединенные Штаты сейчас формируют соответствующую стратегию. И нам фактически нужно сформировать свое собственное видение и свое собственное позиционирование относительно каждой стратегии. То есть для нас эта ситуация и ситуация в отношениях Франция-США и много других подобных ситуаций, которые мы пропускаем мимо, как будто это не украинский вопрос. Для нас это в конце концов каждый раз одна и та же тема, что мы должны сформулировать адекватно свою собственную внешнюю политику, что мы должны адекватно понимать не только, что выгодно, а что невыгодно, а что отвечает нашим стратегическим интересам, а что нет. Потому напрямую, отвечая на ваш вопрос, напрямую я не вижу, как бы это повлияло на какие-то определенные факторы или форматы решения украинских кризисов и украинскую внешнюю политику. Стратегически для нас это должен быть действительно триггер, и мы действительно должны взять это как один из факторов, один из катализаторов развития нашей стратегии внешней политики. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагун, что нашли время и подключились к нам в ефір. Олександр Краєв, експерт-американіст Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на прямому зв'язку. А гостем нашої студії був Дмитро Воронков, політолог, керівник інтернет-спільноти «Україна в ЕС». Дякую вам дуже, пане Дмитро. Чохсагун, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. А мы с вами не прощаемся, мы прерываемся буквально на 5-6 минут. Далее эфир телеканала АТР мы продолжим обязательно, но уже на крымско-татарском языке. Коршкенч. Hasta, gözüm donuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар dilер бізге келе. Бұлбұл йырлай, гүллер күле, айванлар құл кишілерге.
inanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan Batır, Tuvent Korkak, Ahmet Hırsız, Mehmet'ke bak, nasıl kırsız, nasıl abbak. İnanmayman, hepsi alçak. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Маарифчи, неширчи, драматург ve publitsist Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 senesi dünyaya келді. O ilki tahsilini iptidai mektepte aldı. Medresede okudu. Medresede okuvunu bitirip mekteplerde muallimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ketip İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden kaydıp gelgen son başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurrashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetan'ı Kırım'a avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrap 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады.
Селам алейкум, қайырлы ақшамлар, сайғылы АТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасын сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін Гүлсім Халилова çalışам ве невбетеке бөлігімізні біз Қырым татар тілінде алып бара жақмыз ве сонке актуаль меселерні, хаберлерні студиямызға тешев бұрған мұсафирімізнен музакере етежекміз. Оны тақдим етмезден евел мен қатырлатам біз жанны yayında çalışamыз. Ekranlarınızға режиссерларымыз вақтынча телефон номерларын тақдим ете. Viber vasıtasıyla bizlerге telefonça білесіңіз. 063-63-46-130 ya da Skype адресімізні қоланма imkanınız бар. atr.tv buyurunuz bizlerге telefon açın. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. ATR telekanalına manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız бар. Böylelikle bu kun ATR telekanalının yayınlarını informasyon kun terkibinde, YouTube'nun informasyon kun terkibinde birinci sıralarga çıkmasına imkan verecektir ve bu bizim için hakikaten de büyük bir destek olacaktır. Maddi de cidden ise destek etmeye isteseniz bizim Patreon'umuzga ve ATR telekanalının saytına abone olunuz. Men ise böyle haberden başlamağa isterdim. Amerika Birleşken Devletlerinde ötkerilecek Birleşken Milletlerinin baş asambleyasına Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy de kete ve anda o çeşit türlü halkara kuvvetlerini Rusya tecavüzüne karşılık göstermesi için birleşmelerini hareket edeceğini bildirdi Ukrayna Dışişleri Naziri Dmitry Kuleba ve aytkanına Kore demek müzakerelerinin esas mevzuları sırasında hatta esas mevzusu Kırım olacak. Келіңіз Дмитрий Кулебаның статусын dinleyik. Це дуже принципово. По-перше, ми успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер 1 для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити більшу залученість ООН до питань Криму. Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою – консолідувати ще більшу підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російської агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією COVID-19. Студиямызда Milli Hareket iştirakçısı Sinayrağa Kadyrov бар. Selam aleykum, hoş geldiniz Sinayrağa. Demek Birleşken Milletlerinin 76. sesiyası yakınlaşa. Ersene bu sesiya ötkerile çeşit türlü Birleşken Milletler çerçevesinde çeşit türlü tedbirler geçirile ve anda Kırım meselesi hususan müzakere etile. Bu yılda aytkanlarına göre Kırım meselesi böyle ilk sıralarda duracak iken en azından Ukrayna prezidenti bunu vaat etti. Bu bizge ne verecek? Ne vereceğini bet görürük ve lakin menimce Ukrayna'nın içindeki bu adımı çok doğru ve mantıklı. Niçin degende daha yakında olup geçti Kırım platforması ve o platformada 47 devlet iştirak etti. Ondan sonra daha bir-iki devletler razılığını bildirdiler. Ve herhalde şimdiki olacak asambleyanın kun tertibine bu meseleni kotermek, bu da ben bilesem Ukrayna için mühim. Ve aytayık bu mesele Kenede Rusya'nı biraz şaşmalatacak haline getirecek menimce. Niçin degende tekrar bu Rusya'nın Kırım'ını işgal etkenini götürecek, bildirtecek ve şimdi Rusya'da olup geçken sayılarının biraz tanımak meselesi doğrudan doğru bekim aytılmağanın özünde ve lakin o hıstada men bilesem aytılıp geçilir ve evet ona bakmadan Rusya toxtamaz ve onun işbirlikine ve aslında münasebetini devletler olsun, Birleşmiş Milletler olsun alıp varacaklar. Lakin ona bakmadan Rusya'nın kim olduğunu tekrar gösterecekler dünyaya.
Sizin fikriniz bu Rusiyanın daha da tecavüzcü hareketlerine yol açabilir mi Kırım'da ve Ukrayna şarkında? Çünkü Kırım platformasından son olganlarını beraberlikte gördük. Bilesizmi, Kırım platformasından sonra olup geçken vakıyalar Kırım'da nisbetten milletimizge karşı alıp barılgan baskıntılar ve o ballarının kapatılması o bir adım olup geçti. Ve lakin ben belesem şimdi Rusya ona bakmadan ve asambleyada olup geçecek meselelerini de beklemezdim. O adımlay şu bu olup geçken saylavlarının aslında tanımamak mümkün ve lakin hem de çok meseleler var. Neden sebep tanılmaması gerek? Ve Rusya hatta özünü öyle albardı bu saylavlarda. Özünü dünyaya karşı koydu. Niçin degende onlar tamamıyla bu halkara kanunlarını ayak tübüne alganını bildirdi. Hem de utanmazdan onu göstermekte. Ama buna bakmadan halkara topluluk Rusya teritoriyasında ötkerilgen seçimlerini kabul etti. Sadece Kırım'da ötkerilgen bu sözde seçimlerden kabul etmeyenlerini bildirdiler. Ama biz bilemiz ki Rusya bu seçimlerge şarktan vatandaşlarını işte onlarga mecburi şekilde pasaportlar dağıtıp celp etti. Rostov-na-Donu'ga alıp gitti. Kırım'ı aytmayın bilendi. Zaten kanunsuz şekilde ötkerildi bu sözde seçimler ve ilahir. Yani bu genel olarak umumen alganda Rusya'nın devlet dumasına seçimlerini tanımamağa yol verebilir Avrupa Şurası'na, Avrupa Parlamentosu veya Komisyası'na. Ama onlar bu hareketlerini yapmıyorlar sizin fikrinizce ne için? Tek bu saylavlar değil, geçken saylavlar da Kırım'da olup geçken neticesinde de tanılmamak neleri var idi, akları var idi. Ve lakin bunda Rusya kaysı bir küçük devlet değil. Bu Sovyet Soğu'nun azası o şeyini unutmamak gerekmez. Ondan sebep evet sözde olar tanımaylar ve lakin işbirlikte olalar. Siyasi işbirliğinde, iktisadi işbirliğinde evet sanksiyalar var ve lakin ona bakmadan alayık bu Severny Potok'na. Onu bitirdiler desek olacak. Doğru mu? 2-3 yıldan belli o mesele toxtamay aytıla, toxtamay koterile ve lakin ona bakmadan adım adım Rusya o gekteydi ve neticesi şimdi endi %95 men bellesem işlerini bitirdi. Anda kaldı. Ben bilmeyeyim ne kadar da. Ama endi bitirdiler sadece şimdi sertifikasyon anda müddeti var. Onu koştular borularını su astından onu geçirmekten de işleri bitti. Lakin daha başka işler de bayağı var ama herhalde ne kadar Avrupa karşılık gösterdi, ne kadar Amerika Birleşmiş Memleketi gösterdi. Ona bakmadan o toxtamayışını alıp vardı. Ama bularının hepsi sizin fikrinizce bu kurulgan 2. Can Cenginden sonra kurulgan dünya nizamının böyle bozgunluğu anlamına gelmiyor mu? Çünkü 21. asırda demek ki öyle devlet olabilir ki özünü teröristik şekilde alıp bara yapacaklarının çok halkara demek vesikalarını ve ilahire boza en dehşetli hareketlerini alıp bara topraklarını işgal eti, insanlarını zehirli ve ilahire ve ona karşı demek böyle sert yaptırımlar ve sert hareketler kullanılmasından sakına dünya, yani bu dünya nizamının böyle çökmesi anlamına gelmiyor. Bilesiz, masalında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o siyaset toxtalmadı.
Elbette bizge Kırım yakın Kırım meselesi bizim meselemiz olgandan sebep yakın alamız özümüzge böyle. Ama aslında bu ikinci Cihan Cenginden sonra bayağı cenkler barıldı dünyada ve o cenkler de ekseriyetten bu konvensiyalar özünden peyda olmadı. O kaysı bir faktlarını göz önüne alarak konvensiyalar işlep çıkarıldı ve sonra bu aytayık halkara düzgüsüne geçti. Afganistan 79. sene. Bu da şu sıradan alıp barılgan cenklerin sırasından bir fakt. Ve öyle soylar pek çok idi. Hatta böyle tarihten etsek bu Karip krizisi degenine az kaldı 3. Cihan Cengi alıp barılmaya. Ondan sebep bilesem bizler için yakın olgandan sebep biz bu meseleni böyle göremiz. Halbuki Birleşmiş Milletler'de andaki gün tertiplerini yıllar devamında alıp barılgan asambleyalar, sessiyaların öğrenip gelseniz bu gibi meseleler pek çok dünya üzerinde ve anda ende bu meselelerge biraz başkaca bakalar. Herhalde Cihan Cenginden sakınıp durup bazı şeylerge razı olmağanın özünde biraz başkaca münasebetlerini kurmağa tırışalır ve lakin bu güçlü devletler arasında olup geçecek çatışmalar cenk'e aylanmasın da ve umumen dünyanı devirmesinler degen mesele aslında siyasetin alıp barmaktalar. Yani Ukrayna'da devlet olarak bu siyaset içerisine girmek ve bu diplomatik hareketlerde bulunmak en azından informasyon cihette bunlarını anlatmak gerekli. Evet, o toxtamayıp. Niçin degende aytam da bu Ukrayna'nın Rusya'nın arasında ekseriyet cenk bu informasyon, propaganda şeklinde albarıla ve Kırım'ın da işgali tamam deyende ondan o güne pişken edi. Pişken edi ve Rusya sakındı eğer de fırsatından faydalanmasa o günleri fırsatını elinden kaçırır da ne zaman o olur belgisiz deyip men bellesem açıktan açık. Gene de açıktan açık demeye olmayı. Çünkü işgalciler aslında özünü tanıttırmadılar birinci günleri. Ya siz nasıl düşünüyorsunuz? Bana onların tanıttırmağını, özlerinin yüzünü böyle açık şekilde göstermegenleri, bir şekilde operasyonun işte istegenleri gibi geçebilmeyecek ihtimalini gözde tutkanları için oldu mu? Yani böyle ihtimal var edi Kennedy. Bilesem, menimce, şahsen benim fikrim, ular çok sahna ediler bizim halktan. Ular bizim halkını özünü nasıl alıp varacağını bilmezden, ve lakin bileydiler, kolaylıkla o işgalini kabul etmiyor. Kolaylıkla Rusya'ya hoşlayacağını, kolaylıkla kabul etmeyeceğini bilip durup, men bellesem bu operasyonun da tamam deyende bu şekilde işlep geldiler. Hatta işte olmağanın özünde eğer de karşılık Ukrayna'nın harbi kısımları Kırım'daki Kiev'in enesine bakmadan eğer de karşılık göstermeye hazır olğanın özünde ve onlara koşulara Kırım Tatarlar da koşulğanın özünde
мен belesem Rusya'nın nesi anda basılı kalır edi. Bu ne Donetsk olur edi, ne Lugansk olur edi. Çünkü anda Kırım'dan ular geçtiler. Ular sınırdan geçmediler. O da kaysı bir taktikanın meselesi edi. Çünkü ular özünü işgalci dep göstermemeye tırışaydılar. Bu iç meselesi diye bilmeyeyim bir şey bu şekilde. Ama ondan da gayrı bakın bu biz külümsürep aytaydı ki Buryatlar turaydı bilmeyeyim bir şey. Korne de kimler olgan. Yok men belesem bu anda ular göz ogni algan ediler. O Buryatlar özünü Tatar dep tanıtırmak menimce kerekli. Noga etnik gruppasına. Halbuki Kırım Tatarlar açıktan açık öz narazılığını bildirgensen bu mesele de ende basılıp kaldı. Ende Buryat olganları tanıldı. Onun için ben belesem o taraftan, o cihetten ular çok hazırlıkla bu meseleye yanaştılar. Ve ekseriyetle Ukrayna'nın bu generalitetini ular parayla satıp aldılar. O da ende şimdi belli de çok gizli ne de gel. Sır da gel. Şimdi işte biz koruyoruz ki Kırım'da sonki 7 yıl içerisinde dehşetli hadisler yüz veriyor ve sonki olganlar böyle büyük milli hareketimizge darbelerden biri dep aytmaga mümkün. Çünkü Nariman Ağacılal'ını alacak olsak o kenedi Kırım'da Ukrayna dünyanın böyle sesiydi. İşte Ukrayna ve halkara teşkilatlarda iştirak etken PASE olsun OON ve ilahri anda da Kırım'dan bulungan bir insan olarak Kırım'ın sesi olarak işte iştirak etiydi ve onu da şimdi tuttular. Mana sizin fikrinizce bu hakikaten milli hareketini alacak olsak ne kadar büyük bir darbe oldu? Oldu mu? Darbe deyip adlandırmak mümkün mü bunu? İşte onu nasıl adlandırsanız adlandırın ama men belesem ular daha başka bir meseleyi de bilirler. Ve lakin belki onu aslında gözden kaçırgandırlar. Kırım Tatar Milli Hareket'in esası evet şahslardır Kırım Tatar. Ve lakin bizde böyle bir tarihte olmadı. Bir şahs oldu da lider. Eğer de onu alıp taşlasan her şey kayıp olacak degen faktlar yok idi. Ondan sebep men belesem evet çok büyük zarar ve ekseriyetle ularının fikrince elbette o çok büyük baskı olacak psikolojik tarafından. Baskı olacak halkımızga anda işgal tübünde kalgan halkımızga korkunçlu olacak. Ve lakin ona bakmadan men belesem milli hareket toktamaz ve öz hareketine devam eder. Nariman'da bakın 14 seneden sonra evet bu 14 senede gel 15 olsun ama Kırımskaya Solidarnost peyda oldu. Ular da çok malumat, açıktan açık malumat verirlerinde dünyaya ve ilahire. Onun için ben belesem bunda evet çok büyük zarar ve lakin o psikolojik tarafından böyle. Ama diğer taraftan mana sizin fikrinizce bu sonki olganlar bir de bir şekilde siyasi mabuslar meselesini böyle oge iterebilir mi? Çünkü işte yangi represiyalar dalgası yüz verdi. Bu represiyalar dalgası sebebinden Kırım meselesi şimdi daha da işte kun terkibinin birinci sıraflarına koterildi ve böyle daha faal şekilde müzakere edilip başladı hususan Kırım platformasından sonra.
sonra ve hatta işte şimdi Zelenskiy Birleşken Milletler'in Baş Asambleyasına kete ve anda Kırım meselesi en yüksek seviyede birinci mesele olarak müzakere edilecek dey. Men bilesem Zelenskiy hakikaten de bu meseleni kotergende halkara cemaat aslında asambleyanın azalarının fikrini nege celp edecek Nariman Celal Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisinin muavini diğeri. İyi. Niçin degende ondan okniye ular kolaylıkla bu nelerde menimce bu zakulisye işlete edilir böyle faktına. Hizbut Tahrir yani bu İslam radikalleri bilmeyeyim bir şey. Nariman'a gelgende şimdi bu İslam radikalları demege aslında gelişmiyor. Doğru mu? Ve ben belirlesem Zelenskiy bu taraftan bu meselenin kotarecek ve aydınlatmaya tırışacak menimce. Ve eğer de öyle yapsa hakikaten de doğru olur. Niçin degende evet şimdi Rusya başlar etmege o diversiya demege. Ama bunda milli Kırım Tatar Milli Hareketinin aytayık böyle tarih kurultayının Milli Meclisinin hareketleri hiçbir zaman diversiyanın iş tutkan güçler olmağını besme belli. Ama bana bilmeyeyim gördünüz mü yok ama geçken hafta men yanlışmasam Hasan ve Aziz Ahtamovlar ile böyle yanı bir video yayınlandı ve anda demek Hasan sanki dersin onlarga bu diversiyonu gerçekleştirmege meclis Ukrayna Xavfsızlık Hizmetleri ile beraber işte emir bergen ve eğer yapmasalar işte bağlarını öldürecekleri ile işte tehdit etkenleri hakkında işte yalan yanlış sözler aytmaga mecbur kaldırıldı Hasan işkenceler altında elbette ki. Ama zaten bundan evvel onlar yazgan ediler işte biz bileydik zaten onlarga hatta bizim stüdyamızda beraber oturganımız vakit Aydar Azamatov bizlerge bunu aydınlattı, anlattı. Ve bir hafta geçmezden onlar nevbetteki böyle videonu yayınlayırlar ve Milli Meclisini böyle provodnik ukrainskого revanşizma deyip adlandırırlar. Yani bu nedir sizin fikriniz? Ne için böyle? Bu temiz böyle bu propaganda meselesi bu. Ben belirlesem bu Rusya'daki iç güçlerine esaslangan ve ularga yollanılgan materyal. Niçin degende tışka eğer de ona asambleyada bu materyalların ve bu gibi materyalların göstergende evet de anda herkes güler. Niçin degende ular çok yaxşı anlayırlar bu meseleler nasıl olup geçkenini. Ve bunda biraz başka şey oldu. Başında şahsen men için bu balalarının başından geçirilgenine bakmadan böyle bir cesurluk tapıp durup açıklaganlarını ne şekilde ularını soravını geçirgenleri çok mühimdir ve o konkret olarak fakt. Bu faktını işletmeye hem de gerek hem de çok güçlü men belirlesem böyle delil olabilir. Ama Rusya onu özüncesine tek anda Rusya'ya haline işletmek meselesinde ne kadar ular ben bilmeyeyim bu güçlerge karşı öz işini alıp barganları belli aklı.
o mesele iç Evet. meselesi. O işte tışta o çalışmaz. Eğer de çıkarganın özünde ular öz yüzünün ne olgan, özünün ne olganlarını dünyaya tek tazdıklayacaklar. Ama bu işte Ukrayna revanşizminin keçirif demek Milli Meclis'ten böyle adlandırdılar. Yani siz bunu nasıl kabul ettiniz? Bu aslında sözünü nasıl siz kabul ettiniz ve kulgulu değilim. Ukrayna'nın topraklarını işgal ederek aslında Ukrayna revanşizm sözü gelişmiyor hiç. Ama asıl da bu vaziyetke bakacak olsak, onlar çok böyle bir şeyler uydurmak içinde çok zorlanmadılar. Mesela olarak bilmeyeyim, temsili organın işte bağlarını ne bileyim da oğullarını öldürecekleriyle bağlı tehdit etmesi aslında Kırım Tatar mentalitesinde bu bir şey yok. Böyle şekilde yani bağlarga tehdit etmek gibi böyle bir şeyler asıl da bizim mentalitede evvelizelden öyle şey yok. Yani bana bakın tamam deyinde bu alneni tasdiklay benimce. Ular sonuna kadar bu Kırım platforması geç almaz. Yani teşkili tarafından zayıf olup durup aslında neticesiz konuşmaya dep düşünüyorlar benimce. Ondan da gayrı elbette Nariman Özde etkan edi o andan çıkkanda oğa biraz ayıp taşlagan ediler. Lakin hazırda bu Kırım platforması olup geçti ve onun neticesinde vesikalar kabul edildi, tek memorandumu. Ve ondan da gayrı ofis kuruldu ve o ofiske teklif edildi dıştan da mütehassısları. Bu al endi onlarını pek açılandırdı ve hemen bellesem onlar kısa vakit içinde bu netler işlep çıkardılar da ondan sebep bu bazı bir böyle meselelerge rast geldiler. Ama diğer taraftan sonki 7 yıl içerisinde çeşit türlü böyle vesikalar kabul edilir ki biz neden sakınaydık? Mına Kırım platforması ötkerleyecek, bu bir deklarasya kabul edilecek ki kabul edildi ve deklarasya olarak kalacak. 7 senenin içerisinde, geçen 7 senenin içerisinde Kırım'ın işgal olunganını Ukrayna o kadar o sürmedi. Ne kadar bu Donetsk ve Lugansk münasebetlerine. Andakı birinci nevbette turaydı. Çünkü onun etrafında halkara platforması var idi. Minskaya platforma. Doğru mu? Evet. Ondan sebep Rusya böyle bir özüne alvararak bilesem Крымская проблема это закрытая тема deydiler. Kırım endi Rusya ve ilahire. Ular aslında özün nelerini көрсетtiler bile bu территориальные попытки нарушения территориальной целостности России. Kırım'ı da şu kısta bakaydılar. Eğer de Kırım'ı Ukrayna talep etse yani boşatın dese azat etin degen özünde ular özüncesine akılları var. Bu bilmeyeyim kaysı bir cinayi işler açmağa. Ular aslında özüne öyle alvardılar. Ama diğer taraftan Mına Kırım platforması ötkerilgende ki ona çok büyük bir hazırlık müddeti olgan edi. 75. sesiyada Zelenskiy böyle teşebbüste bulundu. Bir yıl devamında aman bir yıl şimdi 76. Ama
Küçük işte Eral'da. Bir yıl hazırlandılar Kırım platformasına. Yani bu gibi Rusya'nın cevabı olacağını tahmin etmek çok da zor değil mi? Yani eğer ki Rusya böyle hareket olarak bu Kırım platformasına intikam yapsa, top şimdi Kırım platformasında olması gerek. Yani Kırım platforması indi bir cevap vermeli ya da bundan evvel hazırlaması gerek değil. Biz geçken sefer bu mesele hakkında laf etkende aslında benim fikrimce öyle ve şimdi ayrı Ukrayna siyasetçileri ondan da gayrı Milli Meclis reisi de böyle bir fikirde şimdi Kırım platforma kaysı bir men bilmeyeyim sanksiya şeklinde. Şahsen benim fikrim endi aslında işlep çıkarmak gerek bu Kırım platforma paketini. Kanunlar paketi mi? Kanunlar paketi mi? Yok bu sanksiyalar paketi. Niçin degende umumen bu anda hem de Donetsk, hem Lugansk, ben bilmeyeyim daha başka bir meseleler sırasında değil de ayrı Kırımskaya platforma paketi olmak gerek. Nasıl yaptırımlarında olmalı? Nasıl sanksiyalar olmalı bu? Olgan sanksiyalarını daha güçleştirmek. Belki daha bir kaysı bir nelerin düşünüp taparlar ben bilmeyeyim. Onun için degende elbette devlet tarafından bu kaysı bir institutlar çalışkan institutlar onlar bilirler. İktisadi tarafından kaysı bir baskılarını yapma değil ahire. Ondan da gayrı bu Kırım platforma geçmez hatta dıştan da bu mütehassıslar aytkan ediler Ukrayna sanksiyalarını güçleştirmesini istese özü bütün münasebetlerini Rusya'nın olan münasebetlerini uzmek gerek. Bu iktisadiyat münasebetleri ve bazı bir siz bakın bilmeyeyim bu Fransa'da olup geçken meseleydi galiba. Frankistan'la bu Karabağ arasında olan anlaşmalar bu bilmeyeyim şehirler anda побратимы bilmeyeyim kaysı bir böyle bir neler tizilgen vesikaların hepsini lahu ettirdiler. Azerbaycan elçiliği Frankistan'da bu resmi şekilde lahu ettirdi. Çünkü meraklısı şundaki çünkü Frankistan bu Minsk grupasına kiriydi andaki. Tamam degende siz bakın Kırım'ın öz vaxtında Kırım'ın da her bir şehri kaysı bir devletinin şehirlerinin özünün anlaşmaları var idi. Niçin biz bugün bu bütün anlaşmalarını lahu ettirmeyik? Evet ondan çok büyük bekim ne olmaz ve lakin bu ende bilesim devlet şeklinde değil de yerli hakimiyet ende duyacak yanı satır yazılgan. Ende ular da bu sanksiyon nelerini geçebileceklerini ular da anlamaya başlarlar. Çünkü siyasetini hem topeden yaparlar hem tüpten. Bunun beraberlikte senaverga bu bir meselede etrafında laf etmege isterim. Siz öz vaxtınızda milli harekette çok faal şekilde iştirak etken çeşit türlü tedbirlerini, aksiyalarında teşebbüste bulungan ve onlarını omurga geçirgen insanlar sırasında ediniz. Yani milli hareketinin böyle avantgardında dep aytmaga mümkün. Buna şimdiki şaraitlerde sizin fikrinizce Kırım'da halk nasıl şekilde davranmalı? Mesela
olarak siz anda olsaydınız, imkanınız olsaydı Kırım'da bulunmağa nasıl yolunu seçirdiniz? Nasıl bu demek karşılık yolunu seçirdiniz? Bilirsin, nasıl seçirdim degende bizler hatta 14 senesi bu işgal olungandan sonra tırışaydık halkının münasebetini joymamağa ve böyle gibi hareketlerini albaraydık, konuşaydık cemaatle, tırışaydık anlatma, çaresi olgan kadar bu Rusya pasportunu almamağa tırışmak gerek. Evet, çaresi olgan kadar niçin degende, ular sonra o vaziyetini öyle bir terginleştirdi. Rusya niçin degende, aslında onun pasportu olmasa anda ötmek bile alıp olamağın alında halk. Ve lakin çaresi olgan kadar bu vaziyetini, bu alma meselesini hep sözdürtmek, etmeye. Ondan da gayrı aslında bu şahsın beni çıkarılmamı ben bağlayayım bu bizim sonki geçirgen konferansiyanı Ahmetçik'te. Bu gibi hareketlerine evet tırışırdım devam etmeye ve ondan da gayrı şahsın benim fikrim bilesem. Rahmetli Server Ağa Karametov, başkaları. Endi bilesem bu 14 senesi değil, ne zaman rahmetli Reşat çıkan edi bu plakatla, onu alıp gitip öldürdüler beyle ahire. Şimdi biraz başka devrede endi Server Ağa Karametov göstergeninde. Ve ondan da gayrı almayı Kırım'na. Moskva kendi de merkez olup kala, doğru mu? İyi. Kırım'da böyle gibi aksiyalarının neticesi başkaca, Moskva'da başkaca neticeleri. Biraz ular kendi de biraz neticeleri de farklı ola. Mümkün edeyim Moskva'ya barıp gene de o aksiyalarını geçirmeye ve ben belesem anda men aytmazdan da anda çok insanlarımız var ki o şeylerini bile ve gerek olgan vakitte ben belesem. Ama öz vaxtında bu demek tedbirlerinin semereligini biz көрген edildik. Sizin fikriniz yani şimdi bir vakitler olsun Sovetler vaxtında kullangan bu gibi hareketler, bu gibi tedbirler olsun bu Moskva'da protesto aksiyaları olsun misal hapishanede açlık ilan etmek gibi böyle narazılık tedbirlerinin semereligi şimdiki asırda, şimdiki vakitlerde ne kadar sizin fikrinizce yani semereli zaman uymayı değillerdi? Yok, ben belesem şimdi de onun tesiri olabilir. Niçin de gene biz göremiz de ne kadar Rusya özüne ben bilmeyeyim bir şey bizge bu sanksiyalar aslında bir şey değil degenine bugün o 4 yıl evvelse aytılgan sözlerinde bugün eşitilmiyor. Doğru mu? Demek tesiri var. Ve o Sovet devrinde de o şimdi herkes bilir. Sanksiyalar bilmeyin bir şey böyle ahire. Ama aslında Sovet devrinde de tamam deyende o meselede milli hareketimizin aslında halkımızın vaziyetini dünyaya bildirilmek meselesinin bağlıydı. Kimlerindir hapske alıp kapaganların, onların prosesler hakkında verilgen malumatların içinde bu bizim meselemiz aydınlanaydı ve gene de Sovetler Birliği'nin o günde, onların rehberlerinin o günde bu meseleler koteriliydi. Belki
istelgen dayın gerekli derecede olmağın özünde ve lakin koterleydi. Şimdi ben belesem bu mesele daha sıklaştırılabilir. Çünkü bizler barmız mında. Andaki halkımız bir vaziyette. Mındaki halkımızın vaziyeti de biraz başka ve onun o günde turgan meseleler de başka. Ama mındaki vaziyetini alacak olsak ve mındaki milli hareket yönelişini alacak olsak temel prinsip neydi? Yani bu barışık kureş metodları ve ilahir şimdiki ana kıtada işletilmesi gerek mi? Ya da kenede biz bilmeyeyim hükümet yanında bulunup hükümetin işbirlik yapkanımızda bu gibi meselelerini çizmeye mi tırışırız? Siyasi meseleler. Mında esasen biz bir şeyini anlamak gerekmiz. Mında şimdi bizler tırışmak gerekmiz. Ukrayna bizim meselemizin, Ukrayna devlet olarak bizim meselemizin resmi şekilde tanıp durup öz adımlarını yapmak gerek ve onu yaptırtmak o bizim boynumuzun borcu. Niçin degende onun neticesinde halkara aytayık bu toplumun tesiri de Rusya'ya olacak, tesiri de başka olacak. Niçin degende bazı bir şeylerini gerek kıyaslama bilesem. Bu Ermenistan Karabağ var idi ve Ermenistan tırışaydı bütün dünya tanısın Karabağ'ın ve ilahiri. Ama dünya diye de suyasız bağışlarsın. Neden sebep Ermenistan tanımay Karabağ'ını? Diyeceğim bunda da böyle bir problemler var. Birinci Ukrayna bizim meselemizin tanırak evet şimdi bir neler oldu ve lakin menimce daha dolu şekilde olmağından sebep de bu ayrı bir strateji şeklinde işletilmiyor. Niçin degende menimce Ukrayna ve onun aytayık böyle halkara şanı da yükselirdi ve devlet şeklinde özünü devlet olğanını tasdıklardı. Eğer de bu Kırım'ın işgalcilerinin kurtarmak meselesini ve aslında kurtarmak usulünü Kırım Tatar halkının horçalamak ve onun saklap kalınması ve onun hukuklarını yerine getirmek meselesinin bağlağının özünde ben belirlesem bu ayrı stratejik adımları işlep çıkarılmak mümkün edi. Ve o zaman şimdi aytılsın dersin ki toprak tartışması gitti. İyi. Gerek halkını göz önüne alıp durup bu meselelerini götürmek. Çok sağ olun Sinevir ağa. Studiyamızға kelip, Miraklı subet alıp barğanız için bizden teşekkürler. Sinevir Kadirov, Milli Hareket iştirakçımız bizle canlı bağda edi, studiyamızda edi. Saygılar arkadaşlar, biz sizden sağlıklaşmayımız. Küçük bir teneffüsten sonra ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması devam etti. En meraklı, sonki ve aktual haberler şimdi muhbirlerimiz sizlerge tarif edecektir. Sonra biz bu studiyaga qaytıp bugünkü haberlerini müzakere etmeye devam edeceğimiz. ATR ile olunuz. Görüşkence. Sağ olun. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро
после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. – 20 вересня 2015-го. Рівно опівдні громадські активісти перекривають 3 пункти пропуску до окупованого Криму – Чонгар, Каланчак та Чаплинку. На адмінкордоні материкової України і окупованого Криму розгортають протиавтомобільні їжаки і розкладають шини. Пішохідним переходом безперервно ходять люди із українськими та кримсько-татарськими прапорами. Відтепер потрапити на півострів і виїхати з нього можна лише легковиками або пішки. Вантажівки з товаром на півострів шикуються у кілометрові черги. У деяких водіїв не витримують нерви. Так почалася торговельна блокада окупованого Криму. Куда мне? Вот сейчас стану, буду жить. Мне до Геницка доехать, я там живу. Я что, везу что-то? Или что, по своей воле что-то? Да вообще, ну что я, мне домой доехать. Я не хочу, чтобы вы кормили тех бандитов, которые убивают наших людей. Все, не будете вы их кормить. Я кормить бандитов. Вы кормите их. Досить годувати окупанта. Така принципова позиція організаторів блокади Криму зупинила поставки товарів на окупований півострів. Тодішній український бізнес мав міцні стосунки вже з окупованим Кримом і жодним чином не бажав втрачати мільярдні прибутки. Тому погрози організаторам блокади лунали щодня. Серед організаторів – лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів, голова Меджлісу Ріфат Чубаров та віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Іслямов. Він згадує, що кримські татари та активна частина українського суспільства об'єдналися заради спільної мети. Був момент, коли ми сидели без мяса, я не знал, где нам взять деньги или мясо, где что взять, когда мы вечером нельзя было, не знали, что приготовить. 500 человек. То есть приезжает какой-то дедушка такой, с Западной Украины он ехал. Он тогда сказал, я уже не помню, не то ЧОП какое-то место, не Западная Украина он ехал, потому что он увидел за день до этого во сне, что мы без мяса. И вот он взял 2 барашков, загрузил и ехал он почти целый день и привез нам мясо. Вот я сижу, как раз вот такой пенечек там был, и он приезжает, у него 4-ка это была машина, и открывает там черный и белый барашек. Під тиском активістів держава врешті підтримала блокаду. 16 грудня Кабінет міністрів України заборонив торговельні відносини з Кримом. Окупантам стало в рази дорожче утримувати вкрадений півострів. Втім, ще у листопаді 15-го, коли почалась енергоблокада проти активістів, тодішнє керівництво країни залучало навіть Нацгвардію. 21 листопада на активістів штурмом пішов батальйон «Херсон» на чолі з Іллею Ківою. Ще вчора вони разом стояли на блокпостах на адмінмежі з Кримом, а тепер зі зброєю пішли на людей. З початком блокади Україна не просто припинила підживлювати окупанта, а винесла питання загарбаного Криму у світовий контекст, наголошує Ленур Іслямов. З того моменту стало ясно, вести бізнес з окупантами більше неможливо. Мы напомнили материковой Украине и всему миру, что ничего не забыто, и что мы здесь, и мы что, любые торговые, деловые и даже политические отношения с Крымом каким-то образом, если будут возобновляться, то мы будем стоять этому стеной. Потому что никаких разговоров, никаких политических, тем более разговоров, и экономических с оккупантами вести нельзя. 6 тисяч тонн продовольства щодня, тисячі кубометрів води та кіловати електроенергії. Стільки позбулися окупанти через блокаду півострова. Через 2 місяці у листопаді Україна зупинила постачання води та електроенергії на окупований півострів. Внаслідок блокади Росія зазнала багатомільярдних збитків. Країна-окупант була вимушена прискореними темпами зводити Кримський міст та прокладати так званий енергоміст для живлення півострова. Організаторам блокади окупанти відповіли переслідуванням. Так, віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Ленура Іслямова вони визнали винним у диверсії та заочно присудили 19 років позбавлення волі.
Український воїн зазнав уламкових поранень на Східному фронті. Про це повідомили в штабі Об'єднаних сил. Йому надали термінову допомогу та ушпиталили. Боєць у задовільному стані. Поблизу Телаківки російські окупанти скинули постріл ВОГ-17 з квадрокоптера. Новозванівку обстріляли з мінометів, а в напрямку оборонців Майорська, Оріхового, Луганського та Новолуганського відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та іншої зброї. Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів ворог не досяг своїх руйнівних цілей. Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Протягом поточної доби 20 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Допомагав окупантам захоплювати литовище Сімферополя. На Херсонщині затримали колишнього українського військовослужбовця, який був бойовиком в так званій самообороні Криму і допомагав Росії захопити півострів. За словами джерел у правоохоронних органах, затриманий Валерій Миколайович. Слідство встановило, що він ще в 2011 році отримав російський паспорт. Наприкінці лютого 2014-го долучився до бойовиків так званої самооборони, де допомагав окупантам захоплювати стратегічні об'єкти, зокрема аеропорт Сімферополь та об'єкти Крим-аероруху. За даними слідства, колаборант був причетний до блокування території литовища та злітно-посадкової смуги, щоб завадити приземленню літаків, що прямували з материкової України. Також, володіючи відповідними знаннями з управління авіаційними польотами, підозрюваний надав військовослужбовцям держави-окупанта інформацію щодо управління системою навігації з переміщення повітряних суден над територією півострова. У тому числі допомагав приймати та відправляти російські військові літаки, якими переправлялися військовослужбовці РФ до півострова. Наразі Херсонським міським судом Херсонської області задоволене клопотання прокуратури автономії та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 594 750 гривень. Посіпака окупантів намагався тишком перетнути лінію фронту, але був затриманий бійцями Об'єднаних сил. Ним виявився Артем Костенко, який у 2016 році вступив до лав окупантів Донеччини та служив водієм-механіком у батальйоні «Дизель». Він розповів, що серед керівництва батальйону багато росіян, а серед бойовиків досить поширеною практикою є вживання наркотиків. Перший раз в житті в цій армії спробував метадон, первентин, черный, мак. Ну, все тяжелые наркотики, наверное, которые существуют, все попробовал в этом батальоне. Вообще, в жизни ни разу никогда иголки в руки не брал, пока вот в армию ДНР не попал. Хотелось бы начать жизнь с нового листа, как я и хотел, это задумал изначально. Бросить наркотики, может вылечиться от них, или как получится. Контррозвідники СБУ затримали бойовика, який штурмував будівлю управління Служби безпеки в Луганську у 2014 році. Оперативники встановили, що мешканець станиці Луганської приєднався до проросійських бойовиків. Разом з іншими терористами він зламував двері службових приміщень обласного управління СБУ. За завданням ватажків шукав документи та не гребував грабунком і знищенням техніки. Згодом окупанти перевели його на пункт пропуску для перевірки документів. Бойовикові загрожує до 8 років за ґратами. Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання та затримали в селі під Білокуракиним. Близько 14 тисяч людей зібралося під мостом, який сполучає американський штат Техас і мексиканське місто Сьюдад-Акунья. Здебільшого це нелегальні мігранти з Гаїті. На їхній батьківщині недавно стався сильний землетрус. Люди мігрують у пошуках роботи і ліпшого життя. Тут вони мешкають у наметах, куренях або просто неба. Багато хто з дітьми. З американського боку людей вже почали переміщати до міграційних центрів. Їх сотнями депортують назад до Гаїті. У неділю додому повернулося близько 300 гаїтян. Для цього виділили 3 літаки. Деякі депортовані розповіли, що їм не повідомили, куди їх везуть. Я поїхала з Гаїті, шукаючи ліпшого життя. Бо тут молодь, навіть якщо здобуде освіту, не може знайти роботу. Ми ходимо вулицями без копійки в кишені. Тому багато молодих людей долучається до злочинних угруповань. Я витратив близько $15 тисяч на подорож із Бразилії. Приїхав через Мексику до Техасу. Я міг би інвестувати ці гроші тут, міг би почати бізнес.
Під мостом на кордоні зібралися також мігранти з інших країн. Багато з Центральної Америки, Бразилії та Чилі. А ось так нелегали переходять із мексиканського боку до Техасу. Знайшли невелику ділянку на річці Ріо-Гранде і протягнули мотузку. Боюся, що мене депортують. У нас у Гаїті вбили президента. Там небезпечно, немає роботи, багато злочинців. Маємо чимало труднощів. Я хочу знайти роботу тут, щоб допомагати родині, братам, сестрам. Розумієте? Частина людей повертається на мексиканський бік по продукти, однак назад пускають не всіх. Першокласники Афганістану повернулися за парти. Серед них і хлопчики, і дівчатка. Однак доля дітей других класів і вище поки не ясна. Відтоді, як владу в Афганістані захопив рух Талібан, навчання в школах призупинили. Вчителька однієї з приватних шкіл Кабула сподівається, що дівчаткам все ж дозволять повернутися за парти. Каже, що до неї кожен день приходять батьки зі своїми доньками. Більшість сімей просять нас і вимагають можливості, щоб класи були і вище 6-го, і щоб їхні доньки могли повернутися до занять і в майбутньому могли самі приймати рішення про те, ким хочуть бути, але поки нам не дають займатися. Таліби обіцяють не повертатися до політики, яка діяла в Афганістані з 1996 по 2001 роки. Тоді вони правили за суворими законами шаріату, які забороняли дівчаткам вчитися, а жінкам виходити з дому без супроводу чоловіків. Зараз Талібан говорить, що дозволить жіночу освіту, але дівчаткам і дівчатам доведеться відвідувати заняття в спеціалізованих навчальних закладах. Разом з хлопчиками та юнаками вони вчитися не зможуть. Теж, як і очікується, буде поширюватися на робочі місця. Наприклад, планують створювати окремі жіночі лікарні, в яких зможуть працювати жінки. Чиновники вже оголосили, що незабаром повинні відновити роботу другі шкільні класи для хлопчиків. Що стосується дівчаток, то ніякої інформації поки немає. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримського татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Маривче, нешырчы драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов алупка көйінде майсының алтысында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидайы мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен ketip, İstanbul ve Каир университетlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytып келген son, başta Baku şehrinde neşr etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşr etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu.
Асан Сабри Айвазов публицист олмақ ile бераберлікте эм язычы, эм драматург, эм де ажайып эдеби тержиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден bu алға қалдық, кебі беди есерлер ile бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Ленгвили, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне тержиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади өмір фаалияты ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафындан репрессияға ұғырап 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидіп алыңыз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыңыз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізе соқыңыз. Анализ саныңызға тержимейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарыр. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур ісе Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Sen yaratkan her bir күнге şükür deyim, kalbim coşup seni dinleyim. Sana yalvarmak isteyim, senin aciz kulun olam. Ey Allah'ım, dört taraftan camilerge ese rüzgar, kurugan yaş divarga ete zarar. Kökке bakkan minareni kapla efkar, umutumuz yalnız sana. Ey Allah'ım, ел үфірте ябанларны башқа елден, йықылмасын bu divarlar ақ темелден. Saflarımız imdat арай хақ елінден, tut ucundan bu rüzgarını. Ey Allah'ım, ecdatlarının ezan sesin aydamasın, dınımızda milletimni ayırmasın, tınç olmağan ülkelerini andırmasın, duamızını kabul eyle. Ey Allah'ım, saqla bizni, o'zimizni biz joymayıq, ecdatlarının bağlarını iç qıymayıq, bir-birine dallarını sıx baylayıq, avucuna al xalqımni. Ey Allah'ım. Салям алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, по Скайпу. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon и на наш сайт. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Я рада представить гостя нашей студії. Семенка Бакаєв, голова громадської організації «Безпека та взаємодія в Україні», координатор громадянської ініціативи «Стоп терор»
прокурор. Витаю вас, пане Семене. Ассаляму алейкум. Я предлагаю наш эфир начать со следующего сообщения. Во время визита в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Зеленский консолидирует международную поддержку для противодействия российской агрессии. Красной нитью участия президента в Генеральной Ассамблее и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот его цитата. Це дуже принципово. По-перше, ми успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер 1 для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити більшу залученість ООН до питань Криму. Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою – консолідувати ще більшу підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російської агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією COVID-19. Также Дмитрий Кулеба заявил, что представители ООН проигнорировали участие в саммите Крымской платформы по политическим мотивам, и в связи с этим он обвинил организацию в защите интересов России, которая нарушает международное право. Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру і безпеки. Коли ми бачимо участь таких організацій, як Рада Європи, як НАТО, як ГУАМ у саміті Кримської платформи, а ООН свідомо цей захід ігнорує, то це говорить нам і про стан справ у самій організації, і про розуміння ним своєї ролі і місії у світі. Це неправильне розуміння, яке ми будемо міняти, тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав. Ну что ж, 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Дмитрий Кулеба говорит о том, что будет непростой разговор с Антонио Гутерришем, что будут поднимать непременно вопросы относительно того, что он не принимал участие на саммите Крымской платформы. Но в итоге что это нам даст? Ну, мені важко казати про те, що це в якій ретроспективі це нам дасть, чи це буде моральна підтримка, чи це буде якась практична складова, але в будь-якому випадку я вважаю, що риторика міністра Кулеби є правильною, і тобто така риторика взагалі повинна була бути з моменту обрання Володимира Зеленського президентом. Він абсолютно повинен був стояти на таких позиціях і відстоювати і питання окупованого Криму і окупованих територій Донецької і Луганської області. Тепер давайте подумаємо, скільки ми часу втратили, щоб дійти до такої риторики, правда? А как вы думаете, а что изменилось? Почему так произошло? Потому что, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, вот такая вот риторика, она где-то с весны этого года. Да? Так. Ну, 2 роки ми фактично спостерігали риторику Володимира Зеленського і всіх їх, і в тому рахунку і міністра Пристайка, і Кулеби, його вже наступника. Вона така дуже дипломатична, м'яка була в тому, що треба знаходити спільні шляхи, вирішення, розмовляти, знаходити консенсуси. І Резніков про це говорив неодноразово. А тепер ми побачили абсолютно іншу риторику, інший напрямок, в якому пішов Володимир Зеленський. Та це абсолютно такий проєвропейський, євроатлантичний рух, який був у президента Порошенка, з яким абсолютно був не згоден Володимир Зеленський. І тепер ми бачимо, тут 4 останні місяці, вже дуже так плотно вони міцно цим займаються. А где произошла эта трансформація? Дивіться, 2 роки – це ж немалий термін насправді. І для Володимира Зеленського як президента, і для Володимира Зеленського як людини. По-друге, все-таки, я думаю, він зрозумів, що Путін просто так посередині сходиться не хоче. Він хоче, щоб Україна виконала всі умови. Ви знаєте, ми вже стільки про це говоримо, що з Путіним не вийде домовитись в наших інтересах. Вийде домовитись тільки в інтересах, які він сам безпосередньо висуває і ставить ці кордони, за якими червоні лінії. Як ми креслили їх під час нормандської зустрічі на вулиці Банковій як громадянське суспільство для Володимира Зеленського, так і сам Путін впродовж цих 2 років креслив такі самі червоні лінії для Володимира Зеленського. І коли Володимир Зеленський на одній зі своїх прес-конференцій казав, що я на розтяжки тут знаходжусь, я думаю, він говорив абсолютно правду. І він розумів, в якій він ситуації опинився. Питання в тому, що не треба було обіцяти людям, коли ти йшов на вибори, що ти вирішиш це питання, що ти принесеш мир,
мир, там зійдешся посередині, нічого тут складного нема. Ні, це дуже-дуже складно, коли твою частину території окупувала інша держава і хоче знищити твою державу. Це не 95-й квартал, це не розважальне шоу, це доля людей, це доля держави. І це не просто так. Чому це відбулося? Це вже по-четверте. Я думаю, через те, що було багато спроб з боку Володимира Зеленського зійти з Путіним там, чи тет-а-тет, чи з кимось, і домовитись про виконання навіть тих самих мінських домовленостей, та? І при тому, при всьому, що і Франція, і Німеччина схиляли Україну виконувати ті умови не дуже сприятливі для нас, Путін навіть на ці умови не пішов. Тому, я думаю, Володимир Зеленський зрозумів, що там вже нічого не відбудеться, нема сенсу сідати з кимось розмовляти. І він вирішив для себе, що ну, тоді, якщо я не стану президентом, який приніс мир, який домовився з Путіним, то я стану президентом, який буде вести державу в євроатлантичному напрямку і в напрямку Європейського Союзу. Но ведь и сейчас Зеленский настаивает на необходимости проведения встречи то ли в нормандском формате, то ли вовсе говорит о том, что он готов встречаться тет-а-тет и общаться. Ну так, але чи готовий Путін з ним зустрічатися? Давайте, от у Путіна, знаєте, є такий тригер, яким він показує, чи готовий він для перемовин. Це обмін полоненими. Ні, це обмін полоненими. Якщо діалог, хоч на мінімальному рівні присутній, обмін відбувається. Маленький чи великий, але він відбувається. Це як жест доброї волі з його боку, для того, щоб показати, от я зробив перший крок, а ви робіть другий крок. Третій крок теж ви робіть, і четвертий ви робіть. Я почему сказала про Крым, потому что в последнее время мы слышали заявление из уст Зеленского, который сказал, что готов встречаться с Путиным и обсуждать тему Крыма, а в Кремле сказали, что тема Крыма не обсуждается. То есть мы услышали две взаимоисключающие позиции, по которым стало понятно, что такой встречи все же не состоится. Ну, дивіться, в головах російських еліт так чи інакше Крим, там, чи як військова база, чи як цивільний об'єкт, він їх. Про що можна говорити про Крим? Тобто вони для себе так поставили аншлюз, закрили цю тему і сказали, все, ми її не чіпаємо. От хтось щось говорить про Крим, ми нічого не знаємо, ми йдемо. Вони готові зустрічатися і говорити по окупованих територіях, там, Донецька і Луганська. Та? От все, що стосується Крима, ні. Що б ти не робив, на якому б ти рівні не робив, там рівень ООН, внутрішній рівень, тет-а-тет сісти. Хоча навіть тет-а-тет, я вважаю, з Путіним не можна зустрічатись президенту Зеленському. Він може там відсилати своїх помічників, заступників, керівників, міністрів, будь-кого зустрічатись на тому рівні. Але ми ж розуміємо, що це ні до чого не призведе, тому що Путін не хоче віддавати назад Крим. Він хоче його залишити собі і далі впливати на Україну, як це було до 2013-2014 року. Я навіть не виключаю того, що він готовий там частково передати Донецьк-Луганськ, там, ну, на якихось своїх умовах, але залишити Україну як сателіт в своїй сфері впливу, в своїй зоні впливу, щоб Україна відмовилася йти в ЄС, НАТО, і тоді тут він виграє дуже багато речей. Ну вот многие аналитики в свете проведения выборов в Государственную Думу и привлечения на эти выборы жителей ОРДЛО говорят о том, что Россия, возможно, стратегически в дальнейшем может инкорпорировать Донбасс в состав России, учитывая нынешнюю массовую паспортизацию жителей ОРДЛО. Да ні, він їм не потрібен. Ну, от об'єктивно, якщо б вони хотіли цю територію забрати під юрисдикцію Російської Федерації, це відбулося б влітку 2014 року, як це відбулося в Криму. Ну, він їм не потрібен. От оцей апендікс, який вони там змогли забрати у нас, він їм не потрібен. Він їм потрібен як точка дестабілізації в Україні. Тобто про Крим ми не говоримо взагалі, а от оця точка, вона повинна бути. Навіть якщо не її передають назад під юрисдикцію України, там на будь-яких умовах, от зараз такий сценарій розглядаємо, от на будь-яких умовах віддають назад, там все одно тепер залишиться прошарок населення, та дуже великий, з російськими паспортами. От ми говорили дуже багато там з колегами з цього приводу, а як вираховувати цих людей?
Та? От у яких російські паспорти. От що з ними робити? Ну, от, наприклад, якщо ця територія перейде назад до нас, от що робити з цим прошарком? Давати їм український паспорт, які у них права будуть? Ви розумієте, це дуже серйозні питання, це теж людські долі, не враховуючи їх політичних вподобань. Їм можна, звичайно, сказати, отримали паспорт, їдьте в Росію, ви тут ніхто. Чи піде на це якась влада, якщо в цьому сценарії, який ми з вами розглядаємо, от, зможуть так жорстко реагувати на такі речі? І при тому, що буде шалений міжнародний тиск, і будуть казати там про права людей і дуже багато інших речей. Та? Тобто, ну, влада, яка тоді в такому варіанті буде на посадах, ну, я не певен, що у них буде вистачати цієї залізної волі робити так, як буде в інтересах України. І тому, мені здається, цей прошарок населення там залишиться. І їм в такому варіанті, навіть під юрисдикцією України, з незрозумілими людьми, з паспортами, з зонами впливу, з інспірованими агентами туди, і він їм буде дуже зручний, тому що ця точка дестабілізації може буде в будь-який момент роздмухатись і знов там будь-що може відбутись. В іншому варіанті я не бачу, щоб це вигідно було Російській Федерації. А забрати на тих би умовах, яких би ми хотіли, ну це, мабуть, Путін повинен піти з посади, прийти якийсь умовний там Шойгу, я не знаю, чи ще хтось, і з ними повинні вести діалог такого характеру. Тобто, що ми будемо з вами робити, чи не будемо. Я навіть не виключаю того, що там наступний президент Росії умовно визнає війну, що вони там воювали, вони визнають там Героїв Небесної Сотні і скажуть, ну, це ж попередники, це ж не ми, а ми хочемо дружити. Ви ж наші брати, у нас же така історія, правда? І от таким чином будуть продовжувати ту політику, яка, в принципі, у них записана в статутах. А как вы думаете, в перспективе Украина может принять эту дружбу? Ну, слухайте, це залежить від двох напрямків. Той напрямок, який задасть громадянське суспільство, і той напрямок, який зможе на себе прийняти влада, яка буде на цей момент. І питання ж Криму, воно все одно залишається, ви розумієте, як буде реагувати громадянське суспільство, і навіть якщо нам передаються території, а Крим окупований, як буде влада на це реагувати? Тобто вони кажуть, або пан, або пропав, або ви нам все віддаєте, або ніяких відносин, або ми забираємо це назад, ой, давайте поговоримо про репарації, ну і, звичайно, про Крим, і цей діалог почнеться. Мені важко казати, як це буде, але я точно знаю, що питання Криму при будь-якій владі, при будь-якій еліті, яка прийде в Росію, вони не будуть піднімати, тому що вони втратять тоді все фактично. Я предлагаю підключити к нашому ефіру Олександра Самарського, експерта громадської організації та Центру дослідження Росії та надзвичайний повноважений посол в Ірані у 2010-2014 роках. Пане Олександре, вітаємо вас. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Вот мы как раз сейчас обсуждали прошедшие выборы в Государственную Думу России в Европе, а именно представитель Еврокомиссии Петер Стана заявил, что выборы в России происходили с многочисленными нарушениями, и Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму. Вместе с этим он сказал следующее, цитирую, «ЕС верит в важность свободных и честных выборов, где бы они ни происходили, и в течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, без признанных международных наблюдателей». Говорят о том, что не будут признавать результаты на территории аннексированного полуострова, но до этого мы видели доклад Европейского парламента, который призвал не признавать выборы в Госдуму в целом в связи с участием жителей ОРДЛО на этих выборах и в связи с незаконным проведением этих же выборов на территории оккупированного полуострова. Чего, я так понимаю, не случилось? Как вы думаете, почему? Значить, давайте фактично ви поставили кілька питань. Да. Насамперед, заява Європарламенту, вона носить рекомендаційний характер. За великим рахунком вона нікого ні до чого не зобов'язує. Друге, там в цьому документі мова йде не тільки про Крим, Донбас. Мова йде взагалі про характер виборів, репресії, свободу слова, права людини і так далі в Росії.
Третє. Я не думаю, що країни Європейського Союзу і ЄС в цілому не визнають вибори. І, відповідно, правомочність Держдуми Росії. Вони можуть не визнати вибори в Криму. Це означає, що ті депутати чи повноваження тих депутатів, які по мажоритарним округам вибиралися від Криму, не будуть визнані. На цьому все. Європейський Союз і провідні країни Європейського Союзу весь час ухиляються від будь-якої серйозної протидії Росії. Так і в цьому відношенні, я думаю, що ніяких наслідків це не матиме. Більше того, значно важніше те, як Україна на все це відреагує. Ось в чому основне питання. Тому що я вже якось в вашій передачі казав, фактично з 2014 року по основним принциповим питанням Захід, так би мовити, нас кинув, як кажуть. Ми залишилися у багатьох випадках один на один з Росією. Захід прагне до єдиного, зокрема Німеччини, щоб конфлікт не спалахнув по-новому. А як в цих умовах замороженого конфлікту буде Україні і українцям? Їм байдуже. Так само, я думаю, ситуація розвиватиметься в Євросоюзі з виборами. Буде велика критика, на цьому все зупиниться. Так як з Білорусі. Как вы думаете, почему для России было важно участие жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму? Это такая политическая технология для поддержки рейтингов «Единой России»? Или же вот мы с паном Семеном обсуждали, есть ли вероятность в будущем какой-то стратегической цели России в виде аннексии Донбасса? Взагалі тут питання можна було поставити ширше. А взагалі для чого тому авторитарному режиму, який є в Росії, все контролює, знадобилися такі фальсифікації, масштабні і очевидні. Відповідь на це питання, мабуть, є одне. Режим почуває себе, як і всякий авторитарний, непевно. Відповідно, він хоче максимально показати світовій спільноті і своїм всередині, що їхня влада легітимна. Для цього потрібна безперечна перемога правлячої партії. Тут ми підходимо до виборців з Донбасу. Якщо ми подивимось статистику голосування по регіонам, те, яка була в день, то якраз за путінську партію «Єдина Росія» чи не найбільше проголосувала саме в Ростовській області. Тобто такий додатковий ресурс. І всі сили, ми знаємо, як це робилося, видавалися прямо на місці паспорта, підвозилися сотні автобусів і так далі, так далі. Каруселі, все інше. Другий акцент, другий момент, який не викликає зовсім першого, це те, про що йшла мова. Росія здійснює анексію поступову, крок за кроком окупованих територій Донбасу. Роздає паспорти, які є, крім всього іншого, ще й запорукою для наступних можливостей, так би мовити, легітимно вмішуватися в справи України з метою захисту прав уже російських громадян, не просто русскоговорящих, російських громадян на території України, зокрема в Донбасі. І знов-таки тут важливо питання, а що ми, Україна, буде робити відповідь. Поки що, чесно кажучи, я якоїсь адекватної відповіді від наших урядових структур не побачив. Я погоджуюсь з паном Кабаєвим, що це питання надзвичайно непросте, але стратегії в ньому, я не бачу, може я не знаю, сьогодні немає. Как на ваш взгляд сейчас был? Секунду, у нас немає стратегії взагалі ні в чому, але це інше. А как, на ваш взгляд, в данном случае должна была бы действовать Украина? Какие превентивные меры сейчас уже должна предпринимать Украина в ответ на эту паспортизацию на Донбассе?
Насамперед, я думаю, що це прекрасна підстава розірвати дипломатичні відносини з Росією. Треба не забувати, що наявністю відносин ми перекреслюємо всі свої звинувачення, що Росія є країною-агресором. Наявність дипломатичних відносин означає, що між Україною і Росією є дружні добросусідські відносини. Парадокс. І всі розказні про те, що у разі розриву дипломатичних відносин якісь права наших громадян будуть порушені в Росії, це все, м'яко кажучи, неправда. Захочуть порушити, порушують без того. Але нам потрібно продемонструвати, що це незаконним різком на захист своїх прав реагуємо. По-друге, це має бути в заяві нашого парламенту. І саме наш парламент насамперед мав би не визнати повноваження Держдуми, не Європейський Союз, не хтось там. Ми перші маємо сказати, вибори незаконні, плюс Крим і Донбас, права людини скрізь порушуються, це незаконно. Третє, про що пора говорити, про те, що ми маємо в Європі фактично державу фашистського толку. Авторитарну, з мілітаризацією, з концепцією розділення своїх громадян із різними країнами, з бажанням їх зосередити. Тобто вся ідеологія чисто німецько-фашистська. І про це давно пора говорити відверто і офіційно. І потрібно Заходу пояснювати, що той, хто співробітничає з цією Росією, насправді розбудовує і допомагає фашистський режим в Європі. Для початку ось так, а далі просто треба стратегію розробляти. Знову питаються, хіба наша влада не знала, що так буде? Про це ж писали позна коли. Реакції я поки що не бачу адекватно. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чухсаголно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Самарський був з нами на прямому зв'язку. Експерт громадської організації «Центр дослідження Росії», надзвичайний повноважений посол в Ірані у 2010-2014 роках. Пане Семене, вот такая радикальная мера в виде разрыва дипломатических отношений сейчас была бы к месту? Слухайте, у нас, окрім офіційного розриву, хоча у нас же не посла, та в Росії ж немає тільки якісь консули чи представники навіть. Я навіть не знаю, чи зараз консули є, просто представники були минулі роки, я пам'ятаю. А по-друге, з Росією не розірвана купа ще договорів, насправді. Це не тільки питання дипломатичних відносин. Демаркація Азовського моря досі не зроблена. Та це є величезною проблемою, яка досі не вирішена фактично. І купа інших документів, це десятки ще договорів і документів, які треба розривати і відмовлятися від ринків, від співпраці. Так, ясно, що більша частина з них не виконується. Це зрозуміло. Але де-юре вони є, і де-юре їх треба знищити, щоб їх не було. Насправді, що от пан Олександр казав, Росії нічого не завадить там в будь-який момент взагалі будь-що нову агресію, новий виток ескалації зробити, там, новий якийсь бліцкріг. Тобто це нічого не варте. Тут треба акцентувати увагу на питанні внутрішньої політики. Тобто, що Україна розроблює там для того, щоб зміцнити свою обороноздатність. Я не повністю, знову ж погоджуюсь з паном Олександром, я вже так в спину кажу, сподіваюся, він мене пробачить. Стратегії є. Є стратегія оборони у нас, і є стратегія переозброєння, і є навіть стратегія інформаційної безпеки. Питання в тому, що в Україні дуже кволо іде виконання і до кінця не реформовані деякі структури, наприклад, такі як Служба безпеки України. А ті закони, наприклад, які зараз «Слуги народу» вносять, тобто один зараз там фінальний по реформі, вибачте, це не посилення Служби безпеки, абсолютно, це в деяких випадках навіть послаблення. Так, це розмежування якихось повноважень, але це не посилення для того, щоб ми могли ефективно боротись з загрозами там або терористичного характеру, або гібридного, або інформаційного. Так як працює Росія станом
на зараз в Україні. Тому цілісного бачення у керівництва держави станом на зараз немає. Нам, безумовно, треба змінити закон про нацбезпеку. Мене, наприклад, він не влаштовує, навіть той, який був прийнятий в минулій каденції, та не занесено туди частина гуманітарної складової, а на гуманітарній складовій Росії працює це інформаційна складова, це і церква, це навіть, якщо ми беремо нацбезпеку в цілому, це і питання копалин, і як вони намагаються захопити наше родовище через своїх агентів, навіть через наших громадян, які на них працюють. Це дуже такий великий, знаєте, пласт питань. Це от як одна картина, і кожен пазл ж повинен відповідати іншому пазлу. І от ми ці пазли, насправді, до кінця навіть не склали. А ті, які складені, вони не зовсім якісні, скажімо так. Тому людей, тобто українська еліта, на жаль, на 8-му році війни до кінця не сформувала ту цілісну картину бачення. Тобто ми розуміємо на певному етапі, що нам треба зробити для відсічі російської агресії на землі. Тобто Олександр Валентинович Турчинов нещодавно опублікував, мені здається, дуже блискучу статтю, в якій описав стан нагальний наших Збройних сил, що нам треба зробити і що нам може бути з боку Росії. І насправді, мені здається, більш ґрунтовно, за останні 7 років я не бачу, хто б публікував такий матеріал. А может, есть проблема отсутствия преемничества власти в стране? Де приходить нова власть? Це питання еліт, тому що якщо якась частина інтелектуального суспільства в Україні розуміє проблематику і знає, як їх вирішити, вона не обов'язково стоїть на тих позиціях, щоб спромогтись втілити це в життя. Це може бути просто якісь люди, які тільки щось розуміють. Тому що, ви ж знаєте, що точка сидіння определяє місцезріння. І не завжди, коли людина знаходиться на тій чи іншій посаді, в неї є якесь стратегічне бачення. В багатьох випадках вони просто виконують ті завдання, які на них поклали їх кінцеві бенефіціари. Але я вважаю, не це страшне. Страшне те, що виконуючи ці зобов'язання, які на них покладені, вони самі нічого не продукують. Завжди можна вкладувати щось корисне, важливе. Ви знаєте, дивлячись навіть на президента Зеленського, я чомусь завжди думав, що він щось серйозне, хоча б одне-два таких серйозних якихось проєктів, напрямків, реформ зможе зробити. Просто щоб хоча б сказати, що Порошенко не зміг, а я зможу. Кримська платформа. Ви знаєте, це не глобальна зміна чогось в країні. Це підняття актуального питання, це так. Але це не зміна реформи освіти, це не зміна медичної галузи, це не зміна навіть безпекової складової, те, що повинно в пріоритеті бути. Це не зміна будь-яке міністерство, візьміть будь-який напрямок. У нас немає нічого глобального, ми не можемо нічим похизуватись. Минулі 5 років щось робилось на кожному напрямку. Я не кажу, що воно все успішно було. Ні, провалів теж дуже багато було. Але воно робилось на кожному напрямку. І зараз я цього не спостерігаю. Я дуже сподівався, що Володимир Зеленський щось, хоча б зробить, щоб щось корисне було. На жаль, зараз єдине корисне, що він зробив, це додаток «Дія», який стоїть у мене на телефоні. Так, дійсно, він корисний, зручний, але це не зміна мого життя повсякденного. Тобто я не приходжу в лікарню, мені краще обслуговування дають. Це не зміна системи освіти, куди моя донька пішла вчитись, і я бачу, як краще стає. Це не зміна безпекової складової, якою я займаюся. Я не бачу, щоб виконувалась державна оборона, замовлення. Я не бачу змін в системі Міністерства внутрішніх справ. Немає реформи. Немає реформи Служби безпеки України. Немає розвитку нашої розвідки, як внутрішньої, так і зовнішньої. Ви розумієте, я не можу привести успішний приклад реформи. Дороги – це не реформа. Додаток «Дія» – це не реформа. Ми не зможемо з вами відчути це через 5 років умовно. Не в короткострокові ми це зараз не бачимо.
не в довгострокові. А реформи повинні бути як короткострокові, які ми от прямо сьогодні бачимо. Ну, як умовний додаток Дія. Та? Це коротка реформа, яка показує там ефективність влади на сьогоднішній день. І є довгограючі реформи, як, наприклад, там охорона здоров'я або там переозброєння армії, переходи на стандарти НАТО. Та? Щоб ми побачили якийсь ефект, це повинно пройти там 3-4 роки від початку розроблення там умовного комплексу «Нептун» до прийняття його на озброєння і до того моменту, як він приїхав по параду по Хрещатику на параді. Та? Це 5 років пройшло. Да? Володимир Зеленський зараз плескає в долоні, що їде «Нептун», їде «Вільха», але, на жаль, вони не закуповуються, тому що державне оборонне замовлення не виконується, хоча воно повинно було виконуватися. Давайте остановимся подробнее на безпековой ситуации в нашей краине. Генерал-лейтенант и командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сказал, что Россия в любое для нее удобное время может перейти в наступление на юге Украины. Но на сегодня признаков наступления в ближайшее время пока нет, сказал он. Вот его цитата. Військові загрози з боку Росії на півдні України з кожним роком тільки зростають. Сказати, що є прямі ознаки того, що Росія найближчим часом почне військову агресію, не можна. Однак стрімка мілітаризація окупованого півострова і створення надпотужної військової бази лише посилює загрози національній безпеці України у військовій сфері. Черговим приводом для актуалізації зазначеного питання є ініціювання керівництвом нашої держави роботи Кримської платформи. На цьому тлі Російська Федерація лише посилює тиск щодо недопущення вироблення дієвого механізму мирної деокупації Криму, погрожуючи можливим розширенням збройної агресії. Как вы оцениваете вероятность полномасштабного вторжения России в Украину? Ви знаєте, це... Я так би ніколи не ставив питання, тому що ми повинні готуватись до повномасштабного вторгнення. Та? Ми повинні готуватись відбивати будь-які атаки і на рівні цивільного життя, тут ми в Києві зараз знаходимося, та? Ми повинні розуміти, що через народних депутатів, місцевих депутатів, громадянське суспільство, через засоби масової інформації і там дуже багато інших можливостей, через церкву, Росія випливає на життя Києва кожен день. Кожен день. І на будь-яке інше місто. Так, це вже не такий вплив, як там був до 2014 року, може. Він не такий глобальний, але він залишається. Ми повинні з вами навчитися давати відсіч таким атакам. Ми повинні змогу відсіч атакам на півдні, якщо це новий якийсь виток війни, або, наприклад, в Сумській області, або в Чернігівській, тому що ви ж побачили, що договор про наміри про союзну державу з Білоруссю підписаний. Так. Все, ми повинні розглядати тепер цей кордон як потенційно небезпечний, з якого може піти атака Збройних сил Російської Федерації, там, або з білоруськими збройними силами, там, або окремо, це неважливо. Цей кордон тепер для нас потенційно небезпечний, і ми повинні там концентрувати теж нашу увагу. І, безумовно, це і Харківська область, Донецька і Луганська. Ми повинні готуватися як і до локального якогось вітка нового, так і до стратегічного. Чи може бути повномасштабна війна? З точки зору логіки, вона нікому не вигідна. Абсолютно нікому. Не світу, не Китаю вона не вигідна, не Європі, не Сполученим Штатам, не Австралії, не Канаді, не Великобританії. Нікому. Не Росії навіть не вигідно. Но руководствуется ли этой логикой России? Абсолютно. Але чи російська еліта, яка сидить там поруч з Путіним, і сам Путін особисто, або будь-який його там приємник, це ми з вами до цього говорили, там сценарій лайт, якщо приходить нова влада в Росію, і вона там віддає окуповані території. А якщо ні, а якщо є інший сценарій, що приходить там знову ж умовний Шойгу, і він хоче посилення ескалації. Він хоче захопити все-таки цю Новоросію, всю, яку він там собі на карті намалював, тобто всі наші області, пробити цей сухопутний коридор до Крима з Росії і от забрати цю територію. А що там залишиться? Київ, там Черкаси, що там Чернігів, Західна Україна, ідіть куди хочете, в НАТО, там все, не цікаво. А якщо така логіка? Тому ми з вами повинні готуватись як до локальної війни, так і до повномасштабної, так і для внутрішніх загроз. Тому що внутрішні загрози, які я перерахував, гуманітарні, можуть ще бути, окрім них, ще й терористичні загрози.
І знову ж повертаємось до реформи СБУ, там, де їх повноваження в цій сфері не посилені. Так? Ну, тобто ми можемо говорити з вами зараз дуже багато про можливі загрози. Питання в тому, що знову ж робить Україна для цього. Тут треба наголошувати, змушувати владу робити будь-що або посилити наші позиції. Ну, наскільки від нас це залежить, я дякую вам за ефір, ми це з вами сьогодні можемо обговорювати. Але чи чує влада це, чи є у неї бачення, чи у них тільки бачення, що треба зробити додаток «Дія» і прокласти дорогу, щоб проїхатись по ній на машині і не було проблем? Политическое руководство Украины говорит об острой необходимости предоставления Украине зенитно-ракетных комплексов американских «Петріот». Так, ну це абсолютно нормальне питання, тільки, ви знаєте, «Петріот» дуже класна система. Це і ПВО, це і ПРО, це, ну, тобто в одному комплексі може бути і ПВО, і протиракетна система. Він дуже один з найліпших в світі. Але питання, чи є у України спроможність виробляти свої умовно системи протиповітряної оборони або навіть протиракетної, щоб вона була ж настільки ефективною, як і «Петріот». Я вам доповідаю, є. Питання в іншому. Чому влада не спрямовує гроші, які закладені в бюджеті, на розробку таких комплексів, поставлення їх на озброєння і їх закупівлю? Чому вони просять у Сполучених Штатів, якщо це ми можемо самі зробити тут, в Києві? Оце головне питання. Де це стратегічне бачення тих керівників, які знаходяться зараз на посадах? Я розумію, що, можливо, президенту байдуже на це, хоча виникає питання, навіщо хизуватись Збройними силами, як він це зробив на 30-річчя відновлення незалежності. Він сказав, що Збройні сили там один з головних там наших здобутків за нашу каденцію. Якщо не комплекси «Нептун» не закуплені, не «Вільха» не закуплені, не «Стугни» не закуплені, абсолютно нічого не закуповується, не радіолокаційні комплекси, не розробляються ні свої системи ПВО, ні свої системи ПРО, і навіть не ведеться розмова про посилення бойового цього потенціалу. Ведуться розмови виключно про дороги і якісь там додатки «Дія», про якусь там рівність, яка, ну, мабуть, важлива в сталій демократії, і, мабуть, важлива навіть молодій демократії, яка хоче стати сталою, але не є пріоритетним питання Верховного Головнокомандувача, яким є Володимир Зеленський. Дякую вам дуже, пане Семене. Тёхсагулна, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок, но вы не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Буквально через 4 минуты эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. А гостем нашей студии был Семен Кабакаєв, голова громадської організації «Безпека та взаємодія в Україні» та координатор громадянської ініціативи «Стоп терор». Сагулнас Коршкенч. Дерендір денизін, суында қайық. Не güzel адасın, мақтауға лайық. Yüksектір дағларын, серіндір аван. Білмейм, не вақыт, бақылыр даван. Саварма туманым, башында чатырдақ. Көрерма окунны, менің башым сақ. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз.
О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинглерче шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кешкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз, эфенділер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз шықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз, эфенділер. Ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. – 20 вересня 2015-го. Рівно опівдні громадські активісти перекривають 3 пункти пропуску до окупованого Криму – Чонгар, Каланчак та Чаплинку. На адмінкордоні материкової України і окупованого Криму розгортають протиавтомобільні їжаки і розкладають шини. Пішохідним переходом безперервно ходять люди із українськими та кримсько-татарськими прапорами. Відтепер потрапити на півострів і виїхати з нього можна лише легковиками або пішки. Вантажівки з товаром на півострів шикуються у кілометрові черги. У деяких водіїв не витримують нерви. Так почалася торговельна блокада окупованого Криму. Куда мне? Вот сейчас стану, буду жить. Мне до Геницка доехать, я там живу. Я что, везу что-то? Или что, я по своей воле что-то? Да вообще, ну что я, мне домой доехать. Я не хочу, чтобы вы кормили тех бандитов, которые убивают наших людей. Все, не будете вы их кормить. Я кормить бандитов. Вы кормите их. Досить годувати окупанта. Така принципова позиція організаторів блокади Криму зупинила поставки товарів на окупований півострів. Тодішній український бізнес мав міцні стосунки вже з окупованим Кримом і жодним чином не бажав втрачати мільярдні прибутки. Тому погрози організаторам блокади лунали щодня. Серед організаторів – лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів, голова Меджлісу Ріфат Чубаров та віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Іслямов. Він згадує, що кримські татари та активна частина українського суспільства об'єдналися заради спільної мети. Був момент, коли ми сидели без мяса, я не знал, где нам взять деньги или мясо, где что взять, когда мы вечером нельзя было, не знали, что приготовить. 500 человек. То есть приезжает какой-то дедушка такой, с Западной Украины он ехал. Он тогда сказал, я уже не помню, не то ЧОП какое-то место, не Западная Украина он ехал, потому что он увидел за день до этого во сне, что мы без мяса. И вот он взял 2 барашков, загрузил и ехал он почти целый день и привез нам мясо. Вот я сижу, как раз вот такой пенечек там был, и он приезжает, у него 4-ка вот это была машина, и открывает там черный и белый барашек. Під тиском активістів держава врешті підтримала блокаду. 16 грудня Кабінет міністрів України заборонив торговельні відносини з Кримом. Окупантам стало в рази дорожче утримувати вкрадений півострів. Втім, ще у листопаді 15-го, коли почалась енергоблокада проти активістів, тодішнє керівництво країни залучало навіть Нацгвардію.
21 листопада на активістів штурмом пішов батальйон «Херсон» на чолі з Іллею Ківою. Ще вчора вони разом стояли на блокпостах на адмінмежі з Кримом, а тепер зі зброєю пішли на людей. З початком блокади Україна не просто припинила підживлювати окупанта, а винесла питання загарбаного Криму у світовий контекст, наголошує Ленур Ислямов. З того моменту стало ясно, вести бізнес з окупантами більше неможливо. Мы напомнили материковой Украине и всему миру, что ничего не забыто, и что мы здесь, и мы что, любые торговые, деловые и даже политические отношения с Крымом каким-то образом, если будут возобновляться, то мы будем стоять этому стеной. Потому что никаких разговоров, никаких политических, тем более разговоров, и экономических с оккупантами вести нельзя. 6 тисяч тонн продовольства щодня, тисячі кубометрів води та кіловати електроенергії. Стільки позбулися окупанти через блокаду півострова. Через 2 місяці у листопаді Україна зупинила постачання води та електроенергії на окупований півострів. Внаслідок блокади Росія зазнала багатомільярдних збитків. Країна-окупант була вимушена прискореними темпами зводити Кримський міст та прокладати так званий енергоміст для живлення півострова. Організаторам блокади окупанти відповіли переслідуванням. Так, віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Ленура Ислямова вони визнали винним у диверсії та заочно присудили 19 років позбавлення волі. Український воїн зазнав уламкових поранень на Східному фронті. Про це повідомили в штабі Об'єднаних сил. Йому надали термінову допомогу та ушпиталили. Боєць у задовільному стані. Поблизу Телаківки російські окупанти скинули постріл ВОГ-17 з квадрокоптера. Новозванівку обстріляли з мінометів, а в напрямку оборонців Майорська, Оріхового, Луганського та Новолуганського відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та іншої зброї. Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів ворог не досяг своїх руйнівних цілей. Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Протягом поточної доби 20 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Допомагав окупантам захоплювати литовище Сімферополя. На Херсонщині затримали колишнього українського військовослужбовця, який був бойовиком в так званій самообороні Криму і допомагав Росії захопити півострів. За словами джерел у правоохоронних органах, затриманий Валерій Миколайович. Слідство встановило, що він ще в 2011 році отримав російський паспорт. Наприкінці лютого 2014-го долучився до бойовиків так званої самооборони, де допомагав окупантам захоплювати стратегічні об'єкти, зокрема аеропорт Сімферополь та об'єкти Крим-аероруху. За даними слідства, колаборант був причетний до блокування території литовища та злітно-посадкової смуги, щоб завадити приземленню літаків, що прямували з материкової України. Також, володіючи відповідними знаннями з управління авіаційними польотами, підозрюваний надав військовослужбовцям держави-окупанта інформацію щодо управління системою навігації з переміщення повітряних суден над територією півострова. У тому числі допомагав приймати та відправляти російські військові літаки, якими переправлялися військовослужбовці РФ до півострова. Наразі Херсонським міським судом Херсонської області задоволене клопотання прокуратури автономії та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 594 750 гривень. Посіпака окупантів намагався тишком перетнути лінію фронту, але був затриманий бійцями Об'єднаних сил. Ним виявився Артем Костенко, який у 2016 році вступив до лав окупантів Донеччини та служив водієм-механіком у батальйоні «Дизель». Він розповів, що серед керівництва батальйону багато росіян, а серед бойовиків досить поширеною практикою є вживання наркотиків. Перший раз в житті в цій армії спробував метадон, первентин, черный, короче, мак. Ну, все тяжелые наркотики, наверное, которые существуют, все попробовал в этом батальоне. Вообще, в жизни ни разу никогда иголки в руки не брал, пока вот в армию ДНР не попал. Хотелось бы начать жизнь с нового листа, как я и хотел, это задумал изначально. Бросить наркотики, может вылечиться от них или как.
как получится. Контррозвідники СБУ затримали бойовика, який штурмував будівлю управління Служби безпеки в Луганську у 2014 році. Оперативники встановили, що мешканець станиці Луганської приєднався до проросійських бойовиків. Разом з іншими терористами він зламував двері службових приміщень обласного управління СБУ. За завданням ватажків шукав документи та не гребував грабунком і знищенням техніки. Згодом окупанти перевели його на пункт пропуску для перевірки документів. Бойовикові загрожує до 8 років за ґратами. Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання та затримали в селі під Білокуракиним. Близько 14 тисяч людей зібралося під мостом, який сполучає американський штат Техас і мексиканське місто Сьюдад-Акунья. Здебільшого це нелегальні мігранти з Гаїті. На їхній батьківщині недавно стався сильний землетрус. Люди мігрують у пошуках роботи і ліпшого життя. Тут вони мешкають у наметах, куренях або просто неба. Багато хто з дітьми. З американського боку людей вже почали переміщати до міграційних центрів. Їх сотнями депортують назад до Гаїті. У неділю додому повернулося близько 300 гаїтян. Для цього виділили 3 літаки. Деякі депортовані розповіли, що їм не повідомили, куди їх везуть. Я поїхала з Гаїті, шукаючи ліпшого життя. Бо тут молодь, навіть якщо здобуде освіту, не може знайти роботу. Ми ходимо вулицями без копійки в кишені. Тому багато молодих людей долучається до злочинних угруповань. Я витратив близько 15 тисяч доларів на подорож із Бразилії. Приїхав через Мексику до Техасу. Я міг би інвестувати ці гроші тут, міг би почати бізнес. Під мостом на кордоні зібралися також мігранти з інших країн. Багато з Центральної Америки, Бразилії та Чилі. А ось так нелегали переходять із мексиканського боку до Техасу. Знайшли невелику ділянку на річці Ріо-Гранде і протягнули мотузку. Боюся, що мене депортують. У нас у Гаїті вбили президента. Там небезпечно, немає роботи, багато злочинців. Маємо чимало труднощів. Я хочу знайти роботу тут, щоб допомагати родині, братам, сестрам. Розумієте? Частина людей повертається на мексиканський бік по продукти, однак назад пускають не всіх. Першокласники Афганістану повернулися за парти. Серед них і хлопчики, і дівчатка. Однак доля дітей других класів і вище поки не ясна. Відтоді, як владу в Афганістані захопив рух Талібан, навчання в школах призупинили. Вчителька однієї з приватних шкіл Кабула сподівається, що дівчаткам все ж дозволять повернутися за парти. Каже, що до неї кожен день приходять батьки зі своїми доньками. Більшість сімей просять нас і вимагають можливості, щоб класи були і вище 6-го, і щоб їхні доньки могли повернутися до занять і в майбутньому могли самі приймати рішення про те, ким хочуть бути, але поки нам не дають займатися. Таліби обіцяють не повертатися до політики, яка діяла в Афганістані з 1996 по 2001 роки. Тоді вони правили за суворими законами шаріату, які забороняли дівчаткам вчитися, а жінкам виходити з дому без супроводу чоловіків. Зараз Талібан говорить, що дозволить жіночу освіту, але дівчаткам і дівчатам доведеться відвідувати заняття в спеціалізованих навчальних закладах. Разом з хлопчиками та юнаками вони вчитися не зможуть. Теж, як і очікується, буде поширюватися на робочі місця. Наприклад, планують створювати окремі жіночі лікарні, в яких зможуть працювати жінки. Чиновники вже оголосили, що незабаром повинні відновити роботу другі шкільні класи для хлопчиків. Що стосується дівчаток, то ніякої інформації поки немає. Боротьба об'єднує. У Києві відбувся дитячий турнір з вільної боротьби «Мухаджир Опен». У змаганнях взяли участь понад 300 дітей різних національностей віком від 6 до 13 років. Організаторами заходу є громадська організація «Берлік» та Федерація спортивної боротьби Автономної Республіки Крим. Традиційно турнір почався зі вступного слова муфтія Криму Айдера Рустемова. Іслам, як я впевнений, будь-інша світова релігія спонукає бути сильним. Але сила – це не все. Заперш ми повинні бути гідними. Тому будьте в першу чергу гідними та сильними і будемо разом деокупувати Крим, бо мухаджир – це переселенець, і будемо разом будувати нашу Україну. У
першому двобої чисту перемогу, поклавши суперника на лопатки, здобув 9-річний Ільяс зі Старого Криму. Перемігши й наступних борців, дійшов до фіналу та став чемпіоном турніру в своїй ваговій категорії. Я не люблю проигрывать. Це Ізет Фантонжиєв. Він поклав свого суперника на лопатки. Йому 13. Хлопець народився в Єгипті, згодом переїхав з батьками до Криму, а зараз живе на Київщині. За 6 років тренувань та змагань з вільної боротьби у нього з'явилася своя тактика ведення бою. Каже, що спочатку перевіряє, як бореться суперник, а тоді вже атакує. У нього є мрія, і він знає, як її здійснити. Мечтаю бути олімпійським чемпіоном. Сила волі треба. Надо очень усердно тренироваться, трудиться надо. Дисциплину надо держать. У нас поставлены цели – это выучить Коран, это быть физически, морально, духовно сильным человеком для того, чтобы нести добро в общество. Спорт об'єднує всіх, незалежно від національності та релігії, каже віце-президент Федерації спортивної боротьби Криму Імран Усеїнов. Вважає, що курєш у кримських татар в крові, тож важливо залучати молодих спортсменів до олімпійських видів боротьби, щоб перед ними відкрилися великі перспективи. Ми думаємо, що в тандемі ми будемо розвивати боротьбу як греко-римську, так і вільну, і вже будемо бачити свої результати на світовій і міжнародних аренах. Коментатор Олександр Пастухов щиро здивований, на якому високому рівні організований турнір. Організатори подбали про все. Наші дітки вже мають привчатися до того, що вони є героями, вони є найголовнішими, незважаючи на вік, незважаючи на брак досвіду, незважаючи на те, що у маленьких ще не все виходить. Оце важливо. Боротьба – це не тільки перемоги на килимі, це гідні громадяни, справжні чоловіки, які люблять Україну і які готові творити добрі справи для прослави своєї вітчизни. Сергій із Житомирської області. Він в захваті від сьогоднішнього турніру. Каже, що за 3 роки тренувань дуже полюбив вільну боротьбу, тож відпочиває від спорту тільки на вихідних. Його улюблений прийом – мишоловка. Мишоловка – це коли тебе беруть на накат, ти береш його теж на накат і ти його починаєш сам крутити. На трибунах за дітей вболівали народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавєр Сейдхалілєв. Вони гідно оцінили турнір та поділилися думками щодо розвитку кримськотатарської молоді. Це нібито в нашому ДНК, але боротьба сама по собі зараз, як ви знаєте, це олімпійський вид спорту. Тобто це взагалі правильно, щоб Україна має такий досвід. У нас дуже гарна школа боротьби, і ми повинні її розвивати. Ви знаєте, останнім часом у нас були олімпійські медалі. Ми привезли, Україна привезла Жан Беленюк, Ленур Тіміров, Парвіз були учасники, так, і вони отримали і медалі. Тобто ми повинні заохочувати нашу молодь для того, щоб вона продовжувала і розвивала боротьбу. В Чайках вже є культурний центр, є спортивний клуб «Бірлік Спорт». Буквально у вересні відкрилася школа. Дуже великі плани щодо розвитку подальших проєктів. Це і повний цикл освітнього процесу, тобто з початкової школи до старшої школи, а також розширення саме спектру спортивної діяльності. Тобто зараз є команда по боротьбі, але планується також і футбольна команда та інші види спорту. Переможців нагородили солодощами, кубками та чашками з символікою федерації. Крім цього, було 5 спеціальних призів – за волю до перемоги, за найгарніший кидок, приз глядацьких симпатій, за кращу техніку і приз від спонсора турніру. Інна Полякова, Іслям Пінка, Заман АТР. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И подписывайтесь на наш сайт atr.ua и Patreon. Вот сейчас вы видите ссылку на ваших экранах. По этой ссылке вы можете пройти на сайт Патреона телеканала АТР, выбрать уровень поддержки. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представити гостя нашої студії Василь Лаптійчук, керівник дослідницького центру Інституту Росії, політолог. Вітаю вас, пане Василю. Добрый вечер. Давайте начнем наш эфир со следующего информационного сообщения. Во время визита в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский консолидирует международную поддержку для противодействия российской агрессии. Красной нитью участия президента там и переговоров на всех уровнях будет тема оккупированного Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот его цитата. Це дуже принципово. По-перше, ми успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер 1 для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити більшу залученість ООН до питань Криму. Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою – консолідувати ще більшу підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російської агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією COVID-19. Пане Василю, очевидно, что на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Зеленский будет говорить про Крым, про оккупацию Крыма и непременно будет говорить о недавних репрессиях в оккупированном Крыму, в особенности после Крымской платформы. Но в какие конкретные действия это может вылиться? Чего мы можем ожидать от этого выступления? Чого можна очікувати від його виступу? Я вважаю, майже нічого уже. Чому вже? Уже. На жаль, лише перший із уже третього, включно з виконуючим обов'язки Турчином, президент під час війни спробує поставити на ООН, на Генеральній Асамблеї ООН те питання, яке треба було поставити ще весною 2014 року. Це обов'язок усіх членів ООН, які дотримуються статуту ООН, виконати вимоги 7-го розділу так званого безпекового статуту ООН по міжнародній ізоляції агресора. Агресія визначена однією з резолюцій ООН, тобто ознаки агресії визначені однією з резолюцій ООН ще в 1974 році. Щоб далеко не ходити, усі ці ознаки вони повторені у статті 1 Закону України про оборону. Це захоплення портів, суден, засилка найманців, обстріл з власної території, захід регулярних військ, анексія території. Тобто, якби навіть росіяни сказали, що ніяких портів вони не захоплювали, ніяких суден не блокували, ніяких найманців тут немає, росіяни задокументували агресію змінами до власної конституції, незаконно анексувавши Крим. Тобто, уже 2014 року Росія як агресор, і якби на це була воля насамперед керівництва України,
в першу чергу. В другу чергу членів ООН мала бути ізольована аж до припинення радіозв'язку за вимогами статуту ООН. Чому цього не сталося, ми зараз можемо говорити, що було недостатньо волі політичної у керівництва України, яке чомусь цього не зробило. Очевидно, і тоді були проблеми з тією ж Німеччиною, чи з десятками сателітів типу Венесуела, КНДР, із десятками сателітів російських. Але якби це питання почало ставитися в жорсткій формі, з вимогами, якби тоді було відповідно до вимог статті 4 Закону про оборону оголошено воєнний стан, якби було розірвано і припинено будь-які дипломатичні зносини з агресором аж до перемов про умови деокупації, компенсації за цю окупацію і так далі. Якби таке рішення було прийнято керівництвом України вчасно, тобто виконуючи імперативні вимоги статті 4 і інших статей Закону про оборону, то і Генеральна асамблея ООН поставилася б до цього збройного конфлікту, як визначаються такі речі міжнародним правом, адекватніше. Оскільки, як пояснював тоді виконуючий обов'язки президента Турчинов, у нього на руках висіли посли Франції і Німеччини, то він не міг виконувати обов'язки, передбачені Конституцією і оборонним законодавством України. Як це вписується в правову політику держави чи у функціональні обов'язки урядовців, їх зобов'язані виконувати свої обов'язки, я не можу пояснити. А зараз уже поздно? Гадаю, це ніколи не пізно. Але, знаєте, ця тема, вона вже багатьом набридла. Росіяни, оскільки вони все ж таки раптово анексували Крим, у них були трошки інші плани, далекосяжніші, то вони не підготували достатньо міжнародних своїх союзників, потенційних союзників, для того, щоб вони не реагували жорстко. Вони створили безліч позицій. Бачите, Північний потік-2, наприклад. Вони створили безліч позицій, за якими тепер багато країн є більш залежними від Російської Федерації. Це з одного боку. Хоча з іншого боку, незадоволення постійними агресивними діями Російської Федерації, зокрема на сході України, постійні вбивства. З іншого боку, вони мобілізують інші держави, які, наприклад, об'єдналися у Кримській платформі. Хоча, я думаю, 46 там, здається, було членів цієї платформи. Це далеко не повний перелік держав, які готові стати на бік України. Просто Україна при цьому повинна проявляти хоча б правослухняність, хоча б виконувати вимоги міжнародного і національного права в області оборони, в області забезпечення територіальної цілісності. Все ці Женевські, Гаазькі конвенції, ще після Першої світової війни, вони кров'ю виписані. Це міжнародне гуманітарне право. Гаазькі конвенції передбачають умови ведення бойових дій, Женевські, як бути з мирним населенням під цього. Тобто все це вже є в законах, все це передбачено від статуту ООН до закону України про оборону. Чому українське керівництво уже третє поспіль і чому міжнародне співтовариство в особі Генеральної асамблеї ООН навіть не припинило членство агресора в Раді безпеки ООН, я не знаю в який спосіб, поліція Нью-Йорка могла просто не пропустити членів Росії на голосування. А вот, кстати, интересно, есть действительно механизм лишения России права вето в Совете Безопасности? Немає. Переможці після Другої світової війни отак проголосували і створили. І всі резолюції, які обов'язкові до виконання, резолюції Генеральної асамблеї, затверджуються Радою безпеки, де будь-яка із сторін, будь-який один член може накласти право вето. Таких прав, знаєте, Росія врахувала досвід 40-го року, коли її за напад на Фінляндію викинули із Ліги, Росія, Радянський Союз. Радянський Союз викинули з Ліги націй. Ліга націй – це була попередня ООН, скажімо так. Її викинули за напад на Фінляндію, вони врахували цей досвід, оскільки вони не збиралися не бути агресивними, тому статут ООН, в тому числі за допомогою Радянського Союзу, був виписаний таким чином, що її не можна викинути. З іншого боку, я ж кажу, варто поліцейським Нью-Йорка не пропустити на засідання Ради безпеки ООН членів російської делегації з будь-яких причин. Знаєте, росіяни ж вигадують багато причин різних гібридних. З будь-яких гібридних причин їх можна було б затримати. І Рада безпеки ООН могла б проголосувати за будь-яке рішення без участі Російської Федерації. Хоча, звичайно, у них є певні союзники, це і Китайська Народна Республіка, у деяких питаннях, можливо, навіть обіжена теперішнім англосоюзом між Британією, США і Австралією, так, у них там далекосяжні плани. І Франція могла б зараз в піку
підтримати десь там Росію, хоча я не думаю, що це вони аж наскільки хотіли забруднитися. Таким чином, як не дивно, але особа, яка далека від політики, яка просто випадково потрапила у вищий політичний менеджмент України, перша збирається ставити питання в ООН, хоч і з великим запізненням, але про факт агресії, про факт анексії Криму, незаконної анексії, про факт окупації території. Але при цьому, знову ж таки, не виконуючи закону про оборону його імперативних норм. Ніякі рішення РНБО, як це вони прописали в регламенті про РНБО, не потрібні. Є імперативна норма закону. Верховний головнокомандувач вносить на розгляд парламенту введення воєнного стану. Все. Ніякої РНБО там немає в цьому законі. Закон України про оборону. А что бы сейчас введение военного положения изменило? Зараз уже нічого. Зараз вже нічого. Це якби ми збиралися, знаєте, шляхом величезних жертв звільняти Донбас із невідомими наслідками війни з ядерною державою, яка б за одну ніч приєднала б до себе ці території і воювала б уже з нами, як, дивіться, військовий бюджет на 21 рік Російської Федерації 40 мільярдів на Міністерство оборони, плюс 25 мільярдів, як ми вважаємо, приховані витрати на різні приватні військові організації, які в Африці, в Азії ведуть війни, на підкуп, на диверсійну діяльність, на будь-що. Тобто у них біля 60 мільярдів тільки на оборону, у нас 6. І у них із 40 мільярдів 2/3 йде на оновлення зброї, на осучаснення зброї. У нас тільки 800 тисяч йде на осучаснення зброї. Решта всього бюджету йде просто на утримання, на харчування, на одяг, на проживання особового складу Збройних сил. Ми, звичайно, слабші. Тому нам потрібні союзники. Але якщо ти потенційний лузер, якщо ти відмовляєшся виконувати не лише національне, а й міжнародне право, якщо ти сідаєш за стіл переговорів з агресором, то кому такий союзник потрібен? А скажите, вот кого сегодня Украина может назвать своим 100% союзником? Умовно 100% союзником може бути, звичайно, Литва. У нас дивовижно цікаве і велике спільне минуле, коли ми були в складі спільного Великого князівства Литовського, де 80% всього населення були українці. Тобто це фактично була якби велика Україна спільно з Литвою і теперішньою Білорусією. І періодично частиною Польщі. Тобто фактично якась генетика, якась історична аура висить над цією територією. Тобто наші потенційні союзники – Польща і Литва. Це перші, найперші. Чому? Тому що, дивіться, на сьогодні Україна збільшила свою не лише територію, не лише стратегічні підступи до Європи. Вона збільшила на 15, включно з білорусами. Там уже питання вирішено. Білоруські збройні сили є частиною російських сил, фактично. І Росія збільшила уже чисельність населення, включно з Україною, на 15 мільйонів. 10 Білорусь, 5 Україна. Поки що. Так? Якщо Російська Федерація, умовно кажучи, може, хай навіть із застосуванням ядерної зброї, захоплює Україну, вона збільшує свою кількість населення на 40 мільйонів. Вона підходить до польського кордону вже, так? Вона підходить до інших кордонів, до словацького, до угорського, ще ближче. І вона має у своєму ресурсі можливість ще мобілізації, ще з 500 000 армії, або і 1 мільйон, не менше, за рахунок українців. Як би це в них вийшло, я не знаю. Але історично воно було так. Щоразу, коли Росія захоплювала Україну, більшість українців йшли служити в російську армію. І вони це чудово пам'ятають. Вони чудово пам'ятають, як боротися з українськими дисидентами, з українською опозицією. Тому вони розраховують, що після того, як вони проковтнуть Білорусь, проковтнуть Україну, тоді вони можуть рухатися далі, до Литви, до Польщі. І я думаю, що і в Литві, і в Польщі це розуміють. Які б не були погані, чи добрі, чи взагалі ніякі українці, але вони будуть зараз на службі миру або європейського, або російського. Одне з двох. Тому, звичайно, у нас потенційні союзники – це фактично найближчі наші країни з Заходу. Тому що вони повинні розуміти, що у разі, якщо Росія ще на 40 мільйонів збільшить своє населення, хай там 10 мільйонів втече, хай на 30 мільйонів, якщо вона отримає весь військово-промисловий комплекс України, якщо вона отримає нові українські порти і виходи на кордони з західними країнами,
тоді вона буде з ними вже розмовляти по-іншому. Вони будуть наступні. Тому що в перспективі це і ослаблення НАТО, і створення так званих європейських корпусів Збройних сил, які Франція, до речі, вже неодноразово сама ініціює на противагу НАТО. За цим можуть стояти російські ідеї. Не виключно, що це російська ідея, яка через французів весь час мусується, що навіщо нам НАТО, давайте створимо власні збройні сили, які, звичайно, що не підуть воювати з Росією за Україну без підтримки Сполучених Штатів. І Британії, яка теж вийшла з Євросоюзу, ядерна держава. Тобто нам потрібні, звичайно, що союзники скрізь, і нам потрібна зовнішня політика активна, оборонна політика активна. Досі у нас, бачите, зовнішньої політики не було. І як не дивно, я повторюся, людина випадкова, просто хлопець з вулиці, який прийшов у верховний менеджмент, став раптом з актора верховним головнокомандуючим, от саме в його діях вперше фактично проявляються ознаки активної зовнішньої політики. Зокрема, не будемо багато прикладів наводити, оця Кримська платформа, яка привела Росію в бешенство. Тобто спроба організації, спроба союзу країн, спроба створення навіть, можливо, міжнародної організації або постійно діючу міжнародну форму, який може, використовуючи передбачені статутом обов'язки членів ООН, уже в межах ООН, як Кримська платформа може починати кроки на ізоляцію агресора. Російська Федерація живе за рахунок 50% бюджету нафта, 25% газ, 10% сировина, 3-5% продажа зброї, і там ще всяка дрібниця. Тобто, у разі, наприклад, ембарго на продажу Росією нафти і газу, Російська Федерація протягом, можна посперечатися, 2, 3 чи 4 років припиняє існування внаслідок неможливості економічного проживання. Починаються повстання в регіонах, і так далі. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Олега Белоколоса, директора Департаменту міжнародних відносин Майдан закордонних справ. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Салям алейкум. Алло. 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 Алло, я вас чую. Так, чуєте? Доброго вечора. Добрый. Да, пане Олеже, как вы считаете, Крымская платформа, инаугурационный... Алло. Да. Да, да. Крымская платформа, инаугурационный саммит, который прошел 23 августа, на ваш взгляд, отыграет ли свою роль в направлении деоккупации Крыма? Розумієте, все і грає свою роль, але все має грати по своїх нотах. Звичайно, одна лише Кримська платформа навряд чи може наблизити цю нашу мету. Це один лише з інструментів, які має використовувати Україна. Але все ж таки, це, на мій погляд, доволі замало, для того, щоб серйозно говорити про можливість досягнення такої нашої стратегічної мети. Многие аналитики говорят о том, что представительство той или иной страны на саммите Крымской платформы было очень показательной, и говорят о том, что на фоне того, что Европа поляризируется, а мы видели, многие европейские страны на саммите Крымской платформы были представлены на уровне Министерства иностранных дел или послов, а страны Литвы, Латвии, Эстонии, Польши были представлены на уровне президентском, то есть на самом высшем. Как вы думаете, может ли это стать триггером, что будет создана какая-то новая коалиция стран новой Европы, которая могла бы, в принципе, возглавить Украина? Розумієте, тут про те, що там хтось щось може очолювати, я би дуже обережно до цього ставився. Для цього треба мати насамперед потужні ресурси. Наскільки я розумію, в нас їх немає. Ці країни, вони, те, що ви назвали, вони країни-члени НАТО, а вони члени свого клубу, підпорядковуються відповідним правилам. Але знову ж таки, я можу погодитися з вами в тому, що це країни Балтії, Польща, це дійсно наші найближчі і сусіди, і прибічники, які дуже чітко розуміють, звідки йде загроза. В цьому баченні
баченні, спільному баченні загроз. От на цій платформі, да, дійсно можливо будувати знову ж таки якусь політику, але як дипломати колишні, да, я все ж таки би уникав таких от гучних назв, як там міжнародна коаліція, щось очолити. От для цього треба багато дуже працювати, треба мати дійсно союзницькі відносини. У нас це питання, чи яким чином розмито, але союзники – це є чітке визначення в міжнародному праві, що таке союзники. Да, це відповідні юридично зобов'язуючі угоди. От, на жаль, Україна досі не має з жодною країною таких угод. От я би над цим вкинув би туди всі наявні ресурси для того, щоб встановити хоча б з нашими регіонами, з країнами нашого регіону, такого плану відносини, які б, ну, скажімо так, від партнерських би наближались до союзницьких. От я би, скажімо так, сказав. А щодо того, хто на якому рівні був представлений, звичайно, це індикатор. Є і індикатор, як по тому, хто як голосує в Організації Об'єднаних Націй. Але знову ж таки, я би не перебільшував роль міжнародних організацій, зокрема ООН, яка стрімко втрачає свою ефективність і вагу на міжнародній арені. Ми це бачимо, ну, що майже щодня. Ми маємо розуміти, що жодні заяви, звернення, резолюції Генеральної асамблеї ООН нам не допоможуть. Тобто тут потрібні, окрім дипломатичних інструментів, ще інші інструменти економічні, от, військові, от, які, скажімо так, засвідчать, да, насамперед і вагу України збільшить на міжнародній арені, тому що ніхто не хоче брати в союзники країну, ну, скажімо так, яка має певні вразливі місця. От я би, скажімо так, висловився. Да. Но если мы говорим о союзниках Украины, это какие страны потенциально, с которыми мы бы могли составить вот те договора, о которых вы говорите? Ну, знову ж таки, я хочу повторити, у нас союзників наразі немає. У нас є країни-партнери, які допомагають нам у відстоюванні, скажімо так, у протидії російській агресії. Ну, це насамперед, да, звичайно, Сполучені Штати я б назвав, це Велика Британія, це Канада, це Туреччина, це Польща, це країни Балтії. Є країни, які наші, ну, скажімо так, симпатики, які підтримують в організаціях різних, в тому числі ООН, питання територіальної цілісності. Але ж є багато країн, які просто утримуються. От. Так що, як на мене, треба все ж таки наші скромні ресурси скерувати туди, де ми можемо, ну, скажімо так, оці партнерські наші відносини розвинути їх до союзницьких. І знову ж таки, не сприймати, наприклад, те, що ми маємо з якоюсь країною сьогодні добрі відносини, що це нам гарантовано на довгий час. Змінюється покоління виборців. Ми бачимо, що покоління політиків, які пам'ятали післявоєнну розбудову Європи за допомогою Сполучених Штатів, вже відійшло. Іде нове покоління, нові політики приходять, і з цими політиками треба заходити спільну мову, і не лише з політиками, тому що сьогодні дипломатія дуже відрізняється від тої дипломатії, яка була в 19 сторіччі, коли джентльмени, да, там за келихом бренді або шампанського вирішували питання світової політики. А сьогодні дипломатія – це більш широка діяльність, в тому числі засоби масової інформації, соцмережі, неурядові організації, експертні форуми. От якраз от Кримська платформа, як один з механізмів цього, вона може спрацювати, да, як постійно діючий форум, на якому обговорюється весь спектр кримської проблематики.
Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагон, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олег Балаколис, директор департаменту міжнародних відносин Майдан закордонних справ, був з нами на прямому зв'язку. Я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме. Вы знаете, что последние 3 дня в России проходили выборы в Госдуму, которые они незаконно провели также на территории временно оккупированного Крыма. И перед выборами массово паспортизировали граждан Украины на территории ОРДЛО и привлекли их также к выборам в Государственную Думу. На ваш взгляд, почему для России было так важно участие жителей ОРДЛО на этих выборах? Ну, я дозвольте закінчу попередню тему однією фразою. Так. У 2011 році між Туреччиною і Азербайджаном був підписаний договор про взаємну допомогу і оборону, який майже дорівнює 5 статті статуту ООН. Ніхто не заперечує ні Литві, ні Польщі, ні Сполученим Штатам сьогодні підписати з Україною відповідний договір. І це мало б завершитись тим, чим завершилась операція звільнення Нагірного Карабаху від вірменських військ за допомогою договору, який було підписано між Туреччиною. Це про що говорив наш колега, що правильно, є юридичне зобов'язання. Просто Україна сьогодні не наскільки симпатична з точки зору судової системи, з точки зору влади, тої, якою вона є, для того, щоб підписувати аж наскільки серйозні договори. Тобто ви думаєте, Америка могла би стати для нас Турцією, для Азербайджану? Якби Україна хоча б 7 років тому розпочала дії такі, які б розпочав би Ізраїль у разі нападу на нього, у нас вже було б півсвіту більше союзників. Якби Україна розпочала таку саму боротьбу з арабським світом, з агресивним арабським світом, який веде Мосад. Не тільки Мосад, а і Збройні сили Ізраїлю. Тобто, якби ми були отаким собі Ізраїлем у центрі чи з краю Європи, у нас уже півсвіту і більше було б союзниками. Причем военными. Ну, кстати, об этом начали говорить. Вот недавно Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужно по аналогии Израиля создавать свой военный. Про це говорили вже і 7 років тому на телебаченні, наприклад, так? Але ніхто до цього не дослухався. Ну, я перепрошую до вашого... Да, возвращаясь к моему вопросу. Повертаючись, навіщо це було Росії? Ну, біля 600 паспортизованих в ОРДЛО, із них проголосувало лише 50 тисяч. Причому їх там ледь не насильницько везли. Від тих 3,5 мільйонів це десь біля 5%. Тобто, насправді, мешканці ОРДЛО не виявили палкого бажання голосувати за кандидатів у Державну Думу Російської Федерації. Російській Федерації це було потрібно як підтвердження. Ну, зрештою, це не просто було потрібно. Цього вимагає російське законодавство. До речі, у Львові також голосували громадяни Російської Федерації. У Одеському генеральному консульстві також голосувала російська. Просто це не окуповані території, і це відбувається з дозволу України. На окупованих територіях це відбувалося без дозволу України, тому буде абсолютно природним визнання Верховної Ради взагалі нелегітимності виборів до... Це реально? Реально. На сьогодні реально. Сьогодні є така політична воля? Я гадаю, що як не дивно, навіть з уваги на, певну, перепрошую, комічність цієї влади, цього парламенту, на його незрілість політичну, от саме тому, або всупереч всьому законам природи, це перший парламент, який може реалізувати саме так, тобто не визнати вибори у нижню палату, так звану, российского парламенту у нижнюю, у Державну Думу. А что это будет означать для Украины, для России? Какие это может иметь последствия? Це жодних наслідків не буде, тому що ми перебуваємо у фактичному стані війни, і незалежно від того, визнаємо ми щось, чи вони в нас, чи це вже жодного значення немає. Але для форми, для підтвердження... Політичне. Так. Це крок до розриву будь-яких міжнародних, дипломатичних, інших відносин, якого вимагає міжнародне право, і який треба було здійснити ще весною 2014 року. А якщо предположим, що Європейський парламент не признає ці результати виборів, як, впрочем, було прописано в докладі, опублікованому Європейський парламент завтра може визнати, уявімо собі, за великі гроші те, що Крим належить Російській Федерації. Це не повинно впливати на оборонну безпекову політику України. Це лише повинно напружити і змусити Україну ще активніше боротися за свою територію. Європейський парламент є нашим умовним союзником, де безліч людей можуть за гроші Росії прийняти будь-яке рішення. Там серйозне проросійське лобі? Воно може бути. Сьогодні Європейський Союз платить Росії скажені гроші. У Росії профіцит
Десятки мільярдів доларів тільки на енергоносіях. Ви подивіться, газ уже, зараз по 800 уже з гаком сьогодні знову. У російський бюджет закладено 43, зараз, здається, долара за барель. Він продається по 70 чимось. Це і так воно було б їм вигідно. Тобто Росія має сотні мільярдів на підкуп політиків і всього Європарламенту разом взятого, якби в цьому була велика потреба. Може хтось і не продасться, знаєте, може хтось і не продається, але більшість європейців, на жаль, цінують своє приватне життя, ті пільги, які вони, чи привілеї, які вони собі мріють на пенсію, більше, ніж кордони десь там в Україні, між тими рускоязичними, де вони там пройдуть. Тому Росія працює, у них сотні людей у кожному посольстві, співробітники російської розвідки, у кожного з яких стоїть задача. Вивчення, підкуп. Розумієте? Тому вони в цьому напрямку працюють. Наскільки успішно? Є успіхи певні. Чоловік 5 у Крим приїхало, бачите. Це ж не безплатно. Як міжнародні спостерігачі за виборами. І це дасть підстави для російських ЗМІ показати їх крупним планом. Один з них там дівчинку цілує, французький там дідусь, пам'ятник так звано звільненої, ми, мабуть, бачили цю історію. От серб там якийсь приїхав. Тобто небагато продається, але я думаю, це питання часу. Якби Росія не була така прижимиста, Європейський Союз платить... А как мы можем уже сейчас этому противодействовать, чтобы в дальнейшем не потерять наших союзников? Насамперед повернутися, в рамки міжнародного і національного права. Те, з чого ми почали. Бо розумієте, із державою, яка веде неправовий спосіб життя, дуже важко мати справу. Сьогодні, знаєте, ми проголосували за вступ в ЄС, завтра ми проголосуємо за вступ у Євразес, просто переплутавши назву. Тобто мають справу і довіряють, і підписують оборонні угоди з державами, де традиційно існує не тільки демократія, а й розум. Тобто де є певна традиція. У Британії нема конституції, але вони, знаєте, вони живуть значно правильніше з точки зору права, ніж українці, які ту конституцію... Пам'ятаєте конфлікт між Ющенко і Тимошенко? Один був президентом, другий прем'єр-міністром. І от як вони виконували конституцію? От я вам зараз приклад наведу, як з такою країною можна мати справу. У конституції передбачено, що президент підписує акти Кабінету міністрів. І оскільки в них там була особиста неприязнь, то, видно, Ющенку порадили, що підписує – це не означає зобов'язаний. А от хочеш підписуй, хочеш не підписуй. Розумієте, який конфлікт? Тобто з державами, де дві вищі посадові особи в державі трактують Конституцію отаким чином, що я можу і не підписувати, бо я не зобов'язаний. Там же не написано, що я зобов'язаний, а написано, що я підписую. Я не буду підписувати. Тобто і де Баришевський суд може завтра скасувати вступ України в НАТО, з такою державою дуже важко мати справу. Что бы сегодня вернуло или восстановило это доверие? Повернення України у рамки міжнародного права. І дуже гарна нагода зараз є у Зеленського. Я думаю, що воєнний стан по-любому треба ввести у прикордонних регіонах, тому що там реально відбувається війна. Хоча б закон про оборону він так і передбачає на всій території або її частинах. Тобто повернутися до виконання імперативних норм українського законодавства в області оборони і змусити якимось чином країни-члени НАТО, принаймні уже членів Кримської платформи, розпочати консультації з приводу вимог статуту ООН скерованих, направлених на міжнародну ізоляцію країни-агресора. І хай Німеччина тоді себе оголошує як союзник Російської Федерації. Це вже не вперше було в історії. Нехай. І це буде вже зрозуміло, що вона є союзник. Так а зараз Северний поток, пожалуйста. Він ще не запрацював, знаєте, німці... А є вероятність, що він не заработає, по-вашому? Я думаю, знаєте, ще коли вони перший метр проклали, мій був прогноз, що він запрацює. Тому що росіяни куплять. Це питання просто грошей. Питання грошей. Питання грошей і часу. Якщо росіяни працюють у цьому напрямку і виділяють дурні гроші, як для нашого розуміння, то це означає, що воно рано чи пізно запрацює. Рано чи пізно вони підберуть продажного чиновника. Рано чи пізно вони створять країні якісь проблеми, а потім, в тому числі в енергосекторі, а потім пообіцяють їх виправити. У них активна політика, у нас реактивна. Ми лише реагуємо. І Європа лише реагує на російську ініціативу. Тому вони сильні. Тому вони захоплюють території і не збираються їх віддавати. Немає політики міжнародної, крім пасивної. Санкції – це пасив. Це пасив, зрештою. Міжнародна ізоляція – це актив.
От якби Україна спробувала активізувати, але знаєте, це питання кадрів, це питання політичної волі. Но ведь санкции тоже имеют, разные санкции имеют различный эффект, разве нет? Ну, Если звичайно. мы говорим о персональных санкциях, которые сегодня введены в отношении России, да, к сожалению, они неэффективны настолько, насколько бы нам хотелось. Да. Но если мы говорим о секторальных или о том, что вы говорили выше в виде введения полного эмбарго на нефть, это тоже санкции, но они более эффективны. Вони не тільки ефективні, вони убивчі для Російської Федерації. Це єдиний спосіб змусити її хоч чимось поступитися. Це оголосити дійсно торгівельне ембарго. В першу чергу на нафту, ну і потім вже якось на газ. Хай це, бачите, якби про це говорили з самого початку, у нас було 7 років на це, на пошук альтернативи. Чому? Одна з причин, або головна причина війни в Сирії – це не допустити газ із Катара у Європу. І там будуть точитися воєнні дії, там будуть тримати Асада як союзника, щоб не допустити альтернативи газу в Росію. Росіяни працюють, вони активні. Ми лише реагуємо поки що на їхні. І от та ж Кримська платформа, я кажу, це те, що я, при всій критичності до теперішньої цієї команди, при всій критичності в українській зовнішній політиці з'явилися якісь ознаки активності, що дуже, звичайно, от, як видно, в Росії страшенно їх приводить, в бешенство, да. Тому що досі ми лише реагували. Вони планували, вони писали, що з нами робити, а ми лише реагували, сідали за стіл переговорів, погоджувались, підписували, а тоді зволікали з підписанням і з виконанням. Це ще й так, знаєте, нам пощастило, що до нас санкції не застосували, оскільки Порошенко свого часу він не просто підписав цей комплекс Мінських угод виконання, він ще й побіг на Раду безпеки ООН, і вони свою резолюцію затвердили це, схвалили. Розумієте? Воно нібито не має обов'язкової сили, на думку деяких правових експертів. Але це була резолюція ООН. Ми мали б виконувати. Те, що Росія теж не виконує, бо пункт 1 припинення вогню, вона його не виконує. Да? Але це треба було додуматися. Фактично створена юридична передумова застосування санкцій проти України за невиконання Мінських угод. Теоретично. Дякую вам дуже. Чохсаглунс, дякуємо за цікаву бесіду. Василь Лептійчук, керівник дослідницького центру Інституту Росії, політолог, був гостем нашей студии. Я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться, но вы оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. А далее в этой студии вас поприветствует в программе «Прайм Мацарский» мой коллега Юрий Мацарский. Не пропустите. Кошкинч. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать, и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men bundan. Bu mening toprog'im. Mening
Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke qarşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Асан Ахтемовқа да сертқа батлав чықарылды. Оның янына екімлеріні қоймайлар ве керекли илачларыны бермейлер. Адвокат Айдар Азаматов диверсияда қабатланып тұтылған мабусыны СИЗОда зиярет етті. Адвокатның сөздеріне көре шымды Асанны диверсияны бір тақым инсаннен епқанында ве патлайжы моделер сақламасында қабатлайлар. Енді ona 20 yıllık қапыс мұддеті беклей. Адвокаттың сөздеріне көре бұл Асан евел азапларға оғратылып, бермеге мечбур олған танықлардан вазгешкені үшін интиқам дей. Асанның көкірегі ағырғанына бақмадан ишгалжілер оңа керекли тибби ярдым көстермейді адвокат. Преступление. Мучает боль в левой части, в области грудной клетки. До сих пор к нему не пришел врач. По-прежнему он не может нормально спать, так как ночью ему кажется, что задыхается, и опять его будут сокамерники, чтобы он не задохнулся. Из лекарств из всего перечня, который ему передавали, дошли лишь некие витамины. Я думаю, что есть некое давление на него таким образом. Забирают лекарства, то есть берут лекарства для передачи, но не доносят в полном объеме. Будем подавать и жалобы, и заявления на такие действия сотрудников следственного изолятора. Он 14 күнлік қапыз жезаларындан сон уч Қырым татары Шевкет Усейнов, Эльдар Удаманов и Арсен Ахтемов азат етілді. Удаманов и Усейнов сентябрінің учінде Анғара койынде газ борусында олған патлав давасы бойынша шекленіп тұтылды. Оларны ишгалжілер тінтуден сон евлерінден белі олмаған тарaf қалып кетті. Bir күнден зияде олар аққында іч бір мәлумат yok еді. Sonra олар Ахмеджет Авалиманы территориясында тұтылғаны белі олды. Оларны анда чықарғанларынан башқа полис қадемлері тұтып, бұйрықларына yerine getirmegeninde qabatlap apız cezalары belgilendi. Arsen Ахтемов диверсияда qabatlanıp tutulgan Асан Ахтемовның doğmuş qardaşıdır. Оны ФСБ binası oğune çıkıp, ağası ne yerde olğanını bilmege tırışqanı için 14 күнге hapishanege taşladılar. Sanki dersin ФСБ binası yanında polis xadimlerinin buyruqlarını yerine getirmegen.
2015 senesi сентябрынан 20-сы саат 12-де жемаат фааллері ишгал етілген Қырым еле олған Чоңғар, Каланчак ве Чаплынка сыңыр кетішілеріні блок етті. Юкарабалары үшін yol қапатылды. Жаяв кечіт бойынша тоқтамастан қолларында Қырым татар ве Украин байрақлары олған инсанлар юре. Ишгал етілген Қырымға ве Қырымдан тек енгіл арабалар бастасынен яда жаяв кечмек мүмкін. Қырымға мал алып кеткен юкарабалары чоқ километрлі sıраға тізіле. Куда мне? Вот сейчас стану, буду жить. Мне до Геницка доехать, я там живу. Я что, везу что-то? Или что, я по своей воле что-то? Да вообще, ну что я, мне домой доехать. Я не хочу, чтобы вы кормили тех бандитов, которые убивают наших людей. Все, не будете вы их кормить. Я кормить бандитов. Вы кормите их. Ишгалчылерін ашатмаға етер. Қамачав тешебушчылерінің бойлы позициясы ярамадыған мал ташымасыны тоқтатты. О вақыттаки Украин бизнесі ишгал етілген Қырым еле қави бақ тұтайды. Чоқ миллиардлы келерлеріні жоймаға істемейділер. Оның үшін Қамачав тешкілячыларына кон қорқызулар келеді. Қамачав тешкілячылар арасында Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев, Меджлис рейсі Рифат Чубаров ве Дүния Қырым татар конгрессінің президент муавины Ленур Ислямов. О қатырлығанна көре Қырым татарлар ве Украин жемиетінің фаал қысмы бір ғайе етрафында бірлешті. Был момент, когда мы сидели без мяса, я не знал, где нам взять деньги или мясо, где что взять, когда мы вечером нельзя было, не знали, что приготовить. 500 человек. То есть приезжает какой-то дедушка такой, с Западной Украины он ехал. Он тогда сказал, я уже не помню, не то ЧОП какое-то место, не Западная Украина он ехал, потому что он увидел за день до этого во сне, что мы без мяса. И вот он взял 2 барашков, загрузил и ехал он почти целый день и привез нам мясо. Вот я сижу, как раз вот такой пенечек там был, и он приезжает, у него 4-ка это была машина, и открывает там черный и белый барашек. Фааллерінің талаплары ве басқысы алтында үкіметте Қамачавға қол тұты. Тек 3 айдан декабрінің 16-сында Украина Қырым еле тижеретіні тоқтатты. Ишгалчылерге қырсызланған Қырымны ашайтнен темин етмеге баяғы палыға шықты. Ноябрь айында есе энергетик Қамачавы башланғаны вақыт акимиет фааллерге қаршы Милли гвардияны қолланмаға тұрышты. Ноябрінің 21-де Қамачав фааллеріні Илья Кива елбашылығында Херсон батальонының аскерлері үжім етті. Да түневін олар бераберлікте сыңыр кетішілерінде тұрып, бір қазандан ашаша еді. Қамачав башлатып Украина ем ишгалчылерге басқы етті. Бұнен берабер ишгал етілген Қырым меселесіні дүнияның күн тәртібіне шығарды дейді Ленур Ислямов. Тек о вақыт инсанларынан чоқ осы ишгалчылерінен тижерет тоқтатылмақ керек олғанын аңлады. Мы напомнили материковой Украине и всему миру, что ничего не забыто, и что мы здесь, и мы что, любые торговые, деловые и даже политические отношения с Крымом каким-то образом, если будут возобновляться, то мы будем стоять этому стеной. Потому что никаких разговоров, никаких политических, тем более разговоров, и экономических с оккупантами вести нельзя. 6.000 тонна ашайыт эркун, бинглерже кубометр суве электрик киловаттлары. Қырым Қамачавындан сон ишгалчылер бұндан марум қалды. 2 айдан 2015 сенесі сонында Украина үкіметі ресми шекілде мал ташымасыны ве электрик сатылмасыны тоқтатты. Нәтижеде Русия чоқ миллиардлы зарарлар көрді. Ишгалчылер Қырым көпірі құрылмасыны тезлештіріп, илкебелі ярымадаға энерго көпір кечірген еді. Қамачав тешкілячыларыны ишгалчылер тақып еті башлады. Дүния Қырым татар конгрессынан вице-президенті Ленур Ислямовны ишгалчылер энерго Қамачавда қабатлы оларақтанып, оны ғияби шекілде 19 жылға махкүм етті. Ишгалчылерге Ахмеджитов Алиманны запт етмеге ярдым еткен. Херсон вилаетінде сөзде Қырым самооборонасы азасы олып, Русияге ярмаданы запт етмеге ярдым еткен сабық Украин армия яқаланды. Құқық қорғаушы органларында олған менбалар хабар еткеніне көре яқаланған Валерий Николаевич. Таққатының мәліметіне көре ода 2011 сенесі Русия паспортын алған. 2014 сенесі февраль айында сөзде самооборона сыраларына қошылып, ишгалчылерге стратегик объектлеріні запт етмеге ярдым еткен. Бұл сырада Ахмеджитов Алиманы. Таққатшылар қайдеткенне көре одигер ишгалчылер тарафдарларынан берабер Украина қытасындан учақлар келіп қон мамасы үшін Авалиманның учув қонов yolunu блок еткен.
Також, володіючи відповідними знаннями з управління авіаційними польотами, підозрюваний надав військовослужбовцям держави-окупанта інформацію щодо управління системою навігації з переміщення повітряних суден над територією півострова. У тому числі допомагав приймати та відправляти російські військові літаки, якими переправлялися військовослужбовці РФ до півострова. Наразі Херсонським міським судом Херсонської області задоволене клопотання прокуратури автономії та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 594 750 гривень. Ишгалжилернен ишбірлікчі жебе сызғына кечежігі вақыт бірлешкен құветшілер операциясы штабынан аскерлері тарафындан тұтылған. Бұл 2016 сенесі ишгалжилерінің дизель батальонына қошылып айдап жолған Артем Костенко. Оның сөздеріне көре батальон ел басшылығында бір чоқ Русиелі бар женкеберлер арасында есе Афьон пек популярдей. Первый раз в жизни в этой армии попробовал метадон, первентин, черный, мак. Все тяжелые наркотики, наверное, которые существуют, все попробовал в этом батальоне. Вообще в жизни ни разу никогда иголки в руки не брал, пока вот в армию ДНР не попал. Хотелось бы начать жизнь с нового листа, как я и хотел, это задумал изначально. Бросить наркотики, может вылечиться от них или как получится. Украина телекөслік қызметінің истихбаратқа қаршы бөлігі 2014 сенесі Луганста телекөслік қызметінің ерлі бөлігіні ұжымыле запт етілігінде иштирак еткен женкеберні тұтты. Станица Луганская Сакина Руси женкеберлері сыраларына қошылып, телекөслік қызметі бинасында олған қапыларны сындырып, весиқаларны алып, техника йоқ етілмесінде иштирак еткен. Біраздан Русиден олған ел басшылық оны мемори сыңыр кетішіне весиқаларны тешкірмеге еллаған. Женкебер енді 8 жылға қадар азатлықтан марум етілі. Телекөслік қызметінің истихбаратқа қаршы бөлігі қабатлы кіші яшыған еріні белгілеп яқалаған. Күреш бірлештіре. Киевде Мухаджир Опен адлы сербес күреші бойынша бала ярышмасы кечірілді. Ярышта 6 яшындан 13 яшына қадар чешіт миллетлерге айыт 300-ден зияде бала иштирак етті. Тедбіріні бірлік жемат тешкілаты ве Қырымнан спорт күреші бойынша федерациясы тешкіл етті. Адетінже ярыш Қырым муфти Сайдер Рустемовның кіріш сөзінден башланды. Іслам, як я впевнений, будь-інша світова релігія спонукає бути сильним. Але сила – це не все. Заперш ми повинні бути гідними. Тому будьте в першу чергу гідними та сильними і будемо разом деокупувати Крим, бо Мухаджир – це переселенець, і будемо разом будувати нашу Україну. Eski Қырымдан келген 9 yaşındaki İlyas birinci tutuşuvu vaqtında raqibni omuzlarına yatqizib temiz g'alaba qozonди. Diğer kurashchini yengib finalga erishib, o'z cheki kategoriyasida chempion oldi. Я не люблю проигрывать. Bu İzzet Faytonjiyev o raqibini omuzlarına yatqizdi. 13 yaşındaki oğlan Mısırda doğdu. Birazdan ana babasının Qırımga ko'chdi. Şimdi Kiyev viloyatida yashay. Serbest kurashdan uğraşgan 6 yil davomida onun o'z kurash tarzi paydo oldi. İzzet aytganına ko'ra, o raqib nasıl hareket etganini ko'zatgan so'ng onu hujum etdi. Genç kurashchining arzusi bor. İzzet ona yerine nasıl ketirajagini yaxshi biladi. Мечтаю быть олимпийским чемпионом. Сила воли надо. Надо очень усердно тренироваться. Трудиться надо. Дисциплину надо держать. У нас поставлены цели – это выучить Коран, это быть физически, морально, духовно сильным человеком для того, чтобы нести добро в общество. Қырымнан спорт күреші бойынша Федерация президентінің муавины Имран Усейнов айтқанына көре спорт миллеті ве диніне бақмадан еркесіні бірлештіре. О күреш Қырым татарларының қанында дей. Яш спортшыларының парлақ кележегі олмасы үшін оларны күрешінің олимпик чешітлеріні желп етмек керек деп түсіне. Ми думаємо, що в тандемі ми будемо розвивати боротьбу як греко-римську, так і вільну. І вже будемо бачити свої результати на світовій і міжнародних аренах. Ярышның тепсіржесі Александр Пастухов ярыш yüksek seviyede teşkil etilgeninden hayretте қалды.
Організатори подбали про все. Наші дітки вже мають привчатися до того, що вони є героями, вони є найголовнішими, незважаючи на вік, незважаючи на брак досвіду, незважаючи на те, що у маленьких ще не все виходить. Оце важливо. Боротьба – це не тільки перемоги на килимі, це гідні громадяни, справжні чоловіки, які люблять Україну і які готові творити добрі справи для прослави своєї вітчизни. Сергей Житомир велейтінден келді. О бүгінгі ярышмадан зевқыланды. Оның сөздеріне көре, сербес күрешнен оғырашқан 3 ел ішінде бұл спорт чештіні пек севді. Бұның үшін идманлардан тек афтанын сонындары атлана. Оның ең севген күреш усылы қапқандыр. Мишоловка – це коли тебе беруть на накат, ти береш його теж на накат і ти його починаєш сам крутити. Халық депутаты Рустем Умеров и вақтынша ишғал етілген территориялар реинтеграциясы назирынан муавина Снавер Сейтхалилевте балалар насыл күрешкенні бақмаға келді. Олар ярышны пек бегенгенні айтып, қарым-татар яшылары инкишафынан дестекленмесі аққында өз фікірлерінен пайлашты. Це нібито в нашому ДНК, але боротьба сама по собі зараз, як ви знаєте, це олімпійський від спорту. Тобто це взагалі правильно, щоб Україна має такий досвід. У нас дуже гарна школа боротьби, і ми повинні її розвивати. Ви знаєте, останнім часом у нас були олімпійські медалі. Ми привезли, Україна привезла Жан Беленюк, Ленур Тіміров, Парвіз були учасники, так, і вони отримали і медалі. Тобто ми повинні заохочувати нашу молодь для того, щоб вона продовжувала і розвивала боротьбу. В Чайках вже є культурний центр, є спортивний клуб «Бірлік Спорт». Буквально у вересні відкрилася школа. Дуже великі плани щодо розвитку подальших проєктів. Це і повний цикл освітнього процесу, тобто з початкової школи до старшої школи, а також розширення саме спектру спортивної діяльності. Тобто зараз є команда по боротьбі, але планується також і футбольна команда та інші види спорту. Галиплер татылық. Кубве федерация тимсалінен олған мешребелерінен мукафатланды. Бұндан ғайры 5 мақсус мукафат бар еді. Оларның арасында Галибе қазанмаға істегені ең гүзел атма, сейіржілер сырнығы, ең яқшы тарз үшін мукафатлар ве ярышның малеви ярдымжысындан приз олды. Инна Полякова, Ислам Пинка, Заман, АТР. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне язып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада ишгалжілерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире «Прайм Мацарский». Программа, в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю вам о самых важных, интересных и порой забавных историях, произошедших в целом в мире за последние несколько дней. Ну и не буду долго тянуть. Сразу перейдем к нашему традиционному дайджесту. Посмотрим, где что как раз за последнюю неделю происходило, на что стоит обратить внимание, чем запомнилась минувшая неделя миру. Итак, начинаем тогда мы с Соединенных Штатов Америки. Там на границе
границе с соседней Мексикой. А граница проходит в основном по течению реки Рио-Гранде. Скопилось огромное количество беженцев из государства, которое называется Гаити. Гаити — это островное государство, самое бедное в западном полушарии. На это государство в последние несколько месяцев обрушилось огромное количество самых разных бед и неприятностей. Там, напомню, убили президента, я в программе об этом рассказывала. После убийства президента на Гаити обрушилось еще и землетрясение, разрушено огромное количество домов, и пострадали не только жилые дома, пострадали административные здания. В итоге около 13 тысяч беженцев из Гаити оказались либо вот уже на территории штата Техас, американского штата Техас, либо вот на мексиканском берегу реки Рио-Гранде, которая разделяет США и Мексику. Это настоящая катастрофа, потому что 13 тысяч человек живут очень скучно. Это все на фоне пандемии коронавируса, это все на фоне продолжающихся то здесь, то там вспышек этого заболевания. И ничего другого власти Америки не смогли придумать, кроме как начать отправлять этих людей назад домой. То есть их там, в Техасе, по большому счету, прошу прощения за... Это вот последствия того самого землетрясения, о котором я рассказывал, который вот разрушил сразу несколько городов в Гаити. Так вот, ничего другого не придумали американцы, кроме как отправлять этих людей назад домой в Гаити. Их собирают где-то вот на той части уже в американского континента, куда они проникают, прошу прощения, американская территория, куда они проникают, отправляют их в аэропорты, сажают в самолеты и возвращают назад на территорию Гаити. Известно, что люди пытались, вот многие из тех беженцев, которые оказались на территории США или на территории Мексики, пытались обустроиться где-то в других государствах Южной Америки или Центральной Америки. В первую очередь речь идет о Бразилии и о Чили, но столкнулись с расизмом, столкнулись с тем, что их не готовы там принимать, ну и устремились в Америку, которая для очень многих, в принципе, в западном полушарии нашей планеты представляется чем-то таким спасительным, какой-то такой вот сияющей страной всеобщего благополучия. Они попытались туда проникнуть, но вот не получается. Конечно, какая-то часть наверняка сможет каким-то образом осесть и остаться нелегально в Соединенных Штатах Америки, но несколько тысяч человек уже отправили назад, и уже техасские власти США говорят о том, что намерены отправить назад всех. А там, повторюсь еще раз, речь идет о примерно 13 тысячах гаитян, которые сейчас находятся либо на американской территории, либо вот на территории Мексики поблизости к территории Соединенных Штатов. Вот такое творится в Штатах. Посмотрим, что творится в Северной Корее. Северная Корея продолжает испытывать все новые и новые вооружения и средства их доставки. Не так давно, где-то, наверное, около недели назад, стало известно об очередном пуске, испытательном пуске крылатой ракеты. Не только баллистические ракеты есть у Северной Кореи, но вот еще и крылатые ракеты. А вот на днях, видите, 15 сентября, дата даже указана, Северная Корея продемонстрировала миру новый способ доставки своих, значит, ракет. Они продемонстрировали всему миру вот такой железнодорожный состав. Он замаскирован под обычные грузовые вагоны, но в этих обычных грузовых вагонах на самом деле перемещаются там не зерно, не корма, не сельскохозяйственные животные, а вот перемещаются ракеты. И вот такая вот демонстративная история. Видите, сдвигается крыша, или там часть крыши сдвигается, поднимается эта ракета, и вот происходит пуск. И по большому счету, где-нибудь в условиях страны с длинными разветвленными какими-то железнодорожными путями, это действительно было бы опасная история, потому что вот страна может перебрасывать незаметно, замаскировав под грузовые вагоны, перебрасывать свое какое-то баллистическое оружие, скорее всего, с атомными вооружениями. Но дело в том, что в Северной Корее совсем небольшая и очень слабая железнодорожная инфраструктура, и в случае какого-то реального конфликта, в случае, если действительно возникает какое-то вооруженное противостояние с соседями, то соседи, условные Япония или условная Южная Корея, и уж даже там не соседи, а уж какие-нибудь условные Соединенные Штаты Америки, могут несколькими точечными пусками ракет, в принципе, оставить всю Северную Корею без
без их железных дорог. Так что выглядит это действительно впечатляюще, выглядит это устрашающе. Не дай бог, конечно, чтобы кто-нибудь когда-нибудь проверил это на практике. Но вот специалисты, эксперты говорят, что это только вот показуха, что никакой реальной опасности вот эти вот самые вагоны, замаскированные под обычные, под транспортные, под грузовые вагоны, никакой вот реальной опасности они не представляют. Будем на это надеяться. Еще раз повторюсь, очень надеюсь, что никогда никто не проверит, как оно там на самом деле происходит. Во Францию отправляемся, в Париж. Уже 2,5 года прошло. 2,5 года назад пожар уничтожил, нет, неправильно, сильно повредил, конечно, часть уничтожил внутреннего убранства, но, к счастью, не до конца уничтожил, лишь повредил один из символов французской столицы – собор Парижской Богоматери. И вот на этой неделе, вернее, на минувшей неделе стало известно, что закончены подготовительные работы к реставрации собора. Как выяснилось, не так-то просто его отреставрировать, ему около 850 лет. То есть можете себе представить, за 850 лет чего там только не было с этим прекрасным сооружением. И для того, чтобы начать, вот просто вот приступить к восстановлению храма и снаружи, и изнутри, к восстановлению собора, сначала нужно было его укрепить, потому что он пережил тяжелый пожар, там рухнуло значительное количество каких-то перекрытий. И вот прежде чем начать восстанавливать его внутреннее убранство, его витражи, его какие-то вот скульптурные украшения, сначала нужно было его изнутри укрепить целым городом вот этих вот самых строительных конструкций, целым городом лесов. И вот его укрепили, вот доложили совсем недавно, несколько дней назад, сообщили, что работы, продолжавшиеся 2,5 года по укреплению и снаружи, и изнутри собора, завершены. И вот теперь, только теперь, спустя, повторюсь, 2,5 года, можно начинать постепенно восстанавливать и внутреннее убранство, и вот какие-то поврежденные наружные элементы собора тоже можно начать восстанавливать. Эммануэль Макрон, президент Франции, сообщил о том, что планируется завершить работы, все восстановительные работы к 2024 году. В 2024 году Париж будет принимать Олимпийские игры, следующую Олимпиаду, и очень надеются французские власти к моменту проведения Олимпиады закончить все вот эти вот самые работы внутри. То есть еще 3 года. 2,5 года шли подготовительные работы, шла подготовка к началу реставрации собора. Еще 3 года или около 3 лет будет идти само восстановление собора Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари. То есть все это продлится в лучшем случае 5 лет или даже больше 5 лет, но оно стоит того. Оно действительно стоит того. Это символ вообще Франции, символ Французской Республики, символ преодоления самых сложных времен. И я так думаю, что вот теперь-то, после этого пожара, этот символизм будет еще более очевиден и французам, и гостям французской столицы тоже. Что ж, это была Франция, это была Европа. Переносимся в Африку, в Северную Африку, в Тунис. В Тунисе я тоже уже об этом несколько раз рассказывал. Еще в июле этого года был распущен парламент, было распущено правительство и приостановлена работа парламента. Все это сделал президент Каиб Саид. Он сам специалист по конституционному праву. И он сказал: так, ребята, правительство не справляется, парламент не справляется, у нас тяжелая ситуация с пандемией коронавируса. Эта тяжелая ситуация тянет за собой вниз экономику, поэтому, собственно говоря, приостанавливаю работу правительства и парламента и разгоняю правительство. И он, по большому счету, вся полнота власти с 25 июля, вот посмотрите, уже сейчас, уже сегодня 20 сентября, и вся полнота власти уже почти 2 месяца находится в руках одного единственного человека, президента. Он обещал спустя месяц вернуть часть полномочий правительству и восстановить работу парламента, но обещание свое не сдержал. И вот на этих выходных по Тунису прокатилась волна выступлений. Правда, вот она ограничилась в основном такими, к счастью, ничто, не было никаких серьезных столкновений, никто не пострадал, но вот люди вышли с
требованиями все-таки как-то умерить пыл, умерить жажду президента к власти и вернуть другие институты, к существованию других институтов, поделиться властными полномочиями с парламентом и с правительством. Правда, вот на эту акцию протеста была контр-акция, в которой приняли участие сторонники Каиса Саида, которые выступали под лозунгами «Народ требует распуска парламента». И как раз сторонники рассказывали о том, что парламент не справляется, выбирать не из кого, правительство набор случайных людей, поэтому давайте мы все-таки отдадим все полномочия, по крайней мере, на время кризиса одному единственному человеку, с него будет спрос, а там посмотрим, как он с этим справиться. На самом деле у Каиса Саида действительно очень серьезный уровень поддержки. Действительно, его решение о разгоне правительства и о приостановке работы парламента было поддержано огромным количеством жителей Туниса, но не всеми. Мы прекрасно понимаем, что в демократической стране, в стране, где Тунис действительно демократическая страна, после арабской весны, по крайней мере, вот еще недавно был демократической страной, после арабской весны, после крушения авторитарного режима в Тунисе смогли построить систему, в которой действительно власть меняется в ходе выборов, в которой менялась, по крайней мере, в которой обновили конституцию, в которой приняты во внимание интересы самых разных слоев общества, и конституция, которая, по большому счету, по крайней мере, до недавних событий, до событий 20-х чисел июля этого года, эта конституция действительно соответствовала чаяниям самых разных людей и не была там отражением желания одного единственного человека или какой-то кучки людей вокруг него. Ну вот, наблюдаем за Тунисом. Интересно, чем все это закончится. Тем более, я уже об этом как-то рассказывал, Каис Саид, президент, он сам специалист по конституционному праву. Он сам тот человек, который всю жизнь посвятил тому, чтобы сначала разрабатывать законы, а потом защищать законность тех или иных мер. Поэтому он-то как раз лучше очень многих других знает, что такое Конституция, и я надеюсь, что не будет сильно против этой Конституции идти. Так, в Африке остаемся, переносимся в страну под названием Нигер. Там на этих выходных прошло празднование. Я даже не буду пытаться это название этого праздника произнести на языке туарегов. Там прошло празднование конца сезона дождей. Это главный праздник у народов туарегов и у народов Водабе, которые традиционно, собственно говоря, пастухи. Это основу экономики этих народов составляет разведение скота. И вот на этих выходных прошел длительный праздник, посвященный окончанию сезона дождей, потому что сезон дождей очень важен как раз для тех народов, которые занимаются скотоводством. Это пастбище, это возможность накормить свои стада. И вот по окончании сезона дождей в Сахаре собираются как раз эти самые пастухи для того, чтобы провести празднование. По большому счету, это для них такой Новый год. Этот Новый год отмечается танцами, песнями. Посмотрите, все наряжаются в самое-самое нарядное из того, что есть, из того, что хранится дома, или из того, что хранится где-то в каких-то вот этих вот саквояжах походных. Соревнуются в красоте танца, соревнуются в красоте пения. Не только мужчины, вот и женщины тоже там присутствуют. Это несколько дней прямо в Сахаре проводятся такие вот празднования с танцами, с песнями, с какими-то соревнованиями. Вон даже есть какие-то танцы, изображающие сражения на палках между мужчинами и женщинами. В прошлом году фестиваль не проводился из-за коронавируса. Представьте, то есть даже по кочевым народам Сахары ударил коронавирус настолько, что они отказались проводить празднования. А это празднование длится с каких-то очень давних времен, несколько тысячелетий, по крайней мере, последние несколько сотен лет фиксируется в самых разных документах проведение такого рода праздников. Я думаю, что действительно, скорее всего, это действительно уходит куда-то в очень давнее прошлое. Но вот и за очень много-много лет крайне редко прерывалась традиция проведения праздников. И вот только коронавирус смог эту традицию нарушить. Сейчас все возвращается постепенно на круги своя. Надеюсь, что все будет хорошо у туарегов и у других народностей, которые отмечают этот праздник в Сахаре ежегодно. Что ж, на другую часть света переносимся в Азию, на Филиппины.
на Филиппинах в следующем, в 2022 году, будут проводиться президентские выборы. И нынешний президент Родриго Дутерте, я много раз о нем в своих программах рассказывал, человек очень отчаянный, он сам признавался в том, что не только там выносил какие-то неподсудные решения, например, о казнях наркоторговцев, но и организовывал какие-то летучие отряды, которые охотились и казнили наркоторговцев. Вот он уже не может избраться, у него заканчивается его каденция, и, собственно говоря, правящая партия, в которой и состоит Родриго Дутерте, должна была принять решение о том, кого же выдвигать от себя на высший пост в качестве кандидата. В итоге думали, гадали и выдвинули Мэнни Пакьяо. Это вообще знаменитейший персонаж, это человек, он боксер, это единственный в мире боксер, единственный в мире, собственно говоря, профессиональный спортсмен, у которого есть или было сразу 8 титулов, чемпионских боксерских титулов в разных, не в одной, а в разных весовых категориях. То есть это, по большому счету, человек-легенда. И он давным-давно уже в политике, ну, по крайней мере, с 2010 года он избирается в разные палаты парламента Филиппин. И даже как-то то ли он, то ли кто-то из его официальных представителей заявлял, что для Мэнни Пакьяо, несмотря на то, что он суперзвезда мирового спорта, бокс это приятный бонус к политической карьере. И вот теперь его политическая карьера должна получить продолжение. Его политическая карьера должна теперь привести его, как он надеется, на высший пост в стране. Он уже получил поддержку некоторое время назад, несколько месяцев назад, получил поддержку уходящего президента Дутерте. Правда, тут случился скандал с выдвижением, потому что партия, правящая на Филиппинах, не очень однородная, там есть разные фракции, и вот выдвижение Мэнни Пакьяо поддержала одна фракция внутри этой партии, а другая фракция сказала: нет, мы хотим выдвинуть другого человека, который долгое время был советником президента Дутерте, зовут его Кристофер Го. Этот Кристофер Го заявил: а я вот выдвигаюсь президентом, а нынешнего президента Дутерте хочу видеть своим вице-президентом, будем в связке вместе выступать. Но не вышло, не получилось, не поддержало большинство партии такой ход, посчитали, что это слишком уж в наглую будет нарушением, если не буквы, то духа закона, который запрещает президенту идти на 3-й срок. И, в принципе, это действительно выдвижение в качестве вице-президента, это, наверное, действительно нарушение есть духа этого самого закона, нарушение запрета, может быть, не прямое, но в конце концов действительно такое формальное нарушение этого запрета. В итоге Мэнни Пакьяо идет в президенты, но внутри его партии, внутри той силы, которая выдвигает его президентом, есть, тем не менее, значительное количество людей, которые недовольны этим, есть значительное количество людей, которые, ну, наверное, попытаются как-то навредить Мэнни Пакьяо, хотя вот интересно будет посмотреть, кто сможет бросить вызов, потому что это, наверное, вот после самого Дутерте, это самый известный филиппинец, и он пользуется какой-то невероятной популярностью не только у себя на родине, но и во всем мире. И, скорее всего, да, у него есть очень-очень неплохие, очень заметные шансы стать следующим президентом, стать тем человеком, который возглавит Филиппины уже в следующем 2022 году. Что ж, остаемся мы пока в Азии, и переносимся мы в Азии, в Японию. Уже как-то много кто рассказывал о такой задумке организаторов прошедших Олимпийских игр в Токио сделать кровати для гостей Олимпиады, для спортсменов, для тренеров, для представителей делегаций из легко перерабатываемого картона. Для того, чтобы потом, значит, эти самые кровати, после того, как Олимпийские игры закончатся, можно было бы переработать и сделать из них там книги, сделать из них какие-то там бумажные украшения, пустить на производство газет и так далее. Вот так вот выглядели, да что ж там, выглядят до сих пор эти самые кровати. Их осталось несколько тысяч, или там даже несколько десятков тысяч, потому что они с запасом были сделаны. По-моему, около 12 тысяч их было всего сделано. И не все из них еще переработаны, и, как выяснилось, не все будут переработаны. Почему? Потому что сейчас Япония переживает очередную волну заболеваемости коронавирусом, и губернатор провинции Осака сказал о том, что
по крайней мере, 800 таких кроватей будут переправлены из Токио в Осаку. Для чего? Для того, чтобы быть размещенными в больницах, в госпиталях для заболевших коронавирусом. То есть их не успели переработать, не успели их превратить в газеты или в книги, и они еще какое-то время побудут кроватями, послужат не только спортсменам, послужат не только представителям каких-то олимпийских делегаций, но и самим японцам, тем людям, которым нужна необходима сейчас медицинская помощь. Это был дайджест. Вот на этом мы дайджест сегодня заканчиваем. Переходим к большим обстоятельным темам. Ну и начинаем с большого, с такого серьезного международного скандала, в который оказалось втянуты сразу несколько государств, которые, ну вот, по праву претендуют как на региональное лидерство, так и на лидерство такое глобальное. Я говорю в первую очередь о Соединенных Штатах Америки, о Великобритании, Франции и Австралии. Дошло до того, что Франция поссорилась с Америкой, Франция поссорилась с Великобританией и Франция поссорилась с Австралией. Из-за чего это все произошло? Из-за того, что на прошлой неделе представители Великобритании, представители Австралии и представители США заявили о создании нового альянса. Этот альянс будет такой военно-технический. Называется он, получил название по первым буквам, собственно говоря, стран-участниц этого альянса. Австралия, АУ, United Kingdom, UK и United States, US. АУКУС, если вот так вот, грубо говоря, совсем уж как-то вот упрощенно называть его, вот так вот он будет называться. Это уже называется этот альянс. Договорились 3 страны о чем? Договорились, что они будут разрабатывать новые системы вооружения. Договорились, что они будут вместе бороться с киберугрозами. И договорились, что они вместе будут работать над системами искусственного интеллекта, в первую очередь в оборонной сфере. Причем же здесь ссора с Францией, спросите вы? При том, что первым же с решением, принятым внутри этого альянса, было решение построить для Австралии атомные подводные лодки на мощностях в США с помощью американских компаний и с привлечением некоторых технологий из Великобритании. И для того, чтобы осуществить этот проект, для того, чтобы построить сразу 12 атомных подводных лодок для Австралии, австралийцы отозвали свой заказ, который раньше был размещен во Франции. Несколько лет назад Канберра договорилась, Канберра — это столица Австралии, договорилась с Парижем, с французской столицей, и разместила во Франции заказ на производство 12 не атомных, а более простых в эксплуатации и, скажем так, менее современных дизель-электрических подводных лодок, тоже 12 штук, и заплатила Австралия за это, или обязалась заплатить, понятно, что не сразу заплатила, обязалась заплатить за строительство этих 12 подводных лодок. Там была сумма порядка 90 миллиардов австралийских долларов. Эти 90 миллиардов австралийских долларов — это около 70 миллиардов долларов американских. Это баснословная сумма, которую теперь у французов отобрали, причем не предупредив их. То есть, по большому счету, все это, обо всем этом французы узнали, ну, образно говоря, в прямом эфире. Когда включили новости, увидели, как заявляют представители Австралии, Соединенных Штатов и Великобритании о том, что мы теперь создаем новый альянс, и в рамках этого нового альянса мы теперь будем делать атомные подводные лодки для австралийцев. Французы страшно возмутились настолько, что, например, отозвали послов из США и из Австралии. Такого не было никогда за всю историю дипломатических отношений Франции с Соединенными Штатами и с Австралией. Не было. Такого, в принципе, в истории никогда не было. Сейчас взяли, отозвали. Это такое свидетельство такого очень серьезного похолодания дипломатических отношений. Министр обороны Франции отказалась встречаться со своим коллегой из Великобритании и сказали, что вы, ребята, вообще предатели, не хотим вас видеть, не хотим вас слышать. Это в итоге, то есть речь идет не только о том, что деньги французы потеряли, речь идет не только о том, что подводные лодки теперь будут строиться не у них, что может считаться, конечно, унижением, а в совсем другой стране. Кстати, подводные лодки, ведь
сейчас они действительно играют очень важную роль в оборонной стратегии или в тактике тех государств, на вооружении которых они находятся. Подводные лодки очень часто являются таким одним из основных компонентов не только там ядерного щита тех стран, на вооружении которых есть какие-то ядерные боеголовки. Подводные лодки, в принципе, являются одним из самых распространенных видов вооружений у тех государств, у которых есть, конечно, выход к морю, у тех государств, у которых есть какие-то военно-политические амбиции. И прежде чем продолжим, прежде чем я расскажу, на что же там еще так обиделась Франция, давайте посмотрим сюжет о том, собственно говоря, как появились подводные лодки и как они стали играть столь важную роль в политике и в оборонных стратегиях самых разных стран. По легенде, первую в истории подводную лодку построили еще древние греки по приказу Александра Македонского. Рукописи донесли до нас историю о том, как, завоевав почти весь известный в те времена земной мир, великий полководец заинтересовался миром морским и повелел сделать стеклянную бочку, способную опускаться в воду и подниматься на поверхность с помощью канатов. Скорее всего, это лишь красивый миф, и настоящие подводные суда появились спустя почти 2000 лет после смерти Александра. Первое детальное описание такого судна оставил в 16 веке английский математик и артиллерист Уильям Борн. В своей книге «Изобретение или устройство» он опубликовал чертеж лодки, способной передвигаться под водой. А примерно через полвека после этой публикации, в 1720-х годах, на воду сошла первая настоящая подводная лодка – Дребель, названная так в честь ее создателя, голландского инженера Корнелиса Дребеля. Судно представляло собой обычную шлюпку с каркасом, на которой была натянута толстая кожа. Внутри каркаса располагались 12 гребцов. Груженная балластом, эта лодка могла на несколько минут опускаться под воду и передвигаться там, пускай и не очень быстро. Работодатель Корнелиса Дребеля, английский король Яков I, не был впечатлен демонстрацией возможностей субмарины, и опыты в подводном судостроении завершились после первого же публичного рейса «Дребель» по реке Темза. К идее строительства судов, способных передвигаться подводной поверхностью, человечество вернулось спустя лишь несколько десятилетий. Во время войны 1776 года за независимость североамериканских штатов от Британской империи повстанцы соорудили мини-субмарину под названием «Черепаха». Ее создатель-изобретатель Дэвид Бушнелл с помощью своего творения пытался прорвать морскую блокаду гавани Нью-Йорка, которую устроил британский флот для наказания взбунтовавшихся колоний. Черепаха, которая вмещала одного человека и приводилась в действие его мускульной силой, должна была незаметно подкрасться к британским кораблям, разместить на их корпусе взрывчатку и уплыть до того, как произойдет взрыв. Но защищенные металлическими щитами корпуса кораблей спасли их от атаки черепахи, и план Бушнелла провалился. Вскоре после этого, в 1800 году, появилась первая в истории субмарина обтекаемой сигарообразной формы, той самой, которую имеет большинство современных подводных судов. Называлась она «Наутилус», а для движения использовала мускульную силу экипажа, который вручную вращал гребной винт. Запаса воздуха на ее борту хватало примерно для 2 часов подводного плавания. Наутилус никогда не принимал участия в боевых действиях, хотя его создатель, американец Роберт Фултон, пытался убедить в перспективности подводного флота военное командование Великобритании и Франции. Первое относительно успешное боевое применение подводных лодок в морском бою относится к времени гражданской войны в США. Через пару лет после ее начала финансист Хорас Ханли на свои деньги построил субмарину для флота повстанцев-южан. Названная в честь своего создателя Ханли, эта субмарина дважды тонула при испытательных заплывах, утопив при этом 11 человек. К слову, среди погибших был и сам Ханли. Провал испытаний не остановил командование флота повстанцев. Субмарина в 1864 году была отправлена на боевое задание. Ее экипажу было приказано подобраться как можно ближе к одному из кораблей противника и потопить его с помощью прикрепленной на длинном шесте взрывчатки. Задание это было выполнено, однако взрывом была повреждена и сама Ханли, после чего затонула вместе с экипажем. В 2000 году Ханли подняли со дна, погибших членов экипажа похоронили на одном из военных кладбищ, а подлодку отправили в музей. Ханли, которая приводилась в движение вручную силой самого экипажа, стала одной из последних субмарин такого рода.
года. Вскоре после ее гибели началась эра механических подводных судов. Первым таким судном стал официально принятый в состав флота США в 1900 году «Холланд». Названный так в честь своего создателя Джона Холланда, этот корабль имел керосиновый двигатель для движения в надводном состоянии и электрический для плавания под поверхностью воды. Эта схема на десятилетия стала основной при производстве подводных лодок. Именно комбинация дизельного и электродвигателя использовалась всеми производителями субмарин во время Первой и Второй мировых войн и применяется до сих пор. В ходе мировых войн немецкий подводный флот использовался не только для борьбы с военными кораблями противника, но и для уничтожения судов снабжения и даже пассажирских пароходов. Одним из самых известных таких эпизодов является гибель британского лайнера «Лузитания», торпедированного немецкой подводной лодкой в мае 1915 года. Тогда погибло больше 1000 человек, пассажиров и членов команды «Лузитании». Среди погибших было множество граждан США. Это обстоятельство способствовало вступлению Америки в Первую мировую войну и стало одной из косвенных причин поражения Германии и ее союзников. Подводные лодки не только топили другие суда, но и сами часто уходили на дно. Согласно статистике немецкого флота, во Вторую мировую была потеряна почти половина субмарин из находившихся в строю, а из примерно 41 тысячи моряков подводного флота до капитуляции Германии не дожили 20 800 человек. То есть на одного пережившего войну подводника приходится один погибший. Уже вскоре после окончания Второй мировой войны появился абсолютно новый класс подводных лодок – субмарины с атомным двигателем. От дизель-электрических кораблей их отличает внушительная автономность. Одной закладки автономного топлива хватает как минимум на 25 лет активной службы судна. Вот так вот такие вот подводные лодки. Закончен сюжет как раз историями об атомных подводных лодках. И вот Австралия именно сейчас решила пересмотреть свою оборонную стратегию и отказаться от дизель-электрических подводных лодок в пользу атомных подводных лодок. Атомные подводные лодки имеют куда больше потенциал. Почему? Они могут куда дольше находиться в автономном плавании. Им не нужно часто заезжать, заплывать, прошу прощения, куда-нибудь в порт для того, чтобы в них залили топливо. Эти атомные подводные лодки, ну там при условии, что есть достаточный запас на них питания или при условии, что их могут снабжать какие-то другие суда, которые будут подвозить им это питание, могут находиться годами в плавании. И понятно, что они с точки зрения действительно какой-то серьезной оборонной стратегии могут быть куда более опасны для потенциального противника, чем дизель-электрические подводные лодки. Но Франция считает, что это предательство внутри НАТО, потому что Франция смогла бы, наверное, сама теоретически создать атомные подводные лодки. У нее есть уже свои подводные лодки, и французы, в принципе, могли бы, наверное, атомные подводные лодки, могли бы выполнить этот заказ, но с ними даже не обсудили это. Теперь французы что говорят? Так, ладно, австралийцы, они даже не в НАТО, они там живут у себя где-то на краю света, но американцы и британцы, мы же с вами в одной структуре, мы же с вами в одном НАТО находимся, в одном Североатлантическом альянсе. Почему вы взяли и так вот с нами поступили? Почему вы взяли и обошли нас, ничего не предупредив, не рассказав о том, что вы с австралийцами о чем-то там у нас за спиной договариваетесь? Ведь по большому счету вы берете и раскалываете НАТО изнутри. Вы же просто вредите нам всем. Правда, здесь как раз вот ключик к объяснению кроется в том, что Австралия находится не в НАТО, и Австралия испытывает, по крайней мере, считает, австралийское руководство считает, что может быть втянутой в конфликт с той страной, которую европейские члены НАТО вряд ли рассматривают как потенциального противника. Речь идет о Китае. О чем идет речь? Речь идет о том, что Китай очень сильно усиливает, прошу прощения за тавтологию, наращивает, скажем так, свою военно-морскую мощь. Китай вкладывает огромные деньги в модернизацию своего военно-морского флота и в строительство все новых и новых судов, в том числе и подводного флота. И в конце концов вот это вот увеличение мощи военно-морской действительно может угрожать стабильности вот в этом азиатско-тихоокеанском регионе, в котором присутствует, помимо прочих государств, еще и Австралия. Но для НАТО Австралия, Китай не такая уж и большая угроза. У них там Россия под боком, которая оккупирует часть украинской территории, часть территории Грузии, часть территории Молдовы. Россия, которая
продолжать там какие-то угрозы выдвигать, какие-то претензии выдвигать, в том числе и странам НАТО, я в первую очередь имею в виду государства Балтии. И, собственно говоря, НАТО как раз сконцентрировано, по крайней мере, европейская часть, сконцентрирована на этой угрозе. Кроме того, в НАТО состоит сейчас 3 десятка государств. Все решения могут приниматься только консенсусным решением, консенсусным согласием всех 30 государств. Если вдруг кто-то из государств скажет, так, а мы вот не хотим помогать австралийцам перевооружаться и строить им атомные подводные лодки, НАТО не сможет тогда ничего сделать. То есть нужно будет проводить многолетние консультации, договариваться, убеждать всех тех, кто почему-то не согласен, в необходимости помочь условным австралийцам получить атомные подводные лодки. Дело в том, что еще внутри НАТО есть некоторое количество государств, которые очень тесно связаны финансово-экономически с Китаем. Я не буду называть эти страны, достаточно сказать, что теперь входят в НАТО не только когда-то богатые западные страны, которые изначально стояли у истоков Североатлантического альянса, но и страны из Восточной, из Южной Европы, которые во многом живут за счет или там реализуют какие-то свои амбициозные проекты за счет тех денег, которые получают от Китая. И, конечно, они не будут вредить, не будут делать что-то, что повредит их отношениям с Китаем. Конечно, они будут максимально затягивать принятие любых решений, которые потенциально могут повредить Китаю, которые потенциально могут повредить каким-то их отношениям с Китайской Народной Республикой. Именно поэтому понадобилось создание вот этого AUKUS. Он является не альтернативой НАТО, он является неким дополнением НАТО, он является некой такой вот мини-НАТО, созданным совсем в другой части света, созданным где-то там в южном полушарии, где-то далеко от зоны интересов большинства стран, входящих в Североатлантический альянс. Францию можно, конечно, понять, но и французы тоже, наверное, должны в какой-то момент понять, что этот альянс, он не анти-НАТО, он такое вот дополнение к НАТО. Правда. А сейчас не только французы клеймят и проклинают вот этот вот новый союз, новый альянс. Китай, естественно, уже высказался, когда стало понятно, что это все история против него. Он сказал, что у него нет никаких каких-то амбиций, которые могли бы угрожать суверенным нациям. Сказал, что то, что сейчас делают британцы, американцы и австралийцы, это какое-то странное наследие холодной войны, когда Китай представляли, значит, страшным, ужасным врагом. Китайцы заявляют о том, что они не хотят и никогда не претендовали ни на чью территорию, только на свою территорию. И уже даже есть какие-то комментарии. Они, конечно, не вполне официальные, но, тем не менее, их можно расценивать как позицию Китая, что все усиление военной мощи, военно-морской мощи в том числе, делается... Все это происходит не для того, чтобы там бросить вызов Австралии, не для того, чтобы подчинить себе какие-то независимые нации, расположенные в той части света, которая называется Океания. Это в основном островные маленькие государства, вот как раз на пути от Австралии к Азии. А все это делается для того, Китай наращивает мощь только для того, чтобы вернуть себе контроль над своими территориями, которые так или иначе были от него отторгнуты, но считаются мировым сообществом, считаются его непосредственными территориями. Естественно, речь идет в первую очередь об острове, который называется Тайвань, и который проводит самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, но который большей частью мирового сообщества считается неотъемлемой частью большой Китайской Народной Республики. Давайте посмотрим сюжет о Тайване и поймем, собственно говоря, ради чего Китай наращивает эту свою военно-морскую мощь, из-за чего переживают, очень нервничают и австралийцы, и американцы, и даже британцы. На рубеже 19 и 20 веков феодальная китайская монархия потерпела ряд военных поражений от японцев и европейских колониальных держав. Горечь от этих поражений заставила китайских правителей заняться внутренними реформами, с помощью которых они надеялись создать новую боеспособную армию и вернуть себе подорванное иностранными победами уважение подданных. Из всего задуманного планировалось, например, открыть современный университет
университеты, наладить издание на китайском языке книг современных на тот момент авторов, построить канализацию и отремонтировать дороги. Так вот, из всего этого более-менее довести до ума удалось лишь перевооружение армии и создание офицерского корпуса. Эти офицеры в 1911 году выступили против обучившей и вооружившей их монархии во главе революционных отрядов, состоявших из солдат и требовавших доведения реформ до конца крестьян и купцов. Серия бунтов и переворотов в итоге привела к крушению монархии, существовавшей в Китае около 2000 лет, и провозглашению Китайской республики. Вскоре за появлением нового государства последовала длительная череда войн. Левые партии воевали против правых, социалисты со сторонниками восстановления монархии. Значительные территории Китая и вовсе оказались под властью полевых командиров, чуждых любой идеологии и живших грабежом. В какой-то момент руководители главной националистической партии Гоминьдан оказались в изгнании в Японии. Однако смогли не только вернуться на родину, но и в 20-е годы стать союзной политической силой и объединить разрозненный бесконечными междоусобицами Китай. Любопытно, что националистам из Гоминьдана долгое время помогало советское правительство, считая, что гоминьдановцы будут полезными союзниками в случае столкновения с Японией, которая имела к Москве территориальные претензии. Коммунистическая партия Китая долгое время игнорировалась советской Россией, так как не представляла собой реальной политической силы. До конца 1920-х годов это был, по сути, полуподпольный марксистский кружок, в котором состояло всего несколько десятков человек, к тому же еще и признававший над собой примат Гоминьдана. Но к 30-м годам коммунисты смогли превратиться в реальную политическую и военную силу, привлечь в свои ряды немало китайцев и даже взять под свой контроль несколько районов, в которых жили миллионы человек. Созданная там Красная армия Китая с переменным успехом вела бои против Гоминьдана до вторжения Японии в 1937 году. Столкнувшись с внешней угрозой, коммунисты и националисты смогли договориться о перемирии и вместе вступили в войну против интервентов, продолжавшуюся до капитуляции Японии осенью 1945 года. Японская агрессия измотала Гоминьдан, а нежелание главы партии генерала Чана Кайши проводить после окончания войны демократические реформы подорвало доверие народа к националистам. После поражения Японии гражданская война в Китае вспыхнула вновь. Поначалу Гоминьдану удавалось отбирать у коммунистов города и укрепленные районы, но со временем уже снабжаемая и обучаемая советами, Красная армия Китая перешла в контрнаступление и обратила националистов в бегство. В октябре 1949 года глава китайских коммунистов Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики и назначил себя ее председателем. Подчиненные ему армии в это время теснили остатки деморализованной и разобщенной гоминьдановской армии на юг страны. К концу 1949 года коммунисты заняли весь Китай. Чан Кайши, остатки его армии, чиновники и их семьи, всего около 2 миллионов человек, бежали на остров Тайвань в 150 километрах от материка. Гоминьдан стал там правящей партией и долгое время многими западными странами признавался как легитимное правительство всего Китая. Дошло до того, что несколько десятилетий Китай в ООН представляли именно тайванцы-гоминьдановцы, а не чиновники из Китайской Народной Республики. В официальных документах правительство Тайваня по-прежнему называет себя Китайской Республикой, тем самым подчеркивая свои претензии на весь Китай. Правда, статус этого правительства уже не таков, как прежде. В начале 70-х годов США, а вслед за ними и другие западные страны признали коммунистическую власть в Пекине. Благодаря этому признанию европейские и американские компании смогли получить в свое распоряжение дешевую китайскую рабочую силу и новые рынки сбыта. Пекин же получил инвестиции и место в ООН. Сейчас Китай в главной международной организации представляют именно коммунисты. Тайвань же там не представлен вовсе.
Страны Евросоюза и США давно уже не считают тайваньских чиновников правительством материкового Китая в изгнании и формально даже не признают Тайвань независимым государством. Но неофициально Запад оказывает тайванцам политическую, дипломатическую и военную помощь. Так США открыто поставляют на Тайвань ракеты, ударные вертолеты, боевые корабли и другую военную технику вопреки протестам Пекина и попыткам китайских чиновников блокировать сделки Тайваня в оборонной сфере. То есть там действительно все очень и очень непросто, скажем так. Есть Тайвань, который активно вооружается, опасаясь, что его может захватить силы, вернуть под свой контроль большой материковый коммунистический Китай. Есть некоторое количество соседних с Тайванем государств, например, Япония или Южная Корея, которые всячески демонстрируют готовность помочь Тайваню, если там не прямым военным участием в отражении этого потенциального вторжения, то там техникой, разведданными, как-то экономически и так далее. В итоге туда оказываются втянуты интересы самых разных государств. Ну а в Австралии самые разные какие-то стратегические центры планирования, вот они сидят и выстраивают возможный ход событий, как могут пойти события в случае, если Китай не остановится на подчинении себе Тайваня. И вот в их выкладках, из их выкладок следует, что если на этом дело не закончится, то тогда могут китайцы направить свои флоты, направить свою армию на подчинение себе Австралии, потому что Австралия максимально удобный плацдарм для ведения боевых действий как там на азиатском направлении, так и направлении в сторону США. И что если вдруг дойдет до прямого вооруженного столкновения между Китаем и Соединенными Штатами Америки, то Австралия станет таким удобным для Китая плацдармом для ведения этой самой войны, что нужно во что бы то ни стало защитить Австралию, не дать Китаю этот удобный плацдарм для ведения войны против всего западного мира. В итоге в эти выкладки, в эти раскладки верят уже там не только сами австралийцы, верят американцы, потому что они что-то похожее тоже себе в стратегических планах рисуют. Верят уже британцы и готовы помогать австралийцам отстоять свою независимость от пока еще совсем какой-то эфемерной китайской угрозы. Потому что, повторюсь, в Китае никто никогда, это в России еще там задолго до захвата, до оккупации Крыма и Донбасса хватало всяких дураков и в политике, и в простой жизни, которые там требовали что-то вернуть, что-то отобрать, тех наказать, и вообще лучший вообще Советский Союз вернуть в прежних границах, а то и Российскую империю. В Китае ничего такого нет. Никто не обещает и никто там не угрожает захватить Австралию. Но, тем не менее, растущая его мощь, растущие амбиции политические, амбиции экономические заставляют государства, уже даже не только соседние государства, со всем этим как-то считаться и, по крайней мере, вот так поддерживать такой оборонительный паритет с Китаем, по крайней мере, пытаться сохранять, что называется, вот такое вот соотношение, похожее соотношение ракет, кораблей, танков и так далее, для того, чтобы, случись что, лучше бы у нас будет на всякий случай, лучше пусть они так сами по себе плавают и никогда не будут использованы, чем их вообще не будет, и будет все гораздо хуже. Кстати, страны соседние с Китаем предупреждают, что им тоже очень не нравится этот альянс. Они говорят о том, что вот это вот появление аукуса — это не гарантия мира, а наоборот, любое появление каких-то новых военно-политических альянсов, оно всегда оказывает дестабилизирующее влияние. Оно может подтолкнуть те или иные государства, вынудить их идти на такие поступки, на которые в любом другом случае они бы никогда бы не пошли. То есть вот демонстрация силы может спровоцировать какую-то неожидаемую ответную реакцию. Вот, например, индонезийцы уже предупредили, они как, что называется, между молотом и наковальней, между Китаем и Австралией находятся. Вот они уже говорят, что им совсем не нравится, что происходит. Они говорят, что они бы, наверное, жили бы лучше спокойно в том мире, где не было бы никакого аукуса,
УКУСа, где Австралия и Штаты с одной стороны, и Китай с другой стороны могли бы находить общий язык, не прибегая при этом к строительству бесконечного числа атомных подводных лодок и каких-то других военных кораблей и прочей военной техники. Так что вот остается в фокусе внимания у нас этот регион, а пока переносимся в Мексику. В Мексике произошла очень интересная история, про которую, как мне кажется, стоит рассказать в конце этой программы. Что же произошло? В Мексике аж по поручению президента прошел розыгрыш лотереи. На этот розыгрыш лотереи были выставлены несколько домов и квартир, в том числе дом-особняк человека, известного по кличке Эль Чапо. Давайте посмотрим такой сюжет короткий об этом человеке, для того, чтобы было понятно, кто это такой, и я дальше потом расскажу о том, почему его дом оказался выставлен на розыгрыш в лотерее. Хоакин Гусман – выходец из бедной семьи, жившей на юго-западе Мексики. По некоторым данным, его родители занимались нелегальным выращиванием мака для производства опиума, но полицейские отчеты эту информацию не подтверждают. Старший из 7 детей, Хоакин оставил школу после окончания 3 класса и в попытках найти хоть какой-то заработок довольно быстро оказался на плантации, принадлежавшей местным наркоторговцам. К 15 годам преуспевший в производстве наркотиков юноша уже владел собственной плантацией марихуаны и обзавелся настоящей бандитской кличкой Эль Чапо – коротышка. В возрасте около 20 лет Эль Чапо попадает в банду контрабандистов, специализировавшихся на поставках наркотиков в США. В этой банде он получает знания, необходимые для организации собственного преступного бизнеса, и обзаводится полезными знакомствами среди мафиози и коррумпированных полицейских. В первый раз Хоакин Гусман попался властям в 1993 году. Его арестовали в Гватемале и отправили на родину, где приговорили к 20 годам тюрьмы за наркоторговлю и умышленное убийство. Но отсидев лишь около 8 лет, он умудрился бежать из тюрьмы максимально строгого режима, подкупив охранников. Второй раз Эль Чапо сбежал из тюрьмы в 2015 году, спустя примерно 1,5 года с того момента, как он вновь оказался за решеткой. Пойманный без единого выстрела у себя дома, наркоторговец умудрился бежать из камеры по 1,5-километровому тоннелю, вырытому его подельниками. Вновь оказавшись на свободе, Эль Чапо занялся организацией съемок фильма о самом себе. Он вышел на режиссера Оливера Стоуна, а тот, в свою очередь, помог Эль Чапо встретиться с актером Шоном Пеном. Шон Пен взял у мексиканца обстоятельное интервью для журнала Rolling Stone, в котором наркобарон подробно рассказал о своей жизни и преступной деятельности. После публикации интервью полиция вновь выходит на след Эль Чапо. В 2016 году мексиканская полиция и отряд морских пехотинцев устраивают налет на дом Эль Чапо. Охрана наркодельца вступает в перестрелку, в которой погибло 5 человек. Эль Чапо был взят живым и здоровым и уже в скором экстрадирован в США, где его обвиняли во множестве преступлений, включая убийство и похищение американских граждан. Состояние Хоакина Гусмана до его ареста оценивалось как минимум в $1 миллиард. Он несколько раз входил в список самых влиятельных людей планеты, составляемый журналом Forbes, и в течение как минимум 10 лет являлся самым разыскиваемым преступником планеты. Члены жюри присяжных, избранные для вынесения вердикта в американском суде, находятся под постоянной защитой американских спецслужб, так как у следствия есть все основания полагать, что подельники Эль Чапо готовы на все, лишь бы вытащить своего босса на свободу. Да, босс много раз убегал из тюрьмы, правда, это была мексиканская тюрьма, наверняка они пытались как-то вытащить его из американской тюрьмы. Ну а в Мексике, на родине Эль Чапо, у него, естественно, вся его незаконно нажитая собственность перешла в собственность государства. Государство решило на этом заработать. И, например, органы государственной власти выставили на аукцион особняк, из которого в свое время пытался бежать Эль Чапо во время одного из арестов. Один из самых знаменитых особняков. Показывали во всех новостях, потому что там был серьезный подземный ход, длиннющий, по которому этот самый Эль Чапо бежал. А стоимость этого особняка около 180 тысяч
около 180 тысяч долларов. Его выставляли там чуть ли не за 10 тысяч начальную стоимость, но никто не решился купить по той простой причине, что очень люди боятся, что подельники Чапа, подельники этого наркобарона могут расправиться с ними, когда узнают, что, собственно говоря, кто купил и знает, кому принадлежит этот дом. В итоге власти решили разыграть в лотерею этот самый особняк. И уже известно, что есть победитель этой лотереи. Его имя специально не называется. Неизвестно, кто этот человек, но известно только одно. За дом Эль Чапо, вернее, за лотерейный билет, который принес ему владение домом, бывшим домом Эль Чапо, он заплатил всего $12. Не знаю, как он будет в нем жить, как он сможет ли он скрываться от подельников Эль Чапо, от этой мексиканской наркомафии, но тем не менее, теперь у этого дома есть новый хозяин. А я прощаюсь на этом, увидимся через несколько дней. Я надеюсь, будем говорить о чем-то более веселом, более интересном, чем приходится говорить обычно. Всего хорошего, счастливо.